Так, всех приветствую, ребят. Сегодня у нас турнир. Наконец-то. Дождались. Так, я успеваю. Всегда обычно задерживаюсь в такого момента. Опа. Уже начало. Хоба. Вот они, легенды. Приветствую, ребят, всех. Здорово. Надо чуть их прибавить. Здорово, немножко задержался, самую малость. Все, что я понял, что у них маленькая инди-студия, которая занимается Гвинтом. Ваше здоровье, ребят. С моего канала будут дропсы, да. С моего канала есть дропсы. But we can't wait, we're excited, and since we're so excited, maybe we'll just stop talking and we'll throw it over to Shinmiri and Seely who are standing by. Хоба! That's right, here we are, live from the studio, just as our wonderful and ever so stylish... Их привезли на польский этот, в Польшу, они сели на студии, получается у нас будет... Шинмири, тот самый Шинмири, Сели, кто еще там будет? Элен Харт и Хостарья. Обоим компас Шинмири, сразу ассоциация, да? Бедники на последних силах делали Гвинт, и на донатах Гвинта будет делать Киберпанк 2. Да идите вы нафиг, что Шинмири не только компасом отличился, он хороший человек, наверное. Ладно вам, ребят. Through the group stage, the brutal group stage that was happening last weekend. Yes, exactly. That means вот, если вкратце, сегодня мы будем с вами смотреть трансляцию по Гвинту. Смотрите, есть такая тема. Давайте я, наверное, это я опубликую, не опубликую, короче, закреплю на ютубе. Есть Twitch дропсы, можно получить рубашечку, ее, наверное, сегодня покажут там пару раз, рубашку и титул. Вот, если смотреть на Твиче. Причем можно смотреть любого стримера, включая меня, ребят. Если вы смотрите стримера, который стримит Гвинт, на Твиче, то вам будет награда. Эти награды можно собирать благодаря кнопочке одной. Сейчас я это все отправлю. Так. Давайте вот это, получить награды Twitch Drops. И давайте я тогда... Ну и что ты делаешь? Оно это. Окей, давайте я так и сделаю. Закрепить сообщение. Вот, кому удобнее, переходите на Twitch, смотрите меня там. А можете, если вам удобнее YouTube, смотреть на YouTube на открыт Twitch. Вот, как зарегистрироваться на Twitch, как привязать аккаунт в Discord сервере. Вот эти самые рубашечки, тайминги. И Beholder. Beholder переводится вроде как... Как переводится? Beholder. Что знакомое? Игра была такая, Beholder. Что-то типа... Блин, как это переводится? Пошли, Андрей, на украинском смотреть. Очень нравится, конечно. Не, стримы на ютубе, на твиче, как обычно. Если забросили Гвинт, зачем заморачиваться с дропсами? Да ладно, подарок какой-никакой. Смотрящий, спасибо. Смотрящий, точно. Блин, точно, игра же про смотрящего. Там чел такой черненький. Созерцатель. Нет, созерцатель там другое, там что-то скреет, что-то креет, что-то... ладно, короче. Очевидец? О, может вот так, да. Так, вот такие у нас пары ожидают. Сначала будем смотреть Буковского Макпая. То есть уже вот ребята прошли на турнир, и уже, получается, каждый участник уже изначально имеет $1000, пройдя на этот турнир. И их сумма будет увеличиваться за серию побед. То есть чем больше они выиграют, с меньшим отрывом, допустим, 3-0, тем больше они денег получат. Вот, поэтому желательно всем здесь играть 3-0, 3-0, 3-0, чтобы получить больше сумму денег. Да, вот призовой. Вот он призовой. Креатор — это создатель. Креатор — создатель, созидатель. Суммарно за 2 дня просмотра 4 часов. Да, именно так. Хуба, пошел, как ты.
Иди ангел учить. Блин, если бы я ангел учил, я бы уже это... Сидел там. Спасибо за фоллоу. Как эта рубашка и титул попадают на аккаунт? Привязать надо аккаунт в Дискорде, подробная информация, потому что это не сразу, нелегко объяснить. Man, you looking good. Thank you, thank you. Thank you. Я думал, Кэтбургер это девушка. Не-не-не. Не-не-не. Так, давайте я быстренько вот так сделаю. Ага. Все видно, все видно. Вот, на ютубе, ребят, не забудьте поставить лайк по трансляции. Это помогает продвижению канала. Ключевой турик, так сказать. Так, главное, чтобы нигде музыка не включилась. Вот, повторюсь, можете смотреть как на ютубе, так и на твиче. Чередовать. Где-то звук выключить. Но желательно, чтобы на твиче был включен хотя бы чуть-чуть звук. На кого поставил? Вы же знаете, на кого я поставил. Блин, я квартиру поставил Миамона. Можно вопрос задать в прямой эфир Шинмирина, зачем компас? Не, у них задержка полчаса. Смотрите, в Москве минус 14 пишет, ощущается как минус 24. Думал, за пивом сходить, но лучше буду жрать талис кера. Кто такой талис кер? Первый раз слышу. Что это за блюдо такое? Не выходи, не выходи. Ну, у нас минус 30, но ощущается. А он сразу же вылетит. Сейчас посмотрим. Надо смотреть лайнапы. Скорее всего, они взяли те же колоды. Виски, господи. Спасибо большое за фоллоу. Добро пожаловать. Просто смотрим, будет дропс, а не просто смотрим, там главное подвязать аккаунт. Селия, приветствую, спасибо тебе. Приветствую тебя. Да, надо тыкнуть. Надо тыкнуть, надо подвязать аккаунт. Так, смотрим. Так, себя какая. Так, офф. Вот, я обновил свою страницу на твиче своем. Есть кнопка подробнее. И там, в принципе, все написано. Да? Да, там будет инвентарь, все компании, то есть на твиче все закреплено, можно сказать. Рубик, приветствую. На тоже минус 34, север, Тимерия. Спасибо за фоллоу. Вот он, герой! Я просто типа как Шинмиру удалось сбежать из зоопарка. Да ладно тебе. Свой жив, получается жив. Yes. Да не похож. На шкафу. Ничего на шкафу не висит. Порабощение проиграет жрицам? Не факт. Ну, типа, порабощение же, ну, Вильгефорс выкручивает карту. Надо смотреть. Смотря какое порабощение еще. Hello everyone, my name is Magpie. I think like most of you know me. В мире переходная стадия перед Человеком-бабуином. Так, это Макпай. Yeah, this is my last tournament, and I think it's like everyone's last tournament in Gwent. So I hope that I will do my best and try to win it. And try to show like the best gameplay I could possibly make. Говоришь, на английском. Talking about my favorite moments. 40 любимая карта, да. Thinking about the Challenger 5 moments back in the day when I won this tournament, or like any time I went to Warsaw to meet the guys from CPR and other Gwent players, because every time I go there, it's like very happy days for me.
Ну, вообще, абсолютно у всех игроков, мне кажется, просто от лайнапа будет зависеть. А потом уже заходы, не заходы. Тут как-то даже как-то ставить или предполагать, кто выиграет. Ну, опять-таки вопрос, изменили ли они карты, которые были до этого? Ну, колоды. Exactly, конечно. Шторы закроют. Да хватит вам на внешний вид придираться. Я закрыты, кстати. На грибочках посмотрим. Спасибо за фоллоу. Вот он, герой! Добро пожаловать. I played him in the qualifiers that I won on these Masters, and he had like every chance to win these qualifiers, but he like did everything wrong. He misplayed a lot, and that's why I'm here. So yeah, I think I have a pretty decent chance versus him, especially because my decks are just my decks beat his decks, so yeah, I think I won't have a hard time winning versus him. Хочу рубашку. Yeah, that's it. I always love watching these interviews from the players taken beforehand. Как понять, что все работает? Дропс. Там заполняется шкала. У меня вот она, например, уже заполнена. До скольки? Там в инвентарь надо перейти, и там будет шкала заполняться. У меня вот 7% и 15%. 7 и 15 уже. А, кстати, это можно закрепить. Я закреплю. Да, проценты отображаются. Саня, приветствую. Кстати, на мой взгляд, групповые этапы прошли вообще так быстро. Не так сильно долго, как затянуто, как прошлые групповые этапы. Ну, до Мастерса вообще, в принципе. То есть... Отбор был достаточно быстрый, очень много было 3-1, 3-0. На мой взгляд, прям быстро все прошло. Там были игроки, которые очень так фитилили, а так? Ryan might have that for you right now if we can throw it over to him. It might be Ryan, it might be Bourgeois. We don't even know because we can't see them that well over there. But we'll see what's going on as they'll be showing us what they have prepared. It is quite a surprise because I have Game King here with me. Game King, how are you? Thank you for coming over to the studio. I'm good. Кто это? Nice to Гость? meet you. It's great to be back. Again, we're reunited again. What have you been up to? I've done a lot of gaming and also other in real life business. Oh, okay. Solar panels and stuff. Solar panels. Wow. Okay. Ты его парень? So, this is kind of our Исторический день сегодня получается. Их два будет. В воскресенье будет полуфинал и финал, и сегодня только четвертьфиналы. I wanted to know what's your most memorable moment from Gwent's esports scene? From whole of Gwent esports. Телефон смотрю Twitch, для такого дела запустил с браузера, ни черта не знаю, что где. Castle, I think that was the most memorable moment for me. Twitch дропсы есть. It was awesome. Was I an still awesome think of time. it every now and then, like every few months. You reminisce about the good old times, yeah. Yes, those were the golden times, I always say. Ссылка, все в описании, все закреплено. В чате закреплено, и обнови страницу, там тоже отобразится. Все есть. Говорю, что можно пыль за предсказание получить. Да, и уже вроде как нельзя, поставить галочки. Счет поставить. Ну, шанс получить награды с этого предсказания вообще крайне мал. На прошлом турнире один из тех, который я запомнил, победил этот... Что это шумит? Человек-шапка. Спеллинг Би. На него вообще там предикты были очень маленькие. Там шансы ему давали сначала 10%, потом там что-то вроде 40%, что он выиграет. Он в итоге турнир взял. Такая фон ностальгия, да.
I randomly qualify for some random tournament, then I play it. Yes. Топим за Миамона, я бы колоду смотрел, потому что... Мне кажется, остались те же почему-то ощущения. Потому что очень много было 3-0, 3-1, то есть много колод закрылось. И те, кто закрыли колоды, я думаю, что они согласились оставить те же самые колоды. Чем парень будет шепелявить, не знаю. Скоро новые карты. Нет. Человек-шапка решил не участвовать? Ну, наверное. Как на игру перемотать? Пока никак, это прямая трансляция. И будет долговато, потому что это такая у них достаточно большая такая работа, они очень будут много говорить, показывать, обсуждать. Да, exactly. Я могу тебя смотреть и дроп сформить. Да. Это может быть лучше, согласен. Такого не было никогда, кстати. Челлендж. Whoa, 84% of you say that Magpie will defeat Bukowski here in the finals. 84/16. В Magpie прям верят. Magpie is a veteran of the game. В совершенном мире должен сидеть Даня. Я не знаю языка. As well as I believe he won Open #1 from season 4, so a lot of wins under his belt. Лучший в мире знак. Компартии Китая наградит, да? Не. Интересно, дроп рубашка за 8 часов. Даня, раньше мы тебя никуда не отпустим. 2 дня считается, 2 дня учитывается. Поэтому... Exactly. I think people are underestimating Bukowski a little bit. Символ его поступков. Он чудовище. Results over the past several competitive seasons, and he's one of the players that I know a lot of the pros have been on the lookout for as like a new right. Да блин, ладно вам, ребят, вы чё? Magpie, of course, from Moldova. This is going to be a pretty epic clash, I think. I think so as well. This is Bukowski's time to shine. This is Magpie's time to defend sort of the... Проблема в этой брошенной игре по одной карте за каждую фракцию раз в году. Увы, не знаю. Эта актриса, играющая Цири, так растолстела. Блин, она ну чем-то похожа. Но нет. Так, по-моему, те же колоды буковские. Поэтому я думаю, что все оставили плюс-минус те же колоды. Белочки. Те же. Ну, белки на перемещениях. Контрольные. Слева порабощение с ассимиляцией. Очень рандомно будет бородатый. На УЗК, девочка, магна, девочка и эмиссар. Офигеть, 5 карт. Да, очень рандомное порабощение будет. Очень рандомные. Лавк Эрланд. Более чем классический. Ну, вроде те же самые остались колоды. Было бы интереснее на новые колоды лайнапики посмотреть, но... Это тупейший нерв Тороса на одну силу, который вообще ни на что не влияет. Да, его все равно играют чаще в первой форме, но какая разница? У него либо летит контроль, либо споры. Уменьшать его силу, это приятно было. Да, Торос 3 силы до сих пор кринж бросает, есть такое. Я уже решил акцентировать на этом. Тело накопило старшей крови. Херонтия с ядами. Много бричков. Очень много бричков. Ну и на этой. На Дани. Не знаю, мне кажется, Херонтия много слабее и нестабильнее. Хотя надо одну монетку, ты не можешь получить одну монетку. Ты нова. Он сейчас будет обсасывать, мне кажется, каждую карту, каждую колоду.
put her in the graveyard, discard her with Iris Companions, and have her ability boost every unit remaining in the deck, especially when 3 are also being spawned by Temple of Lilith. That's a lot of carryover from that card. Прям как в гайдах, медленнее, больше. Значит, никак необычный. Это, по сути, красотки из пассифлоры, 2 брика, 1 можно в руку иметь. Потом коварная обольстительница, по сути, бриком является. Корабль бриком является и писюн. То есть дофига бриков. А куда же переезжают эти деки? Если он взял те же, то, наверное, да. В следующих советах использовать Торса как затычку в слот, смотря в какой. Спасибо за фоллоу. Вот он, герой! Добро пожаловать. Мы знаем, за кого болеет в мире. Да ладно тебе. Хайронин синдикат какой-то, ну типа. Но он его закрыл, поэтому... Я не думаю, что будет проблема. Дай бог без арахны, если те же самые колоды, то она будет. Когда колесо фортуны, не знаю, либо в перерывах, либо в конце, либо в воскресенье. Но, блин, надо крутануть его до понедельника. В понедельник будет новая игра. Прошли мы игру Hellblade. Артхаус, конечно, еще тот, но было забавно. Можно завтра, да. Ставочку накоплю. Кстати, да. Всех одни и те же колоды? Нет, пока. В смысле, нет. Будет арахна, будет пару жриц. Аристократы были. Вроде один остался аристократ. С Китая. В Шенмере за компас 9 и за Накера 10 бомблю. Такой фигни еще никто не делал. Да, без музыки. Да, у Арахна винрейт что-то в районе 20%. Или 10. Брали я зачем-то обуз какую-то колоду. При этом, если на Твиче смотрю трансляцию, то дропсы я получу, да. Ты можешь смотреть меня спокойно и получать дропсы. Но надо авторизироваться. Надо авторизироваться, там, чтобы у тебя начислялись. Ссылочки все есть в закрепе. Вот смотреть надо на Твиче. И там авторизироваться, все подтвердить. Вот. Все будет. Шкелега. Alright, this pincer maneuver list does play traveling priestesses, and together with onager, trident infantry, you can thin quite perfectly so that your priestesses are still in your deck, and then when you play them, ideally as like a last say, then you can just explosively use these order abilities. Ну, чтобы бочечки раздавали. Так у многих бочки есть, а вот такие вот рубашки наоборот. Так, у Макпая колоды. Жрицы, Devotion, Мороз, да, он все те же самые колоды взял, ребят. Так что я думаю, что будут те же самые колоды. У всех. Мороз с нейтралем. Я бы жабку брал. Я бы брал жабку. Посмотрим нейтраль, как сыграет. Грибы. Очень темповые, если он подберет нужный матчап и спокойно расправится. Супер стронг Анагра. Ой, надо нерфить ее. Она же такая, капец. Блин, надо 6 провизий делать. Чтобы она на выходе ходила на 4 за 6, наверное, да. In combination with your reinforced ballistas to really get a lot of engine value, or you can use it as a finisher late. Чтобы взяла Херончи вместо Мороза. Ну, лучше бы Ренфри жриц взял вместо Devotion, но посмотрим. Хотя, я думаю, с жрицей у него проблем не будет. Как будто у него могут возникнуть проблемы с Морозом и ловушками. Хотя ловушки от незахода зависят, а все мы знаем, киберспортсмены все находят, поэтому... Там свиток. Так что, думаю, он закроет. Да, мне кажется, с Морозом могут возникнуть проблемы. Мороз антимета, но не все проходит, очевидно. 5 бочек, возможно, и удостоил честью этих бомжей своим присутствием. Раньше давали только одну бочку. Одну бочку обычную и одну бочку анимированную. Это очень мало.
Чем берут арахнию, а не огров? Потому что это абуз колода. Абуз проще реализовать на синей монете, его сложнее законтрить, чем архетип. Так, кстати, две Devotion деки, кстати, факт. Север и чудовище Devotion. Вот где привязать аккаунт к Твичу первый раз тут? Через вот закреплено в чате. Twitch Events, или как так называется. Закреплено оно. Закреплено. Так, посмотрим. Алло? Да, я обновил. Было все бога и рубашку? Пока нет, я вообще, помню, ничего не покупал. Блин, господи. Хендридер проснулся, рукочтец. Двухикстовый проснулся. Они, вот, кто их смотрит сейчас? Они в Гвинте не разбираются, они не играли год. И они запустили трансляцию, чтобы, не знаю, поминки устроить Гвинту. Ничего не знает, что происходит. И кто-то еще смотрит при этом. Ужас. До чего мы докатились? Вот куплю я за шишечки потом все. Бочку максимум из 100 шишек. Дорого, конечно. Да простите Деда Мороза, жричка жену женщину? Чем тебе жричка женщина? Что, тридамец? Или катапульта? Больше всех орали и хранили Гвинт, пусть идут в Марвел. Их право. Не, мне не к ним даже претензия, а к тем, кто их смотрит. Типа, вы говно едите. Так вот, так хочется сказать. Жриц он закроет, 100%. Грибы, он, думаю, закроет. Ловушки, если каким-то образом не закроют на синий, то все. ГГшечка будет. Красный без свитка. И Мороз самый спорный. Это о чем речь, кто в чем не разбирается. Старые игроки вернулись, которые не играли несколько лет, вернулись и, видимо, будут анализировать что-то. Это смешно. Прикиньте, давайте я сейчас год не буду играть в Гвинт, а потом такой, хоба, трансляция, смотрим на метовые колоды, на про игроков. Сейчас мы во всем разберемся, ребята. Лайнапы, кто и как ходит. Ой, мы все знаем. Год не играл, правда, но мы все знаем. Как думаю, такого года будет жить Гвинт? Не знаю. Пережить бы этот год. Дождаться окончания турнира. Там уж посмотреть. Так. Чайна против Молдовы. Кто по банам? Баны очень важны. Это Ева Элси, конечно. Блин. Белки забанены. Ну, окей. Окей, наверное, справедливо. Наверное, справедливо. Хотя, как будто бы на месте Макпай бы парабу банил. У него... Что у него порабощение проходит? Грибы? Грибы порабощение проходят? Мне кажется, люто только на синей монете. Реальные ловушки банить. Что, белочек-то? Ну, ловушки понятно, потому что на синей монете эта колода точно все найдет. И будет тяжко. А вот бан перемещения я не особо понимаю. Как будто бы жрицы могут это пройти, Мороз может это пройти. Грибы, да все может, по-моему, не знаю, короче. Давайте думать, давайте смотреть. Как будто бы, да, как будто бы сейчас из-за этого можно проиграть. Мороз проходит порабощение? Да спорно, я вот не помню матчапов, где Мороз проходит порабощение. Там только один лайнап есть. Поставить на Гельфаром золотую карту, наверху карантин... А, нет, уже так не работает. Карантир Вильгефорс не призовет. Да хрен знает.
Как оно проходит его? make the assumption that, oh, they're probably gonna Темп get на синий в stuck, долгом and порабощении. I'm gonna be in Не trouble. знаю. Я не помню матчапов, чтобы так вот проходило. Боевой тран сильнее воинов? Ну, видимо. Видимо, сильнее. В коротком очень темповая дека. Это последний турнир. Последний турнир. Showdown. Really, it's going to be neck to neck. It's really, really difficult to say whether either of these players have an edge going into this series. But I'm just so excited to see. Так, Морозу еще карт надо искать, факт. Yeah, Magpie versus Bukowski, the veteran versus the newcomer. It's a really good storyline, actually. I'm excited. And this is so good. Благодарю, Ак привязал, наслаждаемся игрой. Наслаждаемся. That storyline is, I feel like, a kind of a repeating one in Gwent We a see lot that a of the lot, time. yes. Exactly. Падр, спасибо тебе. Жизнь Говно. Полное. Как в тайминг. Приветствую, спасибо за трансляцию, хорошего всем просмотра. Благодарю тебя, благодарю. Спасибо за поддержку. Надеюсь, просмотр понравится. Давайте я себя переставлю. Давайте я себя переставлю. Как это сделать? Давайте я, наверное, в левый уголочек. Вот я в левый уголочек пойду, чтобы игроков было видно. Я никого не закрывал. Хоба, вот тут я. Вот тут я буду. И давайте вот так. Отлично. Спасибо за поддержку. Мороз против Ахеронтии? Ахеронтия на синий? Интересный вариант. That's going to be trouble for him because he is on the blue coin. He is at risk of losing on even. And you know, Wild Hunt Frost is one of those decks notorious for abusing that red coin tempo, getting things like Winter Queen to extend their reach very, very quickly into the round. Ну окей, смотрим. Сразу кораблик. Блин, тут еще интерфейс надо немножко мне переделать. Давайте я вот так вот пониже делаю, чтобы было никнеймы видно. Блин, или как мне сделать так, чтобы было все видно? Вот так поставлю. Плачного нет, кстати. Ну, баффает ядики. Плачного нет. Минус череп 2-0, ну, видимо. При этом нет Новиграда. Новиград. Yeah, it will take a little bit of time, of course, to remove it, but no dominance here, as Shinmari mentioned, which makes it a little bit less damaging right now. An aristocrat coming down here as well. Nice little engine to have on the board. Frost application as well. You want your Winter Queen to come out eventually, which requires 2 rows of frost as well. A little bit of extra thinning. And here comes the poison. Минус нейтраль. Ну, писюн в руке. Но при этом нет дани. Нет ни одной карты с данью, кроме Азара и Веда. Его надавать, очевидно, не будет. Надо как-то экономить и перемещение, чтобы как-то защитника можно было передвинуть. В чем прикол нейтраля? Но он вместо жабы тут. Вместо жабы. А по смартфоне гамма, это скорее всего, да. Exactly. You have to decide though here with these open sesames, of course you want to chain them quite nicely, so you might not want to put them into that graveyard too early. Да, следующая турика потянула английский, турик комментил. За это платят? Да. Но надо приезжать только. Чем жаба не угодила, ну. In terms of putting points on the board, so you might not have to commit anything too big too early, but we do see Eredin here as a response, and now Bukowski's going to have to decide. Как в этой игре карты получать? Фармить, играть. See what I mean here with the Eredin and the Frost and the 3 damage? Magpie was able to get ahead by exactly 1 point. If Bukowski had spent some of those coins maybe last turn, he could have maybe been had the option of passing, but now forced to continue playing into this round if he wants to try to keep. Зачем он жаба отказывается в пользу нейтраля? Ну, блин. Сколько много вопросов. Так, душка идет. Хорошо.
Ну, для Буковски из плохого, что у него нет нормальных спендеров. Ну, есть один, но по него цели нет. Один спендер он может рольнуть с этого, с грабежа. Также свечка ему дает. Я бы на его месте сейчас играл Сезам. Просто ошибка, что... Зачем он свечку поставил? Он реально 2-0 собирается. Можно получить по дропсу рубашку и титул. Как будто бы пас. Нет, играет. Provision card getting boosted by the opposite row of Frost as it has the Wild Hunt tag and taking it slow for now. Magpie does have a hand that can play quite far into it, and meanwhile, like you said, that unfortunate King of Beggars draw for Спендеры такие себе. does not allow Bukowski to potentially play Очень такие себе. down as he would like to. Yeah, and here we're looking at the Eventide Plunder choices. 3-4 provision spenders for Bukowski. Will he go with the sea Очень бужий, хороший дропс. experiment, which could provide a poison, but I don't think Bukowski has another poison in his hand at the moment. He might be able to get one if he ended up committing something like Acheron. Он думает. I think we might see, you know, Bukowski have to exit this round pretty soon. Хочет идти в минус карту. Yeah, taking it slow here, not spending any coins either anymore, just holding on to them because they will go into that. Буковский идет в минус карту. Magpie here doing exactly, I think, what the White Frost deck came here to do as well, applying pressure. Definitely a deck that can go from both coins, but on red coin, I think it's so scary just because of the sheer power that it has, and that can be applied here in round one. Yeah, and you see that Karen Theer in Magpie's hand already at 16 power, and probably still gonna grow a bit if more Frost does come down. The Eridan really helping the Karen Theer grow at a faster pace because it's making the Frost deal 3 damage instead of 2. Так. Это самые плохие, наверное, варианты, которые могли прийти. И он их получает. Я не знаю, зачем он это сыграл, я не понимаю. Там, Магпай играет с телефона. Зачем он это сделал? Можете объяснить? Ну, он хотел рольнуть либо Гельса, либо Эхо. Но слишком рандомно было, у Магпая слишком все хорошо было, зачем он это делал? На мой взгляд, это было очень тупо, опрометчиво. Понимаю, что хотел врата найти, но это был шанс примерно от сколько? Ну, больше 50%. То есть ему надо было 2 карты из 4. 2 карты из 4. Он получил 2 ненужные карты из 4. Зачем рисковать так было, я не понимаю. Все вполне себе неплохо было, можно даже в плюс карту уйти. Absolutely. Now, we do know that Azar here is in Bukowski's hand, a pretty good defender, which is really difficult to get. Буковский очень хочет в минус карту сесть. Какие дропсы дают? Рубашку и титул. Люблю печь, нам все никак, он всегда в руку приходит. Ну, для Буковски это хорошо, потому что у него не было карты с данью. Как будто он Херонти и так выпушит, наверное, да. Почему он не пасует? Он думает. Вроде бы в турнире только 1 раунд. Все. Вот у меня такой киберспорт оппонента вместо опостылевшего севера. Опостылевшего. Devotion, что ли? Жрицы будет еще. Очень странная игра от Магпая пока что, на мой взгляд. Я вообще этого не понял. Коняшек и Берон будет ролять. А там есть кони, я не помню. По-моему, их может не быть. Смотрим пока. Минус Писюн. Плюс торгаш. Я бы... А что убрать тут можно? Теневую прибыль. Теневой грабеж, или как она называется? Вечерний грабеж. Ой-ой-ой, он его больше не найдет. Нашел коня. Коня мулиганит. И нашел девочку. Нормально. Киберспортивное мышление. Понятно, понятно. Очевидно, он играет. Чем играть Буковски? ББ Оберону? Ну, не факт.
gets out of the round, has to maybe spend something good, or Не, для Magpie все очень даже хорошо. Да, ролил не ту карту, но как будто он тут может выпушить. Гарантира сыграет, я думаю. Мог с него начать, но начинать с него по дозору подставляться. Ну, наверное, дэмэдж. Так много денег уже не надо. Гарантир уменьшается. А, сейчас бронзу отдаст и в третью уйдет под убероном. Тут более чем нормально. Yeah, Shady Vendor in this deck really beautiful, can create a Beautiful card artifact. that you need. The pool is a little bit bigger now, so it's about a 50-50 to see the result you actually want to see when creating, but a lot of the time we do see the Syndicate deck kind of utilize it to get that open sesame, additional open sesame into the graveyard, but in this case, of course, like you mentioned, Ворота. instead. Art Gate on the board. Ну, лысого можно поставить. Nothing for Bukowski to actually interact with on Magpie's side of the board yet, but that Foglet is a nice find for Magpie. Has the Veil tag as mentioned, can come down at any point to utilize some of the frost that's on the board currently. Он и по броне отыграет, жабы там нет. Ставит ушлого. Окей. Зарая ведай в рукопашный. Наш японец сегодня будет. Наш. Очень странно. Будто защитника можно подсейвить подольше. Еще и деньги все отдал. Ну, туманник. Лысый. Правил милосердия, чтобы карантир качался, но это хорошо, это киберспортивно. Он ставит лысого. Мне кажется, если сейчас Magpie прочувствует почву, то он в теории может даже карантира отдать в обмен на какие-то хорошие карты. Че, морал не морализи? Ну тут на ядах колода. И обилка другая. Yeah, open sesames are in the graveyard. They're at 5 counters, so it's still going to take quite a bit before they're activated and giving you those 4 points each. There is also a flying Redanian in there that would come out if Bukowski ever got to 9 coins, but there's not that much profit right now. The Acherontia is really the main card that's giving you profit, or you're going to... Почему не сливает тира навигатора? Уже сливает. Надо просто сильнейшую карту иметь. Даже лидерку отдает. Но лидерка уже не так сильно нужна, как в... Как... Защитник отдан. Защитник отдан. Гнева им лириха нет. Дается Ахеронтия. Как будто рановато, но... Ну окей. Exactly, and Acherontia has now been played out by Bukowski. It is safe and sound behind the last Scarab that is going to be defending. Математика идет. 6, лидерка прожать. Bukowski also has to catch up in terms of points. Oh man, this is dangerous. He is spending, Bukowski is spending those coins and setting the Acherontia as his tallest unit, but окей, он отыграл от Тигуна. Но как будто бы он мог по-другому отыграть от него. Yep, there it is, the Lord Riptide with 9 power and 2 armor on the board. Caranthier not looking as juicy as it did the previous round with the amount of frost having been applied here. But will there be a commitment here from Magpie? Or is Magpie saying, okay, I saw the Acherontia, and that's good enough for me, but no, Карантир дается. Caranthier, Golden Child. Now, here is a... Ну, как будто у Буковски шансы есть. То есть, если Magpie не придет Аберон, а Буковски придут, допустим, Изора и Навиград, то это реально большие шансы. Там еще Мадама есть. Как он добирает? Лидерка.
because there's still frost ticking. There is though this Acherontia that's almost triggered on its vice. And so Могу посмотреть, ребят. maybe thinking about using Блин, мы не можем посмотреть, насколько они, да? to get a card from the top of the deck. It is Exora, a really Это хреново Вот он, для Буковски. герой! Спасибо за фоллоу. one of the weaknesses of this То, что deck. выпала Изора, это очень хреново Top with the Acherontia. It could be something для него. too good, or it could be something that's too bad. Like То есть вся надежда на мадам и на Виград. А под мадаму все есть? Да, под мадаму все есть. Алло. Надо, чтобы показали колоду, да? Что это за карты две? Красотки? Рубашку за просмотр стрима, да. Можно взять мой стрим и дадут рубашечку. А там и два Юрика придут. Брика. Да, могут. Чем теперь третий играть? Кому? Хорошо. Ну и он просто его ставит. Просто ставит, получается, всю монету. Он может потратить монету и поставить его, но я не знаю, сколько у него эти. Не знаю, сколько у него сезамы. Окей. Он поставил его. Ну и сейчас будет заход, от захода все зависит. Какой призовой фонд у турнира, сейчас покажут нам. Но на четвертьфиналы сейчас, короче, увидим. Пока не очень. Не очень. Обоих кал. Так, Магпай мулиганит. Добирает перемещение. Добирается писюн. Навиград хорошо. И... Ребят, скилл. А здесь? А здесь, к сожалению, ребят, скилла нет. Здесь скилла нет. Увы. Увы, скилла нет. Увы, скилла нет. Буковский не нашел лидерку. Своего лидера. А Магпай нашел своего лидера. Поэтому Магпай выиграл. А Буковский проиграл. Все, ребят, просто. Я бы Аберона не нашел. Все бы мы не нашли Аберона. Все бы мы его не нашли. На одну монету много. Но вряд ли этого хватит. Надо смотреть будет на ролл карты. Левая карта. Потому что она дань активирует. Дань вернется, это ход на 7. Будет потрачена монетка. Турнирную сетку, по-моему, нигде, потому что это официальный каст. Ну, хорошие, самая лучшая двоечка. Монет будет много, но... Нет, этого не хватает, по-моему. Подождите. Не хватает. А почему он поставил... А, он не отыграл от этого. Он что-то это проиграл? Подожди. Нет, он бы выиграл на стат. Будем честны, если бы Буковский нашел хотя бы одну карту. Ну, короче, да. Аберон выиграл в игру. На лютейшем хайроле, ребят, на лютейшем. Жесть. Ну, по сути, я это и говорил. Все будет зависеть от колод, а потом уже от заходов в этих колодах. То есть тут скилл самую последнюю. Не, всадников 100% всадники. Там же Аберон с преданностью. Третья форма. Любую карту играет. А вот то, что он всадников не нашел, это уже другая тема. То, что всадники не пришли ему, не забрикали. Закрыл мороз и секатка будет? Как будто бы да. Как будто бы благодаря этому морозу и незакрытой Херонте, да. Будем сейчас смотреть. Да, еще Изора заруинилась сильно. Факт. Факт. То, что пришла Изора во втором, а не какая-то бронза. Короче, да, много у Буковски там было проблем, и проиграл на 300-та. Был бы вместо яда, Изора была вместо яда. Вместо яда, да все что угодно. Да даже какой-нибудь движок с Изоры.
Дес, привет. Толку из Зора мог и не найти в третьем, а мог и найти ее. Он мог ее найти. Понятное дело, что мог не найти. Да, вот вместо Изора Новиград бы достал, это было бы автовин. То есть там много у Ахеронтии могло быть винконов. Очень много. Могут ли они 2 раза подряд брать одну и ту же колоду? Нет. Когда колода побеждает, закрывается, ее больше не берут. То есть они могут брать бесконечную колоду, пока не выиграют на ней. Вернусь обратно в Гвинт, а Монстр Мейн, что посоветуешь из измененного, не играл с выхода Огров. Вот Дикая Охота играет. Мороз. Агроиды. Виёк вернулся. Utilize the Mask of a Robber stratagem pretty well there and get that one extra thinning to have ideally your setup into later rounds. And Priestesses is kind of like a жестко. Smart pretty hard on red coin and go in. So perhaps we might see that, but as you said, both decks are quite flexible. We might see either, and Bukowski, of course, does have a choice of either deck or any of the decks to be played. So could go Syndicate Replay, we could see Enslave, or we could see what else does Bukowski have left? The Shoop Erlin, the Shoop right? Erlin, that's right. That's right. Хеллбейт прошли, да, за один стрим, конечно. Изи. Чем-то мета-отчет прям захотелось поиграть. Так много монстрятин играет топич. Да, монстров севера, белок очень много. Тоже рад за них. When it comes to Shoop Erlin, we got some different responses. Some players said they wanted Shoop Erlin for red coin. Some people said they wanted Shoop Erlin for blue coin. And that's pretty fascinating to me because... Не проиграли на какой-то колоде, то не могут вторую партию подряд сыграть на той же колоде, да. Блондинки Хандрос, что ли, шея не поворачивается? Куда вы смотрите? Грибы против Эрланда. Ну, как будто грибы на сине могут затемповать. Но от захода будет зависеть. Пока заход плохой, ни одного артефакта, ни одной благословения, ни одного. Идут четверки бесполезные. Нет, благословение есть одно. Очень хороший. Я бы еще что-нибудь мулиганил, но... Окей. Главное не мать ворона, хорошо. Так, ой, Буковский тоже все нашел. Храм на месте. Мутагенератор на месте. Компаньон на месте. И Ирис на месте. А вообще офигенные заходы у обоих. Мулиганились прям знатно. Играется портал. Прожимать особо нет смысла. Все, надо дерганного сыграть. У обоих офигенные заходы. Очевидно, начинается с храм. Филиппа, очевидно. Очевидно, Филиппа. Можно какие-то движочки поубивать будет ей. Можно еще одну Филиппу, либо слоняру. Но я бы Филиппу брал. Но контроль не бывает. Вообще все хороши, но что лучше? Наверное, все-таки лавка редко берет Роше. Филиппа, слон и Кимбальд. Окей. Но Кимбальд, там контроль нет. Там как раз контроль по Кимбальду. Там дэмэдж, как Гига Скорпион. Чем храма не рунмаг, ему важен ему не важен. Ему, короче, важен поинт с Анси, чем больше пул хороших карт. Рискует чел. Кидывает мать. Onto the board for Magpie. So we saw Redanian, flying Redanian in Syndicate. Now we're going to see Crow Mother for Skellige. I think that's really fun. Набирает Антсевича. We haven't really seen in a while, I think, for these factions. Yeah, definitely. А, нет, не набирает пока. Чем слона они вторую фили? Посмотрим. Может, какой-то лайнап есть. Ну, вряд ли. Я бы тоже добрал 2 Филиппа. Странно, о чем он думает сейчас все это время. Что? Интересинг не то слово. Там какой-то лайнап на слона, видимо, ребят. Ни блок, ни контроль. Слона будет качать. Ну, на слона нет ответа. На него нет ответа. Только нафига его брать и ставить сейчас? Он хочет забрать раунд этот, прям железобетонно. Ни мутагенератор, ни
Ладно. Exactly, да. Нетривиальные мувы 2. Ковский удивляет. Хорошо, что он может увидеть, что там Кибель. Теперь он будет холдить отвар под него. Да. Либо отвар все еще может убить Эрланда. Надо смотреть. Вряд ли. Диш, приветствую тебя. Просто идет темп. Макпая призывается у нас 2 карты. 2 карты в сбросе есть. Среди победа 3. 3 побед. Император, приветствую. Ребят, не забудьте поставить лайки на ютубе. Повторю, что это очень помогает продвижению канала и трансляции. Буду признателен. Как говорится, вас много, а лайков очень-очень мало. И то я поставил со своих фейк-аккаунтов. Поставил 3-2 на Макпая, я, по-моему, тоже 3-2 на Макпая поставил. Или 3-1, не помню. В этой дуэли. Я, кстати, акцентировал внимание на то, что будут колоды те же самые. То есть от этого исходил. Оба хотят забрать раунд, но... Блин, мне нравится прям, как Буковский сейчас мыслит. Если он заберет это, будет круто ему. Будет круто ему. Поставил, благодарю. Я зеркальный, как другой человек, есть такое. Грибы, как сейчас в ладере смотреться будет, как будто не слишком популярная дека. На красной может не хватить темпа, а может не хватить, ну, заход нужен. Спорно. Надо тестировать все. А был 0-3 Макпай? Слушай, не факт, то этот матчап может быть. Знакомый к нему виллы проголосовал. Мы еще с отборочных знаем, что мутагенератор это финишер. База. Просто мутаген это лоу темп. А тут каждая карта лоу темп. Каждый абсолютно. Пас. Артислав, приветствую. Артмутагенерата не сбрасывает, чтобы колоду качать? Видимо, нет. Киберспорт? Тот самый альфа-волклак момент. Ну, тогда не догонит, там мутагенератора не было. Но вообще... Вообще Буковский может догнать, если прожмет оруженосца и поставит компаньонов. Ну и лидерку отдаст одну. Финал турнира онлайн или офлайн? Как объяснить? Вообще они там сидят, они приехали в Польшу, кастеры, и сидят и смотрят это. Да, так и будет. Жричка. А, подожди, что это? А, это Ирис. Лавка добирать, наверное. Карту, которую ты не можешь добрать. И сбрасывается Ирис. Он не прожал оруженосца. Он не прожал оруженосца. 2 раза забирает жричку. Хотя может еще Эрланда добрать. А то не найдет его никогда в жизни. Игроки, вроде как задержка у них 30 минут. И нам показывают игру. А может нет, я до конца не знаю. Но они точно друг друга не видят. Не видят колоды. Вроде да, задержка там есть. Задержка внутри задержки. Окей, Филиппу какой-нибудь взять. Да. И убирается троечка. Хотя мутагенератор, он же финишер, наверное. Окей. Игроки просто веб-включили, остальное все само происходит. Кстати, да, они сидят, у них включены веб-камеры, они друг друга видят эмоции друг друга. Эрланд пятерочка. Хороший доход у Макпая, но мало карт в сбросе. Очень мало карт в сбросе. Всего лишь 3. Надо 4-ю. Надо 4-ю. Эрланд мулиганится.
Добирается жричка. Жричка мулиганится, и добираем какую-нибудь нейтральную карту, но неплохо. Пойдет. Ставится мутаген, начинается первый раунд у нас. И у Макпая проблема, он вообще не может расставиться. Либо Филиппа в лицо, либо Лав что-нибудь делает. Плюс мать. Лав... рунмага не было, ребят, рунмага не было. Меня они тоже видят, конечно, видят. Я им подсказываю. Рисковать с Лавком не рискует. Не рискует. Я не за Миамона голосовал. По рофлу, да. Плюс мать, ну типа того. Типа того. За кого болеем? За хорошую игру. Надо смотреть. Самые интересные колоды, конечно же, у Макпа и Миамона, наверное. Ну, ладно, еще у этого. Энеки. Посмотрим. За мать. Так, берем сильнейшую руну. Я сказал сильнейшую. Сюда. Сильнейшую руну взяли. Как-то не очень. Ну, рыцарь бьет. Рыцарь бьет. Как будто бы рыцаря надо ставить. Причем он четверка. Окей. Шенбери там вообще про другие карты говорил. Какие карты он может взять? Там такие были предложения, окей. Плюс девочка. Филиппу губителям? Зачем она шестерка? Надо будет генератором хотя бы чуть-чуть подкачать колоду. Хотя бы чуть-чуть. Добрый вечер, спасибо за трансляцию. Минус 40 за окном, офигеть. Я думал, на севере живу, а ты, видимо, в ледниковом периоде. Терпение и тепла. Макпай наш человек. Наш Миамон. Наш слоняр. Ну, Макпай разговаривает на русском, но вступает, получается, за Молдову. Правильно, Молдову? Молдову. Малой родине в области минус 50 на днях было, ужас. У меня 30-ка стоит. Молдавию? Так правильно, да? Буковский может поиграть, просто ему дают шанс выйти на равных. И стоит ли им пользоваться, потому что, по сути, он просто прокачает колоду на 5. На равных по картам. 4 на 4. Буковский думает. Лавк? Так, а вот это что? Стойкость? Не стойкость? Кариовер уничтожать хочет, окей. Амон японец, да. 6 градусов холодно как-то, ну да, есть такое. Можно выступать на турнире за хорошую игру? Выступать от лица хорошей игры? В таком плане. Есть шанс, что Макпай не найдет, кстати, карту, как сценарий гармонии. Такой шанс есть, ребят. Он есть. Он есть. Но он крайне мал. Ну, лучше была стойкость. Ну, эта карта сыграет на очень много. Не знаю, честно. Не уверен. Делайте дальше кариовер. Что по турниру происходит? Пока первый матч. Молдавия, Молдова одно и то же. Официальное название страны Республика Молдова. Это как Белоруссия и Беларусь. Окей. Я вот в этом не особо
Русская страна называется Молдавия. Окей, ребят. Эль сильнее? Да не факт. Эль сыграет на 3, 3, 3, 9. Допустим, если баф будет, то на 11. Может быть, максимум на 13. Да не. Эль на 13 плюс играл. А вот Домик играл на 6. Так как она еще активирует алхимию. 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14. А если еще настой будет? Не-не, намного больше. Намного больше. 2 нулирования, ребят, 2 нулирования. Так, погнали. Обряд из гигачата. Погнали. Да не, ну тут шансы вообще нереальные какие-то. Ну типа рискнуть можно, но... Тем более он ничего не теряет. Статы имеющий. Давай, погнали. Вообще ни одно попадание. Ни одно просто. Слушайте, 2-0 от Буковски. Как будто бы этого может хватить. А вот баф странный был. Вот баф был странный, ребят. По-моему, Эрланд выиграл. Ну да. Смотрим. В теории может хватить. Нет, не хватает никак. Не хватает никак. Карты еще дырявенькие. А, он одну только поднимает. Ой, все, не-не-не. Точно, он одну поднимает. А он правильно бафнул? Он правильно бафнул. Жестко. Вот очень большие поинты грибы могут раздать, очень большие. Ну, от Буковски хорошая игра была. Без шуток. То есть вот этот вот слоняра он позволил забрать раунд. Да, 5 очков очень близко. 1-1, ребят. Думаю, спецом закрыл Эрланда глупый пас Нача? Да не. Ну, пас глупый, согласен, окей. Но как по-другому? Дальше душиться с ним. Может было не найти карты. В коротком Эрланд все равно забирает. В общем, непонятно. Еще похоже на Цири стеряла, да, сегодня говорили. А тоненько было бы там 2 благословения, да. Но это слишком хороший был бы заход у Макпая, 2 благословения, все артефакты. Ну да. 2 благословения выигрывали. Кингор, спокойной ночи. Ну, грибы мы сейчас еще увидим, но... У Макпая стали жрицы и грибы. Почему Буковский играл на другой колоде, если он проиграл? Он захотел именно эту колоду выбрать, потому что, ну, лайнап. Потому что он знал, что Макпай возьмет грибы. Жрицы на красную, грибы на синюю. Он знал это и взял Эрланда. Эрланд на красный лучше. А у Буковские, какие колоды Буковские остались? Буковские... Белки закрыты, белки забанены. Что у Буковски осталось? Порабощение. Порабощение на красную будет, очевидно. Лав тоже на красную получается. А на синюю что у него осталось? Забыл. Какой у него север? Север Эрланд. Скеллиги. Скеллиги не было. А, Херонтия, вот, Херонтия. А Херонтия будет играть на синий. То есть ему проще так. На синюю взял парабу. А, он взял грибы, вот теперь я вообще не понимаю. Вот теперь я вообще ничего не понимаю. Как будто бы должно быть все наоборот. Надо сказать Торреса. Торрес дивизия Магда находит. Хороший заход у Макпая более чем. Только минус мать надо сделать.
И, наверное, мать остается. Ладно. Сейчас окно прикрою, что холодно стало. Да, Нильфи Ахеронтия. That may not be the case when you're playing against Skellige, in which you really want to win the round and really want to be the one bleeding instead. Пробощение как будто может выиграть это, может. Если запушит и все ресурсы заберет. Все карты. И сбросом, по-моему, может играть, надо посмотреть на колоду будет. А мы сейчас это можем сделать. Ой, не тут появился. Появится. Есть эксперименталки. Эксперименталок нет. Ну как же так? Ну какая на УЗК? Где эксперименталки? Эксперименталки сейчас против многих колод играют. Эксперименталок нет, ребятки. Так что, да. Эксперименталок тут играл на очень много. Ты как ведущий зовут? Да, Шинмири. Миядзаки. Ведущий Миядзаки. Бам-бам-бам. Окей. Как найти арт на превью? Блин, не знаю, откуда этот арт был. На ютубе. Не помню, честно. Прям не помню. Ну, можно по Яндекс картинкам. Я честно не помню, откуда это превью. Димачок пришел. Его приветствую тебя. Приветствую. Он азиатским снимал лжецири. Думаешь, настолько все там? Замешано. Дивизия играется. Удар милосердия. Вполне. Баффается ведьмак. Yeah, maybe he doesn't want the Terra Nova right now because none of the targets that Taurus put spying on are very good for Terra Nova. You'd rather save the Terra Nova for later when you're after you've been able to put spying with a Mage Torture onto something like an Axel or a Chroma. That's right. You do want a very playable hand here in round one. Now, Magpie also has Франциско Фукуяму. Покачателя стрим сдался. Да, какая разница? Ну, ребят. Я говорю, не стоит вообще обращать внимание на людей, которые к Гвинту уже далеки. Какой вообще конструктив они могут дать? Более вы увидели, какие там предложения были по нерфу. Там книжку хотели у монстров занерфить, фолиант, не фолиант, а этот, книгу некромантии, наверное, жесть, наверное, самая сильнейшая карта в игре. Бафы там были чрезмерные, так что забейте, ребят, там просто полный ноль. Приклберри в перерывах между матчами топчик. О, это мультик, прикольный мульт. Чернушный. Как будто бы... Подожди, хватает тут этого? Или предков не хватает? Мать нету. Матери. Чего хватает здесь? Да ну. Ой-ой-ой-ой. Окей, он дает девочку и, получается, поставит Эль предков. Каратку Эр захотел нерфить. Электрик хотел нерфить каратку, да? Были люди такие. Очевидно же, что это на грани бреда. Many points, да. But Nilfgaard has a few tricks up its sleeve. It has the enslaved leader, it has the skeleton, and yeah, it has some creates as well. Doesn't Nilfgaard always have a few tricks up his sleeve? Зачем он убрал вопрос? Ставится бухло, приходит мать.
Чего они там по нерфе хотят? Где можно посмотреть? Нигде. Такой трэш-контент, забавно такой смотреть. Ну, в этом сезоне мне более-менее нравится то, что предлагает Машкрафт. Но я пока не все видел, и может он что-то еще поменяет. Вот, более чем. Ну, не все очевидно. Там процентов 70 ок, процентов 30 зачем не надо. Так что выбирать не приходится. Очевидный пас. В общем, надо смотреть. Что и как будет. Миссара не отдает. Алхимия надо карты искать. Is it going to be a bit of an uphill battle for Nilfgaard? I feel like I agree with you that I think that Alchemy should have a little bit of an upper hand here because Nilfgaard, they only have one tall punish in the Vilga forts. There's going to be upwards of like 4 Crow Clan Preachers that you're going to have to deal with. And if you kill them early with damage, say like from a Stefan Skellen, that just gives Magpie the opportunity to resurrect them again. Right? So maybe you can get rid of one with Enslave, which doesn't put it into the graveyard. That could be a key interaction here. But Magpie also has different ways of protecting his Поддержать the same turn that he plays them with that Ale of the Ancestors, with his Battle Trance Leader, as well as maybe a Mushy Truffle order click as well. Yep, that's a very good point. But the long round is what we are looking for or looking at currently. Уже доход грибов более чем. Но в долгом грибы, насколько я помню, могут развалить. Но у Буковски как будто прям вообще всего много. Он ничего не отдал. Он вообще ничего не отдал. Про вообще есть все. Я посмотрю, насколько бородатый будет хороший. Что бородатый в 5 карт. В 5 карт. Донейт. Что делать с ней? Можно пометить. Можно бородатого поставить. Бородатым либо скопировать, либо... I think you're really onto something about the concept of row capping for Magpie's Alchemy, and I think that's what Bukowski is thinking as well. He's kept... От отвара из гигачата все еще надо отыгрывать. Если бородатого, допустим, сыграть... этого. Девочку. Ой, какой сильный бородатый. Ну, я думаю, будут, крафтить будет. Дропс, закреп. Закрепим. But saving potentially 3 spaces on his board. That could be a first, for sure. Seeing a range throw Axel, and but yeah, I think you're right. There's the informant as well in hand. There is. Окей, копирует. Ряд ставит этот. Вот здесь, наверное, надо было ставить ряд другой. Почему он этот ряд поставил? Ну ладно, нормально. Как будто бы отвар с гигачата можно сейчас отдать в бородатого. 9 cards in hand, and so many of his cards activate need multiple spaces to work. Otkel needs 3 spaces. Mushy Truffle needs at least 2. And реальные мувы 2.5. Да, пока вроде нормально. Минус бородатый. Гигачат. А вот грибы могу себе собрать. Это что-то они и были, поэтому спокойно собираются. Переспам у кого? Ну, кстати, вообще да. Перед спамом тут можно забрать. Факт. Можно. Я пока об этом даже не задумывался, но да. Эмиссар, девочка, да. Лжецири. Ой, блин, короче, ребят, забейте. По-моему, тут Параба выиграла спамом. Там еще ворон будет. Больше, чем отцов у нильфгардцев.
Так что... Можно девочку отдать. Например, в вот мать ворону. Или просто в девочку. Девочка в девочку. Хорошо. Ну, мать ворон переиграть нормально будет. Ну, идеальная вообще переигровка, идеальная карта, наверное, была под метку. Или под забор, это именно Эскель. Вспомните, как Эскель игрался, еще девочки будут стоять. Красота. Ребятки, да. Вот этот проиграл, по-моему. Да, это никак. Девочка в девочку. Осведомительница. Можно уже Цири пока расставить. Что? Справедливо? На мой взгляд, не особо. По матери ударь. Ворону ни в коем случае нельзя бить. 2 раза по матери ударь. Ничего такого. 2 раза по матери. Девятку надо оставлять. 2 раза по матери. А, она отхилится, кстати. Блин. Блин, она отхилится. Придется девятку бить. Бей девятку. Забираем шестеру. С настоем. Вся матерей хейтит, да никого не хейчу. Ой-ой-ой-ой. Ну, в мать можно дать. Ого, тут нету. Ну, за Цири в бугурт надо тоже успевать проставить. И тоже переспам, за спам. Ну, лысого уже меток не будет, поэтому можно и лысого поставить. Девочку сыграть, например, еще одну. Подожди, а кем он будет спамить? Откуда он будет брать алхимию? Эскель помеченный, вот не помню. Он знал, что там фул золотая рука? А кто помечен? Кого метил? Я вот не помню. Торосом. Точно метил Ведьмака, девочку и кого-то еще. Может, Эскель он пометил? Или Эскель был в руке всю игру? Эмиссарченко. Мать нет, мать он от руки пометил. Ну, этим... Не осведомительницей, а прорицательницей. А вот кого он пометил Торосом, я вот не помню. 2 ведьмаков и девочку? Да ну нафиг. Ну ладно. Может, Эскель в руке был в первом раунде. Так, лжецири у нас успевает. Она будет 4, 5, 6, 7, 8. Да, успевает пока что. Еще можно продолжать ход. Ведьмаки и друидка, понял. Можно подождать еще. Можно подождать. После этого лжециря. И удар пока играет только в мать. Весь в мать. Аксель, а не Эскель? Эх. Именно так. Благословение. Ну, Ведьмак, чтобы не переспамиться. Но играет девочку. Прожимает. Мог его сыграть, и он бы отхилился, но... Странно. Он же мог отхилить его. Очень странно, даже не нажал. Все, надо играть лжецири, или она не вернется больше. Может, не хочет, чтобы она возвращалась? Такое может быть? Может, не хочет, чтобы она возвращалась? Нет, хочет. Че, на бугурт? Дальнобой надо играть. Да.
Причем он ставит между воронами, чтобы Эскель не обратил карты. А Аксель не обратил карты. Да, Буковский тут очень хорош. Вторую цель закинет. Кстати, да, наверное. Наверное, да. Да, это можно сделать. Блин, да. Да, офигенно. And here we go. Vilgefortz is going to hit the tallest unit. Ideally, or Todd can still create something, and Coup exists. Откель. Спасибо за фоллоу. Есть только на их деке. Еще с прошлого турнира. Вот, все колоды есть в описании. Прям их колоды в точности, наверное, только на ютубе можно найти. На моем YouTube-канале, где мы смотрели прошлый турнир. Вот. Getting played here and going straight to the graveyard. Good news for Magpie is he does have these 2 Crow Clan druids that can make space on his board by banishing some of these crows on the range row. Exactly. Okay, and Брат вернулась, просто перестала смотреть Twitch какое-то время. Кстати, вообще Twitch не смотрю. Прикиньте, я вообще Twitch не смотрю на Твиче. Там какие-то только моменты по Гвинту, может, что-то. Скинули что-то надо. Чем почти не пользуюсь. Так, минус девочка. Ну, удар милосердия в мать. Всю в мать. Vilgefortz в пятнашку. Почему он девочку не прожал, чтобы ворону убрать одну? Ты о чем? Девочку не прожал, чтобы ворону... Как? Что? А. Но, видимо, ждет. Окей, он правильно все делает. Слушайте, а по-моему, вот с такими плеями есть и шанс на самом деле. Он вот почему их не прожимал, чтобы потом сам переспамиться и самому удалять. Неплохо. Там есть хорошие цели еще. Слушайте, а шансы-то есть. Шансы-то большие, там еще грибы остались. Слушай, по-моему, Макпай выиграл. Это было странно, он не прожал. Капец. Блин, неплохо. Он все карты расставит. Минус ворона. Ну, вот как-то так, ребят. В итоге Макпай выиграл эту катку. Офигеть. То есть он призывал девочек, чтобы они удаляли ворон. Кек В. Жестко. Это прям сильно. Жестко. Я не ожидал, что вообще можно было так расставиться. Капец. Грибы закрыты. Остались жрицы Макпая. Грибы такие сильные, видимо. Да, он какой красиво отыграл. Crow Clan Druids. Even though there were no creatures in that graveyard, Magpie really beautifully did counteract the Nilfgaard strategy by utilizing a little bit of self-burn there. Damn, that was my favorite game yet. I thought really creative strategies and Пора собирать грибы. Да, очень грамотно отыграл.
Can't wait to see what else this weekend has in store for us, Sealy. But now Magpie takes a lead in this first quarterfinals, 2-1 over Bukowski. He's got one deck left to win with. That is the Priestess. А ты сильный, конечно. Очень сильный. Мне даже это сказали, нет, ты настолько сильный, что вообще ни ты не будешь участвовать, ни никто из России. А то вдруг там кто-то тебя подменит. Андербланса не набрали, получается, что грибы тир-1, получается так. Valuing round control in this matchup against the priestesses, so we'll be playing whatever he thinks can deal with that best and enable round control. No, you make a really good point. Pretty much. Так и на грибы все в описании есть. На эту деку есть в описании ссылка. Покажи бицуху. Сегодня не хочу. Я видишь слева. Слева бицуха не настолько сильная. Короче, на следующий сезон у нас первый нерв грибов, второй нерв Эрланда. Ждем следующих кандидатов на нерв. Да. Да. Priestess Onager combo, Priestess Chardom combo, and maybe they also haven't had enough chances to shuffle those priestesses and get that many charges on them quite yet. But I feel like it's such an uphill battle to. Чего последний турик по Гвинту? Официальный последний. Официально уже последний. No, I agree with you. It will be really tough because the list has a lot of power, but if you can bleed out the priestess combo, you're quite happy now. Жрицы против порабощения. Ну, попахивает 2-2. Надо смотреть. Жрицы в руке, бейзик. Yeah, but Magpie actually has too many things he wants to mulligan because he also has the Бриков много. as well as the Redanian Secret Service in his hand that he wants to get rid of too. Now, luckily, you do have your pincer charges to the rescue. Ideally, we might want to boost those priestesses later, but those can be used as well to clean up the hand a little bit. Bukowski, on the other hand, does have that assimilate. Думаешь, без туриков хана? Не знаю, надо смотреть. Ну, как мы видим, мы спокойно можем влиять на мету, мы ее меняем, бафаем архетипы, и, не знаю, месяц пройдет, 2 месяца пройдет, что изменится, что будет, надо смотреть это все, анализировать. Там уж посмотрим. Блин, тут еще и Талер есть. Он Талера добрал, окей. Но в этой колоде есть Талер, и Талер может сыграть против. Очень против. Он его добрал, правильно сделал. Гвинта с спонсоров нет, просто не понимают, зачем киберспортивное отделение закрывать. Надеюсь, что характерной конкуренции нет, но пока что... но это пока что... Дота тоже 100 лет не обновляется и ничего. Но это другой уровень, все-таки. Есть, но... видимо, нет желания. Я думаю, пользователи смогут делать свои турики. Я думаю, да. Вы опять все игры, да. До 3 побед. И стреда нет. Получается, поддержка Гвинта прекратится. Смотря, что ты понимаешь под поддержкой. Поддержка... ну, то есть будет обновляться цвет баланса, будет смотреть на результаты, карта будет изменяться, мета будет меняться. Как бы ты отблагодарил того, кто придумал баланс сходку? Да никак. Это типа... а как мне его отблагодарить? Если бы можно было как-то менять более классно, более грамотно, более продуманная какая-то система, продуманный какой-то алгоритм, наверное, было бы лучше. Или какие-то люди, которые отвечали бы за изменения. Вот их бы я поблагодарил. Завтра будет стрим, да, в это же время, этот же турнир. Будем смотреть финал и полуфинал. Торос не играет, вопрос почему. Торос может переиграть, допустим, Рошену? Нет, вряд ли. Торос, я думаю, сыграется в этом раунде, хотя... не знаю. Вообще не знаю. Ой, он успевает. Он успел, интересно, пометить нужные карты? Пометил Родерика.
Маргариту и... Кого еще? А, и башню. Да, какую книгу по Гвинту ты читал по крайний раз? По Гвинту, я уже думал сейчас, какую книгу... Ага, так. По Гвинту. По Гвинту... Никакую. А дается сразу... Это... Ну... Не ошибка ли это вообще? И он пасует. Это очень странно, окей. Тривиальный мув 3. I guess his Nilfgaard deck is actually a devotion deck of his own, so he can use the Radovid Judgment as well. That is a really fun point. But yeah, Ну, Макпай может играть долго, он поставит осаду, поставит ведьмаков. Буковский придется очень много отдавать, поэтому надо оставлять такую руку, которая какая есть. А то он отдаст больше, он хочет отдать больше. Ну да, мудрое милосердие, окей. Alright, and so Magpie is gonna do what most siege players do after winning round 1. Jam the siege, take control of the board, and threaten to wipe your opponent's side. But now, Shinmuri, you would probably want to have those siege masters in hand, though, and they are not here. You are playing a lot of siege engines, so you'd be looking to thin those out quite nicely, but currently... Если они что-то будут аристократы или сектанты, у сектантов уже не работает так, как надо сценарий, так, как надо афан не работает, поэтому аристократы, очевидно. Сектанты — это скорее рофла-абуз, как тиборы какие-нибудь, уже на данный момент. Хотя, по сути, по защитникам они ту же самую функцию выполняют. Так, no unit. Контроль. Yeah, I'm trying to think about where this leader charge from Bukowski is, where that would go and fall down on. Perhaps Eastred would be like a nice card to kind of even bait it out on, because I don't know if you do want to take your leader charge on that, but rather like a siege. Видел кого-то с Келлиги на брониках, Кемея, видел. Это такая около рофла колода, тоже обузная, видел я. Ее, к сожалению. Он Раше как таракан произносит, не знаю. Фамилия как таракан? Вернон, Вернон. Exactly. Ну, около no unit. Играется домик. Домик играется ведьмака. Exactly. Канадец, ну типа того. Чем можно еще поиграть? Чем может поиграть Буковский? Он может отдать этот... Диплу. Может, там какой-то ноу-юнит найдет, но вряд ли. Уже вряд ли. В Севере не так много ноу-юнит карт. Здесь все звучит одинаково. Что решил, что платва, что таракан. Все хорошо заблюдить, Раше выигрывает третьим, да. Надо пушить. Север пытается пушить. Но Тайлер опять, Тайлер. Тайлера можно переиграть, пометить, что-то с ним сделать плохое. Странно, что не Ведьмак, кстати. Ведьмаком поинтереснее был. Даже в том же коротком. Roping all the way until the end before playing this mage torturer. You don't love to see, you don't love to sacrifice your mage torturer to this bombardment. You know that's going to kill her immediately. You want to get Когда Миамон играет, по-моему, третья пара. По-моему, третья. Дискорд у меня открыт. Да, третья пара. Там азиатская битва будет. По-моему, Тимерия сама по себе такая аллюзия на Францию, даже Блак игровой использует символику бурбонов. Тимерия, Франция? Что-то вообще мало схожести вижу. Роше — это именно Роше, а не Араче какой-нибудь.
Не знаю. Он француз какой-нибудь. Тусент. What is it, 3 damage at least coming from Magpie with the Griffin Witcher as well as the Carol Ballista. You might see that combined with like an Onager, and you might be threatening like 5 damage, and Bukowski's engines. Вы что делали, бедные нильфы? Бедные нильфики. Мои нильфики, они не играют за вас. So a couple of threats for Bukowski now. Catching up a bit, and if this round does drag on, this false Siri will eventually come back over if no damage goes on her. Yeah, but it takes its time, as of course the joust was being replayed instead of the classic boohoot that Siri Италия, может быть. likes to utilize, or false Siri rather. But yeah, here it's starting to chip away at this Carabalista on the range throw. Удар милосердия можно будет сыграть. Но нет, удар милосердия я бы держал. Я бы его держал. Сейчас бы я, не знаю. Так, выходит у нас этот. Да. Губерт вышел на охоту. Надо добирать высадку. То полностью прокрутиться. Будет набирать высадку. Как будто бы уходит за словом чьи-то семейные праздники. Да, есть такое, кстати. Надо брать высадку, если он высадку не возьмет, то он не докрутится. Так, купа вышла. Она играет в Ведьмака, окей. Потому что можно ли внедрить систему бафа и дебафа, ходов восстановления количества нанесенного урона или усиления таймера, счетчика и т.д. Как с советом баланса? Да, только, опять-таки, как вот с советом баланса, когда мы придем к какому-то максимуму, иногда придется выбирать какие-то карты под изменение этих самых КД, количество урона и так далее. И нам придется просто ставить слоты, просто чтобы не поставили другие слоты. Короче, сложная тема. Вот, то есть как это, опять-таки, как этим заниматься? Там 2 слота хотя бы на это сделать? Вместо 3. Кто ему что-то обязательно бафнет, и оно может быть плохим. Сила провизия не так жестко. Только накера боимся. Там как под накера как-то сделать плохо, как с компасом. А вот именно с КД может всякое случиться. Димовенду сделает 3 КД, и опять у нас будет Димовент и в осаде играться, везде будет играться он. Экспериментаторы и замешал себе 5 тиборов. Да, знаем такое. Это аллюзия на Италию времен Ренессанса. Королевство Севера — это Польша, а Нильфгард — Германия времен Второй мировой. Ну да. Посетский. Посетский. Как добирать одной картой? Никак, да? Никак не добирается одна карта. Две карты надо давать, что ли? Видимо, да. Из игры высадить максимум будет, а рофл изменений, если сейчас так кринж, то в будущем способ окончательно не забросить игру. Надо смотреть. Хреново. Типичные карты севера. Что он делает? Да. Буковский схватился за голову, ребят. Да. Да. Буковский захватил уже серию, которая бафнулась. То есть он захватил ее на стол, она бафнулась на 1, а после она бафнулась на 2, и она стала 8 и перешла дальше, назад. Бабун Бубовский. Макпай хорош. Это забавно. Лютый бабун. Гений. Снова здравствуйте. Здорово. Жаль Буковского. Сегодня аук будет, посмотрим.
Говорят же вам, читайте описание карт. Мисклик? Я думаю, нет. Я думаю, это не мисклик. Это скорее ошибка. Просто ошибка. Все сразу видно. 3-1 Буковский 0. Самый жесткий мисплей. 3-1. 3-1, ребят. Итоговый счет 3-1. Кстати, а где можно посмотреть голоса, которые оставлялись? Мне интересно, кстати, свериться. Я не помню, как я проголосовал. Это жестко, ребят. Это прям фейл. Прям очень лютый фейл. Ну, Буковский прям в конце за голову схватился. Контент. Плюс контент. Perhaps he is keen on sharing some thoughts here as we roll it over to an interview with Magpie. Magpie, hello, how are you doing, my friend? That was quite easy ending there. I don't feel like you're a bit too... Да, он не понял сначала. Не понял сначала. Там немножко задержка и, ну, эмоции, так сказать. Лютый мисплей. Yeah, at first I want to say that he played better than I expected until very last play. But yeah, what can I say? But I think it's that matchup I still won. Да, кому там зайти? Even if he didn't misplay, so yeah, it didn't really matter. Yeah, I really liked in the previous game your nil Трэш? Да. Даже до мастерцы могут лохануться, могут. Пойдет в хайлайты. Бужа, да, Бужа. Бужа хорош. Ребят, у меня счет стоит 3-1. Пока что, так как я планировал, у меня пока идет все правильно. 3-1 в Макпай. Я уже, наверное, какую-то награду выиграл. Игрушку плюшевую. 3-1. Стоит у меня. Может, не мисплея хороший ход, да, а потом за голову схватиться и проиграть и вылететь с турнира. Конечно, хороший ход. Где еще как бы деньги решают. You've been part of Gwent for such a long time. I feel like you're in your rightful place. How you feel about this being the last tournament? Because Макпай все равно бы выиграл. Что Макпай оставалось? Макпай оставалось... ну, оставалось только жрица. Ну, блин, ну, наверное. Как будто бы да. Gwent is a game that will last like 100 years. So yeah, every game has an end. So yeah, it's great to be a part of it, to be a participant of the last tournament. Unfortunately, I wasn't able to come to Poland, but Короче, да, шансы были бы большие. But yeah, I still think that we'll have a chance to meet each other. Так, ты умеешь бабуинить? Пока нет. Сколько next матч? Минут через 10, может 20. Посмотрим, колоды какие есть. So yeah, I'm a little bit sad, but it's okay. Congratulations, man! You earned it. It was awesome to watch it. Of course, you always want to win against someone who's playing 100% and not making mistakes. But this is also stress. You know, this is we're playing on the highest possible field. World Masters is the culmination of. Волнения могут, конечно, быть всегда. Переволноваться, много зрителей, много людей. Большие суммы на кону, большой путь пройденный. Победил Макпай. Из Дискорда, хоп. Что, блин? Это анализ от Спасимена? Ну-ка, давайте послушаем анализ от Спасимена. Анализ. Так. And Shinmiri asked the question, was Bukowski able to get out of round one? What ends up happening here is Bukowski ends up losing round one on even cards. And then in the final round, on round three, just lost by a couple of points. Bukowski's objective in this first series is to control the board and starts off by doing a great job by poisoning the Snithral twice, removing it from the board. But at this moment, Bukowski has 6 coins in the bank and does have a candle on the board, is going to be able to spend with the candle without using any leader charges. And what ends up happening is Magpie ends up playing, as I fast forward a little bit more, ends up playing this Eredin, getting ahead by just a single point. Whereas if Bukowski was able to spend
with the Conjurer's Candle, they would have ended up perhaps being able to get out of this round. Что он показывает? Показал бы он отыгровку от, не знаю, от этого. Вау, он зарядил нейтрали, очень крутой ход, такого не ожидал. Ну, действительно, да, вот на муллиганах, на стадии муллигана тут было поражение, это факт. Это прям факт-факт, кстати, это большой факт. Просто на стадии муллигана поражение, то есть тут не пришло, а там просто после муллиганом Аберон. Сюда. Шансы были малы. То есть даже у Буковски больше карт, вернее, меньше карт в колоде. Намного меньше карт в колоде. Ему пришел кал. Кто остался? Остались у нас. Кто остался? Кэтбургер Санвантер. Китайский гений против Миямона. Там никнейм на китайском. И Канеки против Пайбола. Отыгровка от Лавка, но псевдоотыгровка, на мой взгляд, потому что... Ну, вернее, нормальная отыгровка, просто этого Рунмага не было. Не хватило прям тут, не хватило. Прям не хватило, прям на мизере. Он же показал, как он слона взял, чтобы забрать раунд. I was fascinated by the opening line from Bukowski because we see my favorite play in Gwent, it's the tempo pass. Bukowski does it with Torres here, puts a bunch of points down on the board. It's a very common thing for players to do with Nilfgaard because Nilfgaard is historically very, very strong in the long round. So when you see a tempo pass like this, the Nilfgaard player has something in mind, and we weren't quite sure what that was, but as it turned out, Bukowski's plan was to clog the board and make it really, really difficult for Magpie to be able to play anything. Это была хорошая отыгровка, вообще очень хорошая. Заспамить весь свой стол, поставить девочек, у которых не прилетит контроль. Тут скорее даже была ошибка, опять-таки, от Буковски, что он раньше времени отдал Стефана. Очень рано отдал Стефана. Мог расставляться, ставить ассимиляцию. Уже Цири он мог раньше поставить, если хотел заспамить ей стол. Даже милосердие переиграть Цири мог, уже Цири. Он сюда очень рано отдал Стефана. Финальная игра прям жестко. Вот она. То есть была шестерка, забираешь шестерку, а стоит семеркой, по сути, становится восьмеркой. Переходит в следующий. Прям это даже смотреть. Счет 3-1. 3-1 счет. Another quick look at this moment. The false theory with Grace 8. The first time it reaches 8 points is going to be switching sides. Причем, кстати, если бы он по лжецири ударил, он бы мог выиграть, ребят. Если он по лжецири Ведьмаком ударил, он бы выиграл. Да, про более смотреть, мне там тоже не хочется. Мог Ведьмаком ударить по лжецири, и, по-моему, он бы забирал, да. Да, если по лжецири ударил, он бы забрал. Going back to Magpie's side of the board. I could not believe what I was watching. I think Magpie was in a great position anyway, but just a fascinating series. And I'm going to send you now back on over to the... Да, Стефан не хватило бы. Лысая голова в теории, но... Нет, там вот это самый лучший был плей. То есть выкрутить Родоведа, забрать движок. Вот так выглядит счет сейчас. Так выглядит таблица. Магпай переходит в полуфиналы. Сейчас будем смотреть на Кэтбургер против Санвантера. Ну, китайский игрок не отмоется от такого позора. Жестко. Буковский залутал 1500 долларов, Магпай 2500. Интересно, сколько сейчас, сколько это сейчас? В рубликах. 230 тысяч рублей? Офигеть.
Это деньги. But before we move on to our next series, which will be cast by the wonderful Ghost Aria and Lionheart. В любом случае выигрыш забирают. Да, там изначальная ставка, поскольку, не помню. Сколько там ставка изначально? Начальная ставка есть, и после этого, получается, начисляется за победы. Чем больше побед, тем больше денег. Почему на турике не играешь? Я из России, нельзя. Кого не приглашают? А, этого человека я знаю. Киберкотлета. Ставили бы на тебя, так я проиграл бы специально, чтобы залутать тебе кэш. На себя бы, против себя бы поставил. Проиграл бы. Копейки платят участникам главного турнира в году, отбор на который целый год проходил. Ну, слушай, там до финала, когда ты идут, мне кажется, суммы там будут намного большие, намного больше. Проигравший сколько залутал? Почти 200 тысяч рублей? Хрен его знает, копейки. 150 тысяч рублей. Или я неправильно там перевел? Конвертировал. Look at the deck lists and just inhale all of the information they can get. How do you handle a situation like this where you have to be... Дочки такие, главное, чтобы абуза было меньше. Но пока нормальные деки были. У этих участников хорошие колоды. And I would think that other people would just watch the games and maybe chill out a bit. But I also remember after my half final, I immediately, during the interview with you or with Burja, I immediately texted my teammates that we have to prep right now. So yeah, it's kind of stressful, but I can see people chill out a bit. It's a rough first day. Well, thank you so much for that insight. I think I'm gonna let you go back to the watch party, but is there anything that you would like to share with the community before I let you go? I mean, just enjoy the show. It's honestly gonna be awesome, and yeah. Предыдущий Мастерс, конечно. I do have one last question, actually. Okay. Just came to me right now. Who's your divination winner? Who's gonna take this whole tournament? I mean, I would love to say it's Grabish, but unfortunately he. Yeah, we don't talk about Гравиш не прошел, кстати, да? Shout out Grabish. But yeah, I'm obviously rooting for my teammate Fireball. Из Германии. That's the knowledge that I could gain for you. Да, он не прошел, там под конец, по-моему, не смог. С кем он сражался, вот не помню. Макпаем, что ли? Даже когда нет, как тебе сборка, звучит не очень. С предыдущего Мастерса? Я такого не помню уже. Слава богу. Так. Китайский боец. Ну, дятина, ну всегда так было. Спасибо за фоллоу. Вот он, герой! Добро пожаловать. Табер в финале в паже уничтожил. Что уже такого даже не помню. Плохо у меня закрепилось все это. Каждый мастер так в формате меняется, это и так неплохо, и нехорошо, я про дятину, ну да. Затянутость, ну типа все эти турниры такие нудные очень. Типа сделать это пару дней или быстрее, меньше. Ну, короче, как-то это по-другому сделать. Чуть быстрее.
Это будет, возможно, громко. Это школьник очередной гениальный китайский геймер. Как может быть? После хоумкаминга, примерно 1,5 года назад начал интересоваться киберспортом. Есть два любимых момента. Первый из которых случился на 4-м опене. На русском говорит. Сыграл размашистый удар в себя, и тем самым вражеская кель сожглась. И второй. Тейлбот сыграл рандом на контролу, и это помогло ему выиграть игру. Против Китбурга не могу сказать ничего, я не знаю, что он друга Бэйна, и у него очень неприятный лайнап. А где мова? Да ладно вам. Забавно, да? Забавно. Это Санвантер, да. Это Санвантер. Ровно их закрыл я. А что тишина? Ой. Что происходит? Мы нашли человека, который хуже тебя в English. О, Леонхард. Of Gwent Masters. It is surreal to be here in person. Телеге Бужи будет взрыв. Да пусть сначала попробует украинский от русского отличить. Thank you so much for the warm welcome. It is truly a delight to be here. It's amazing. And what have we just seen? О, это надолго. Зато сколько эмоций сейчас Леонхард даст нам. Amazing first series. That was truly something. It was special. It was special indeed. So we are here live from Warsaw. Some of our friends from the community are here as well, but you guys, a lot of you are watching from home. So we would like to take a moment to remind you that if you're watching from home, that you have your snacks, you're all cozy, you know, wrapped up, but you're also... Леонхард будет каждую букву 10 раз повторять. Very, very good. It is. The Beholder title can be yours after just 4 hours Леонхард of классный watching чел. on Twitch. But it's really important that you remember to redeem that reward, right? Yeah. Рубашка классная, кстати. Намного лучше, чем прошлое. Прям мне нравится рубашка. Ну, анимированный, конечно, лучше, там как-то светящийся, блестящий, но хорошая рубашка. Прям, да. 8 часов просмотра, ребят, стрима надо. But it is absolutely gorgeous, so make sure that you get it. Of course, it is 8 concurrent hours of watching. You don't have to watch 8 hours back to back. We don't have to make sure Первашку дадут? Дадут. with long series. You're okay. You do not need to panic at all. Герои Патрианы, еще и декорации такие. Ну, это еще давно, по-моему, это старое помещение. Может, новое, кстати. По-моему, старое. Соли были такие же. 80 или 8? 8. Я сказал 80? 8. Я получил 250 платов из гида. And we know how that went, right? We do. The divinations. We know exactly who's here, but we do not know who you have picked, and this one is mighty close. You guys couldn't pick either, clearly. А у меня уже 60 часов на титул. 52% for Samantha and 48% for Catburger. 52 на 48, нифига борьба. Борьба неплохая. And here I was hoping that that would give me some sort Женщина рядом с Леонхардом на каждой трансляции, да, это его жена. Apparently not. Их объединяет Гвинт. A toss-up between these two players. It's Борьба, ребят, борьба. close, according to you. Неплохо. It's the first set of divinations this way round, though, right? We've never seen the players use the decks a whole week in advance before, so maybe that's... Зачем жена? Хороший вопрос. Because you guys could play with the decks, you could have a look at them. You also have seen all of these players so far played last weekend as well. So we were kind of thinking, oh, maybe they were able to pick their favorite, but clearly they're so good, both of them, you know? Clearly. Well, here we are talking about these decks. I would love to see these deck lists, and I believe we are going to start off with Catburger. Так, His first Кэтбургер. list. Аристократы, Арахна, Накер Палка и перемещение. Неприятный лайнап, очень неприятный. Контрольный, обузанный. And if it's missing some control, don't you worry, Nilfgaard has locks all day, all night. Locks for days. Yes, definitely. Если аристократами сразу попадает хороший матчап, то изи победа. Какие хорошие матчапы у него там есть? Санвантера. Тоже Арахна была, по-моему. Смотрим. Посмотрим. Кошка-бургер? Что вам не так?
Китбургер, мамкин контролер? Именно так. Китайский аристократ, все понятно. Желаем ему... Ой, за что? Даже по возрасту. А китаец же. Бургер из кошки. Абсолютно. Is phenomenal. Snecky Boy, as I like to call him, it's the new official name, #Snecky Boy, #World Masters. It is all about getting this card, not just once, but multiple times. Интеллектуалы просто берутся на синюю монету и обутятся. Если хотя бы какая-то карта не находится, то играется защитник. Перед защитником. Карты защитники. Вот и все. The damage is valuable because it helps towards that play, both with the acid spit and also later on with the glusty. The drone spawn, it's a Raka swarm, you know? That's the way the synergy goes. У него есть шансы, ребят, есть. Я здесь голосовал за Санвантера. 3-1 за Санвантера проголосовал. Как будто в теории, если он поймает хороший матчап на аристократах, то он сразу закрывает, на палке может хороший матчап словить и проголосовать. Показали, за кого больше голосов. 52-48 за Санвантера. Не, Украина, Китай. Кстати, поляк один только получается. Пэбол? Да, поляк один только. У тебя поляков много? Или китайцев? Кто это сделал? Как могли так сделать, Леонхард думает. А, это братишка Шенмири постарался. Рядом сидит. На это, они же за одним столом сидят. Напротив него Шенмири сидит такой, блин, не надо про Накера. Я не хотел. Ну, хотел, но... Когда финал? Финал завтра будет. Полуфинал и финал завтра. Сегодня мы смотрим четвертьфиналы. Вот прошло 2 часа, прошла только одна дуэль. А их еще 4. Всего 4. Еще 3. Дальше думаю, быстрее пойдет. Накер работает, да, работает все хорошо. Просто то, что делать вот здесь провизия, ну типа это тупо. Зафига. В вне политика была половина русских. Ну, по Гвиндата, вообще там русских там просто жесть. Как же много русских игроков в проранге. Наибольшее число, очевидно. Там вообще обгоняет всех. Китай и Польшу просто обгоняет в нулину. Раза в 2, раза в 3, раза в 4. Разные регионы. Игроки готовятся или почему так долго? Ну, вообще, да. Привет, кинь колоду с турика. Блин. Эти колоды... Блин. Как же не хочется их скидывать? Они были на прошлой трансляции. Давайте я как-нибудь попробую скину их. Вот я попробую их скинуть. Так, давайте я их добавлю в описании. А знаете, как я лучше сделаю их? Как я сделаю лучше? Я их добавлю в документ, где был мета-отчет. There's so much more complexity in modern Gwent now that there are ways to get this card in the list. It can play at 3, it can play at 5, 6, 8, 9. It's incredible. You're always looking for good value and engine removal with a card like this, and I think it's an interesting lineup from Catburger. Вот я добавил, ребят. В описании, там, где Google таблица, там все есть. Starting off with Sam Banter's very first deck. А вот так вот. It is indeed some self-wound. Так, смотрим. Да, у него, кстати, Скеллиге была такая лапка, я уже забыл, кстати, про это. Сигвальд, Дракопаха, Кнут, поднять можно один раз, Вальблот. Это вот прошлая контрольная сборка, только немножко другая. Я не знаю, закрыть ее как будто тяжеловато может быть. Скажем, тайные катки, я с удовольствием. Для того, что ничего живет, не особо.
Ренфри жрицы, Ренфри жрички, Арахна, бум-бум-кабум, Арахна и перемещение с Мильвой. Как будто сейчас будет бан на белок, и будем смотреть на бесконечные сражения с этой. С Арахной. Арахна против Арахны, Арахна против Арахны. Хочется Санвантера посмотреть? Вот он. But even so, if Sanvanta is feeling like he needs a little more control, then there is always Trollder. Драга Королева у него, кстати, еще есть за 6 провизий. That is your instant answer to whatever you don't like your opponent has. And I'm really curious to see how Skellige will perform, especially against some of the Catburger's decks. I know that как будто реально сейчас будет автобан у обоих белок, и будем смотреть. Об кого может закрыть аристократов Кэтбургер? Об кого? Об Свальблода? Об Ренфри точно, точно, 100%. Белки нет, Арахна спорно. Это лучше, наверное, Ренфри. Ренфри берется на любую монету. Арахна 100% на синюю берется. У него на синюю. Синяя монета — это сразу Арахна. Бургеру банил бы аристократов палку, как будто будет бан белок, мне кажется, почему-то. Аристократы не настолько опасны здесь. Клирик. Это карта за 7 провизий у севера. Эта карта называется повозка. Повозка. Она переносит отряд. Спасибо за фоллоу. Она переносит отряд в другой ряд, а в рукопашке добавляет кровотечение на 4. А если есть подкрепление, то есть слева и справа солдат, то делает и перемещение, и кровоток. КД у нее 4, то есть можно делать это пару раз. Сидит она вместо этой... Боевая повозка. Сидит она вместо этой гордости Фольтеста. Не знаю. По-моему, гордость Фольтеста стабильнее и лучше. Again, this one for me really likes to be control its rounds. If its combos bled, it doesn't have much left. So it's very, very important that it tries to do that. Very. This is the list that he really needs to win with if he's going to win the series. It's a strange thing to say, but it's the one he's going to need the most effort to get through, I think. He too, though, has also bought Araka Swarm. Yeah, and he has, and it is slightly different than the one that Catburger is bringing. Ворожей базированный в половине дек, да. Ворожей белка — это база. Because it's exactly one card that's different. That is a huge difference. That could be significant. A joke, you might be right. That could be series winning. Samantha has decided to bring Endrega Queen instead of Xavier. And that could make the difference, but we'll see. However, you've heard about this deck. Воинов никто не взял? Хороший вопрос. Воины в ладере хороши. На турнирах они не прям топовые. В принципе, как и инсектоиды. То есть, как будто проще было брать агроидов, завещание, дикую охоту, но большинство взяли Арахну. Он Роше за 11. Ой-ой-ой. The acid spit and just making sure everything is tiny and going all the way down to 1 point exactly, so that Glusty can then have a feast. Glusty cleans up indeed. Indeed, yeah. So that is the Araka Swarm. Also likes to go on blue coin because, and that's kind of told by the stratagem, because when you're playing Urn of Shadows, you definitely want to see it. Как же Накер Нильфа? Дождешься ты Накер Нильфов. Есть у нас одна киберкотлета, которая взяла Накер Нильфов. Есть такой человек. These players did not prep together, but they do have two lists that are very similar. Once again, slightly different is an exaggeration. It's a что не так? Card, I believe. Sanvanta has bought a bearification in. Конечно, Миамон, кто же еще это мог сделать? Базированный Миамон. Почему ты не взял тир-1 деку севера, по твоему мнению? Слушай, много чего не взяли, если так подумать. Много взяли тир-3.
Ну, турнир это немножко другая тема. Поэтому как бы все очень даже просто. Кто-то не может к новому привыкнуть, кто-то тренировал там какую-то другую колоду. То есть, ну... Взяли, например, аристократов очень много. Солдат, по-моему, вообще нет. Турниры ладер немножко другие темы. Другие совершенно разные. Миамон нет, Миамон не вылетел. 3-0, 3-1 у него было, по-моему. И он прошел. Да, его еще не было сегодня. Так, ну смотрим. Ну, как будто бан белок. Реально порабощение. Ой, порабощение аристократа. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Ну, наверное, справедливо. Я вот насчитал 2 колоды, которые точно закрываются. Поэтому, наверное, да. Наверное, да. Ну, да, будем смотреть на дуэли Арахны. Да, далеко не все тир-1 колоды стабильнее тир-2, тир-3, да. Вот для турнира, например, инсектоиды неплохие. Так вот, закрываются, а та, которая не закрывается, банится. Ну, вообще, по логике, да, рабочая. So I'm curious to see how he performs with it. So now we know the bands. We do. We know our players. We know the coin. Yeah, of course, yeah. You got Catburger is going first here in this series, and it's going to be a really fascinating series. We mentioned that mirrors are going to be unlikely because, well, Scoia'tael can't now do that, and the Araka Swarm list, I would be absolutely. Давай белочек посмотрим. Вот белочек вообще не видели сегодня. Red coin by choice. The only reason you'd consider it potentially is for Catburger to avoid that Skellige list. I'm thinking Svalbard may just like dealing with those little units, those little swarms. You're not going to have too many tokens around. Ну, говорю, синяя монета сразу берется Арахна. Тот, у кого синяя, у того будет Арахна. Все. Все просто. Может быть, кто-то попробует выловить матчап Арахна против Арахна. Только зачем? Ничего нового. Ничего нового. Смотрим. Ой, плохой заход. Отвратительный заход у Кэтбургер. Так, хорошо. У Санвандера тоже не лучше. Окей, получше. Что, обоих плохой заход? Что за фигня? Такого не может быть. Книжка, все нашел. Кэтбургер удивился что-то. Так, у обоих вроде неплохо отмульганились. А, Нейру нашел под конец, супер. Нашли под конец все карты, ребят, все карты нашли. Сильнейшие. Так, ну, Санвандер никак не проходит, Нейру он не нашел. Каратку. Каратку он не нашел. У меня сосед на пару этажей ниже живет, каждый день белочек видит. Ловит их, наверное. Вот он, киберспорт, даже с плохим заходом все равно хороший. Make sure that you get those idus on idus as quickly as you can. And, он ест инсектоида, сразу прожимает. Каратка летит защитника, видимо. Ну, зачем только? А дяды были смульганены? Сколько ему лет? Кому? Санвантер? Ру. 20, думаю, есть. Блин, если Санвантер малой, сколько мне? Вообще крутая идея, жаль, что все культурно себя ведут. Было бы весело посмотреть на Overreact. Ну, слушай, у нас еще будет этот... Канеки, может, он даст эмоции. Окей. Эти вообще не школьники, база. Ну, пытаться пробивать их. Как будто каратка.
Кратко в Сигвальда. Но из плохого для Кэтбургера мало карт в сбросе будет. То есть в сбросе будет только кораблик. Это мало. Я бы каратил. Хотя каратка под кунта хорошо, лучше много. Ему пофиг. Ну, наверное, справедливо. Forest. there are insects everywhere here. As we can see, he doesn't choose to click it again, and I honestly don't blame him. Giving your opponent access to even more is a risk, but I am not surprised here. Так. It's only a 12-point game. Статы имеет. But with the availability of this Sigvold, Представляю, ты на турнире таком на рыцаря против Тусента, сивишь карту, пока черная кровь на столе. Я включаю сущат. Да, да, он 360 вот так вот прям. Я прям, That is a big gap that someone would have to get now. It's 31 points. I'm looking at it now. Yeah. With bleeding and vitality. Lots of things bounce either way. When would Catburger like to leave here? Well, Catburger's very happy already. He does have access, of course. He can play even the extra carryover if he has to with that hive mind. But you would ideally not spawn too many of them too early. The risk, of course, that you can end up blocking your perfect Witch's Sabbath later. It is the one thing that isn't going Catburger's way. He doesn't have access to it. Кратко остается, 2 карты есть. 2 карты мало. Мало. I need to leave and see what round 2 brings. Now, this matchup's going to be really, really spicy. Really. Whether he bleeds or not, obviously he has his Aneromancy here. He's happy. He's found the Acid Spit as well. He will probably, I would expect Catburger here will go for a soft push to feel out what's available, to see if he can then go for that 2 a little bit later. If he straight out plays this Witch's Sabbath, which is a possibility, he really is going in hard for this because he needs to get everything out of his opponent. But a lot of those big cards are missing on the other side. No sign of the Draco Turtle at all here on the other side. No, or Svalbard. Or Svalbard, yeah. Yeah, the big hitters. I'm not really sure how Samvanta will therefore defend the bleed. Of course, we have the Надо тратить тычку, я не знаю, почему он начал с этой карты. Вроде с английской озвучкой, типа того. Ну, карт вроде может убить его. Смотрим. Нет? Эх. Я бы хотел 3 дэмэджа с карт роллья, было бы прикольно. Там есть карта, которая на 3 бьет. Топорщик. Нет. Там было рисковать, мне кажется, с Лавантеру. And switching over the engine, he doesn't have to think about it now. Definitely makes sense. But what I was thinking is that both of the locations that Samvanta now has have resilience, which is something that kind of lets you play them out in round 2, and you're like, okay, I can have them on board. I know Будем призывать. Until round 3, so those could be the potential sources of points for Samvanta, right? They could be if he can make it through this round. That's definitely дают жару. Пока не дают жару. I think Caretrolled may survive approximately 0.3 seconds before it gets delete waved out of existence. It would certainly be my target in this matchup. I'm not sure if I wouldn't be keeping something for Svalbard later. I think you get most of his value straight away, maybe. But we'll see. Catburger now is making a decision as he looks how far does he want to go is kind of going to depend on when he's forced out. The longer this goes, the better he is going to, or the more happy he will be, I would imagine. Что для карт роллья? Кнут одна из лучших целей, на самом деле. Окей, появилась карта под шабаш, но будет ли он это делать? Вопрос. Catburger is happy to commit these because he hasn't played yet, I believe, and there's still plenty cards for him that are his big plays. Yeah. Sabbath hasn't been played, so that's all waiting. Ну, в идеале хотя бы один защитник и 2 инсектоида. Могут 3 инсектоида вылезти. Вот такое. Такое себе. It's being summoned, it's not being spawned or usable, so we can't. Десятку, думаю, просто поставить на стол.
the value. We do see that care troll has come down. The great sword is a great choice. Он не жилец. Will we see it deleted? We'll see. The both of the locations are down now. Сейчас призыв идет. Samvanta is not looking very happy about how this round is going for him. So far, but he is still in reach. Yes. The point gaps Эмоции китайцы, конечно, такие интересные. Странный эмоционал. And like it took Ну, Жару действительно отдал туда, окей. Actually, that wasn't that fast. Catburger Жару отдал. thinking about it and decided that location needs to go. Now that's a really interesting moment and an interesting choice. Двимочки бесполезные. Да, там две двимочки. I was about to say it gives Catburger a really difficult situation. Окей. Все, пошла душка. Надеяться на защитника. Сюда, легко. О, семерка не туда, конечно, зареспавнилась, но... Окей. Удар вообще для меня непонятен был. Окей. А, нет, нормально, нормально. Нормально, правильно. Обоих надо обратить. Чтобы их не съело этот... Так почему на второго? Ну ладно. Чтобы свальблот лишние разы не ударял. Скорее всего, скоро будет свальблот. Уже вот-вот прям. Можно ворожей отдать. Офигеть, защитника. Целый ход отдается. Ты становится пятеркой. Пам-пам. Пам. Минус движок. Завод как будто минус играет. Ну пока да, но потом-то нет. Броня, Сигвальд, отхилится пятерка. Да не, плюс. Мечик отхилится. Он его убивает. Ну, он считает, тут большие шансы, как будто бы. Нет, только жагнится. Жаль, Жак женится. I'm not sure what they're bringing back, but they keep doing it. Well, I'm pretty sure if he does it this time round, it will definitely be for the Knut. The charges that were stored up here on that Stalker, exactly the reason you mentioned it earlier, it's such a key card for this list, that it allows you that removal, even if you're not going for the glass. Так я думаю, ну слушай, не факт. Hold those charges, provided, of course, you are taller than the unit, you have Predator in nature. Димочка ход на 4. Really, really valuable. But we can see Samvanta here. Он не ресвальблот сразу. Is he going to have to a Neuromancy, or where is he going with this right now? And we're seeing a pick on the Sigwald from the totem. And a rope. Так, призывает. So intense in ну да. Like this, I'm like, please play. But it is the nude in the end, and Samvanta не пробивает. He does. Не обращает. Окей, свальблот. Просто... Что он будет потом делать с Санвантер? У него уже вообще винконов не осталось. Что будет делать с Санвантер? Винконов нет. Винконов нет. Дракопаха под жрецом. Он может засейвить? А, он может засейвить его. Он может засейвить свальблода. Свальблод сыграет ли в коротком? Он точно все посчитал. To catch up, because Samvanta doesn't want to commit another card. Which makes perfect sense. And those two leader charges were effective. Инкуб слабый. Инкуб уже ничего не понимает. Сейчас Инкуб может двимочку поднять. А в Ерченко это будет минус. О, свальблот. Хороший заход у обоих. Лас ход за инсектоидами. Надо как будто выиграл. Очень на равных будет. Очень плотная будет. Ну, много голды не найдено, офигеть.
Фига голды не найдено. Здесь все найдено. Дракопаха под карты. Под лидерку, под пацана. Как будто бы у кто-то больше шансов, надо смотреть. Под лидеркой ластход. It's a really bad target for Catburger on this side because he can't acid spit it right now because of course the last thing he wants is the acid spit spreading to that. It will actually give value. He doesn't have enough here to take the turtle out. So that's what we're going to see. А чё он отыгрывает? Он хочет его завалить? And the turtle and totem are an amazing combo. Yeah. I'm curious if we're just gonna see as many points as possible, but Samvanta decides to keep it, waiting possibly for the Swallblood ticks later. Yes, quite possibly. It makes sense. He's just Хорошее попадание. Right now he's trying to think. If I take any of the armor, I could отыгрывает от плевка. Плевок псевдо, вот вместо плевка паразитик бы стоял. Псевдо. Makes sense. Just playing it safe, feeling the waters. Свальблот. Ну, вроде бы Санвантер здесь победил. I wouldn't be surprised to see it return straight away here, though, from Catburger, potentially bringing it back with the Incubus, because if he can get the extra value, double, or again, even triple Glusty's value with all of those consumed units, we will see. But what you definitely don't want to see Catburger is spawning more units that could potentially die to Swallblood. Враном. So that makes sense as well. Ну да. And this is going to be so close here. Ну все, ход на 10 плюс надо нафига ход, на дофигища. And I think it will be at least another one with Swallblood right here. And that makes sense. Очень много. Samvanta decides to use the leader. And again. And again. Фига на двимочку. Ну ладно. Kaboom, boom. The Swallblood does what it does best, and that is points. А тут вообще никак не догнать. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15. Да. Блин, еще и в минус играет. Ну, еще и в минус играл ему. Короче, плевок проиграл, ребят, без шуток. Плевок очень плохо сыграл. С плохого мы будем еще смотреть на Арахну. И, видимо, она будет следующей. Samvanta decides he did a really good job of resisting that bleed, I think. Yeah, he did. I think actually playing and showing your hand to the opponent saying, I actually don't have much by playing the Dwim was really interesting, because then Catburger committed a lot in that round too, and maybe he wouldn't have. If, да, без каратки Ольгер, это, кстати, факт. Там не нашел много. Ideally, it's a really awkward matchup. One of the worst matchup in this series for Catburger playing into that. He was always worried about it. But it's now gone. That Skellige list is now not a risk. It is through. It is 1-0 Samvanta, and Catburger will, of course, now flip to the other coin. What will that mean? Well, I think we might get to see some Skoyatel. Финал турнира? Нет, пока четвертьфинала. Энти, приветствую. Карта Нильфгарский значок? Подозрительно. I can see that, and then Catburger has the Skoyatel, so I think Catburger may try to use that to defend against such a list, because the monsters, I think it will be exclusively blue coin. I might be wrong. Грустно немного, что это последний официальный турнир, будто игра покидает мое сердце. Не знаю. Для меня это такое. Для меня даже, наверное, это какое-то облегчение. Турниры очень душноватые были. Вот. И будут еще неофициальные турниры. Возможно, же их постримим. Но что-то окончательно что-то начинается. Catburger at all, and I can't wait to see what's the second matchup gonna be. I know.
You know, when we're waiting for these players to get ready, whenever we cast, in my head, they're picking the Ghost Masters. Это вы не принимайте, это близко к сердцу. I know it's not true, but in my head, I'm like, oh, do I want to be Siri? Do I want to be Yennefer? I think it might not be that decision that's keeping them up. I think it'll now be a choice of, right, I'm 1-0 down, how do I recover from this position? And which of my decks, not just am I taking, but is my opponent taking? Because it's really... One of my favourite things about Conquest Best of 5 Gwent is that coin argument. Oh, okay, we do see the game too. Окей, серп против белок. We do see Squirtle from Catburger. And we're seeing... Ну, шансы неплохие у Санвантера здесь. That's right. Okay, let's have a look at these mulligans. Хорошо нашел. Как бургер очень хороший заход. Я думаю, он оставляет. Белка убирает. Белка не сыграет. Нормально. And even the other thinning, which is really good for him. Жрица уходит. Добирается еще один бричок. Можно вообще вниз колоду положить. Нистовый сразу идет, ровно убивает Родоведа. Быстро прям играют ребята. А Оску добирает, это интересно. Pretty sure that he doesn't want to see that round. I think that's fair as we see both. He's managed to get their both thinnings on the Siege Masters, which is really nice. Здесь подкрепление так сильно не нужно. As we mentioned when we were talking about the decks, round control is very important for this. Ровно. Will it end up being enough? Well, и опять убивает. Этого не отыграть было. The less seen Cat Witcher Saboteur prior to this list's existence. It was my least favorite Cat Witcher. But you know what? It's doing a good job here. It works really well, because like you've said before, this is a movement leader, but not really movement. But Cat Witcher Saboteur gives you the precise control of how much things move, how much they get damaged. Ставит карту, сразу ее расчехляет из-за контроля. В нее летит... Аж умирает. Было очевидно. Ну и очевидно, что роляет. Роляет среднюю карту, убивает двоечку. Это было опрометчиво, надо было прожимать, я думаю. Дропсы в закрепе. Himself in range here. The bleeding, of course, he's not going anywhere. Catburger right now, his hand looking pretty nice, constantly keeping himself ahead and forcing Sanvanta to remain here. Is he going to end up getting the Sunset Wanderers? That's going to be interesting in this round if he can find those points. That's why I was just thinking, because being Sanvanta, you want to get the maximum amount of points possible on the Sunset Wanderers. Вот здесь как будто ранфили жрицы не так могут долго играть, как та же преданная колода. Либо все отдавать, либо искать. So you kind of need to keep another thing in mind when deciding what you play next. Very much so. As we see, he is deciding here, and that's the leader once again coming in to bring yet another engine. Пускай картон стола дать ходячих подснежнику и среда во втором. Их тоже надо искать будет. Им честным. Нажимает все. Жмякает. Так, и для... По-моему, только один приказ остался, если не ошибаюсь. Либо один, либо два приказа. Так, убивается. Ну, бафается Ширу. Which doesn't really, it's not a big part of this deck, but it can be a nice. Есть шанс уйти отсюда. Есть шанс отсюда уйти. Он уходит. Как будто бы Кэтбургер мог не выпускать его. Мог дальше играть. Затем прокачал колесницу, а не Ширу. Максон, ну Максон, да, окей. Смотрим. We did watch Catburger though, he won his round one last time, and the bleed didn't go his way. How will it look this time? Let's have a look at the hand. So, так, подснежка найдена, отлично. А там бричок. Бричок сразу уходит, жрица уходит. Колесница. Он знает, что у него... А, он, по-моему, не мешал. Он не мешал, да, колоду. Он знает, что наверху.
Дениска. Oh, that's a huge pull. He manages to find the Dennis here, which gives him the opportunity to really go in on this side. Может быть блок, может быть блок. И перетемповывает в итоге. Домик. Домик в демедж. Руну мага надо отдавать, ничего не хватает. Все равно мага можно будет под снежку поставить. Маг может блок рольнуть. Биться королей. Выбираем сильнейшую руну. Ребят, сильнейшую выбираем руну. Самую сильную руну в игре. Ну, про игроки доказывают. Это не я, ребят, сказал. Это про игроки. Я не говорил. Ну, то есть... Ну, я не говорил, но... Он сам понял, что надо взять сильнейшую руну. Это не я говорил, ну вы поняли. Просто, ну... Сильнейшая руна в игре. По факту сильнейшая, да. Ну, он же взял ее, ну, очевидно, сильнейшая. Он же не мог брать слабейшую руну. Он взял сильнейшую руну. Сильнейший фракции. Думал, микрофон выключил. 80 чтобы дропс получить. 2 дня. 2 дня у нас есть. Так, он сразу выкручивается. Бац, бац, он будет пытаться сделать 2-0. Слушайте, в теории как будто это даже реалистично. Только есть такая тема. Как же там? Ритуал, вот. Как откроет звук на 0, может даже не держать ее открытой. Так, ты имеешь в виду вообще в принципе? Если что, сейчас дропсы выдают за любой просмотр, любой трансляции по Гвинту. Да, не только официально. Да. Это прям очень классно. И возможно будет читаться баллы, даже когда четвертьфиналы кончатся, и проекты офнутся, и не знаю, посмотрим. Так, добираемся. Добираем. Подснеженка и что-то крайне левое. Окей. Ну, ритуал теоретически сыграет. Ширу на 6, что ли? Что? Ой-ой-ой-ой. Так, ладно. 43% от 8 часов? Так это только вторая дуэль. Их еще 4 будет. А потом еще полуфинал и полуфинал и финал. Камон. Вступление долгое, конечно, еще. Не, ребят, вы че? Окей, уже ритуал играет. У меня уже? Так, у меня сколько? Ритуальчик, пока есть время, надо отдавать. У меня 38% от 8 часов. Ритуал отдал? Отдал. Ширу убьет тройки. Пока... не знаю. Отсмотреть. Если беру северную руну, движок ролять или скателей ради карьовера. Там движки были, а движки хочется заблокировать. Так что в таком коротком надо было нильфгардское. Более в колоде много бриков, там убийца королей или там, не знаю, ну что подрубить всегда тоже можно. Соглядатыш. Для третьего раунда, по третий раунд. Соглядатыш, убийца королей. Что еще? Без перерыва будет? Ну перерывы тут маленькие. Почти подряд идут. Перерывы это когда они разговаривают, а разговаривают они много. Так, показывают дэмэдж, 8, обилка, буст с 4, чет не чет. Так, дамаг на 8 и слабейший отряд до 10. Справедливо. Перетемповывает. Будто играть Кэтбургер до Талова, как будто бы да. Выглядит когда? Каратку в тренажку Дениса. Талантер дает все. И в теории он дает 2 жриц и Лузецкий. Может быть. Да. Да. Пытается 2-0 сделать. Слушайте, большие шансы у Кэтбургера. Очевидно, что Санвантер не... Ну, Санвантеру придется отдавать карты, понимаете? В чем прикол? А если он отдаст Роше, то Роше может отдать 2 жриц. А 2 жрицы — это единственные винконы. Смотрим.
Прям 2-0 полный. To force both cards out. I'm sure he does. I don't know how many charges are there. Let's see. Прям 2-0. Have 5 and 5 respectively, but they could be missed right now. He gets the combo. О, ну все. Все. В идеале хотя бы одна жрица, одна. 2 плохо, 2 луз. А тут прям самые худшие карты, ребят, пришли. 1-1. Жрицы подвели. Тир 1 колоду. Удачного стрима. Объясни, пожалуйста, что такое дроп и для чего они, какие награды будут. Рубашка и титул. Вот, дропсы на Твиче, ставишь такую галочку, и тебе на аккаунт начисляются дропс. Дропнут тебе ее, дропнут. Сбросит. Неудача. If Sanvanter does happen to find the priestess and also the Onia, we will be talking a different story. Покажи рубашку работягам. Блин, ну закреплена ссылка на эту рубашку. Сейчас не покажут, мне тяжко будет вести это. У меня полный фокус на эту трансляцию. Я показываю тут раз в 30 минут, поэтому. And well, so Scoia'tael is out because Scoia'tael for Sanvanter has been banned. Сколько стакана виски пить надо? Извини, только вода есть. Простите. Мы не люди не богатые. За здоровьем следим. Это прикольный кастер, да, очень атмосферно. Да, рубашка прикольная. And you were saying that these players had time to practice and scrim, obviously. Yes. And it's been longer than ever before because of the week of prep between the group stage and the playoff stage. Черный кровь нужно пить. Truly unique. And I wonder if, you know, when we're very. Просто very. I wonder if they'll mention it, and I wonder how. Просто very от Ленхарда. Maybe. I mean, it's something we can certainly, you know, I'd love to know about. So now Sanvanter. Хороший онлайн на Твиче. А я уж удивлен. He is now flipping. We might see his NR again, right? Because he's just tried to bring the Northern Realms through on blue coin. It hasn't worked. He's on red coin, but both of his lists here for me prefer going that way. And I knew they'd do this. О, я арахна на арахну. We wouldn't say a mirror of this, and yet here. Да, мирорчик. Ну, очень неинтересная дуэль, если честно. Реквизиторские значки они купили. Бужа выдал. Хотя вот такой стул, как у Ленхарда. Надо проверять, что под этим стулом. Только каминчика не хватает, да. Зима. Бой говна и мочи? Почему? Мочи и мочи. Одно и то же. Пока 1-1. Ну, шансы у того, кто на синий, больше чуть ли не в 2 раза. Хотел бы Ленхард. Миррор, миррор, миррор. Я тоже его ненавижу. Миррор худшее, что есть в игре. Заход у обоих хороший. Стоп, какой? Нету этой. Петбургера нет королевы. Санвантера заход лучше казался. Ой, блин. Петбургер не нашел карту, ребят. And that makes sense, but Catburger looked pretty happy with that being the case. And instead, Sanvanter drops his. Ух ты, про Ленхарда говорил? Нет, не помню. Слава богу. I'm very curious here now because this is tempting. Instead, he just weakens it and doesn't take the heatwave bait there. He feels that he's okay, he doesn't need to delete it, and we are going to see, I'm sure, a defender from Sanvanter now. Просто баффер, чтобы не убили эту карту. Там почему не защитников начал? По-сетски на равных. Там заход, да. Такой. Защитника поставить просто. Санвантеру. Чтоб было. Но будет Хавьерченко. Хавьерченко может быть сильный. Под призыв у Кэтбургера только одна карта. Просто постоять, а как иначе?
And Samvanta doesn't have the stratagem, which is the massive difference here, because he can't develop Тоже пас. quickly, and it ends up being a tie. Ну да, там заходы такие. Это неплохо. Зато быстрее закончится это. И ничья потом будет в третьем раунде, во втором. Хорошо. Ну, обоих плохие заходы. Не, у Санвантера лучше, просто Санвантер мало ресурсов не отдал. Не знал, что будет вот так вот. Не знал, что будет так быстро. Так, Анира на месте. Сверху все вообще отлично. Бурна теней нет, ничего она не зарешает. Бурна теней ушла. Так, открывается Санвантер. Так он с белки открывается. Нет? Хавьер же. Ой, блин, Хавьер сильный. I mean, it's a possibility, but there's plenty. Yeah, instead goes for the hive mind, trying to develop that. Is that? Сразу Хавьер, сразу. А белка полетит в... Ну, то же самое сделать, по сути. Хавьер не существует, верим. He's taken hive mind out. A Nero, well, there's no use getting rid of that. This is effectively the final round. Защитник. Это каратка. Что он не проходит по-другому. Удаляет карты, а Нейру удалил зачем-то. Лучше бы инсектоида удалял, ну ладно. Ладно, ну хотя нет, почему? Okay. On the plus side, though, you do need a unit in your opponent's graveyard in order to bring anything back for yourself. So right now, perhaps just leaving his options open. Он его доедает. Комментаторы говорят, мне стикнул челик. Я услышал. Он его тоже не доедает. Очень странный ход был. И он его теперь не убивает. Что они делают? Как же не хочется Санвантеру книжку отдавать? Просто нет, просто нет. Видимо, придется. А что с указом? Королева. Троечки. And that's the beauty of mirrors, because you, especially nearly exact mirrors, because you're trying to play the differently. Если ход зарешает, Кэтбургер выиграет. Ну, смотрим. In a strategy that maybe you didn't quite plan for, but like you said, these players would have tried, Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Спасибо за фоллоу. Герой. Ему надо расставляться. Надо доедать эту единичку, которую он не может бафнуть. Блин, ну почему? Почему не добьет ее? Я не понял, зачем он удалил Анейру. Подумать, что... Не знаю, может, Шабаш как-то верит. А тот уже раньше жальницу отдаст. Жальницу. Ну, смотрим. Логика рабочая. Фальбол до них обоих не хватает. And look, he who glusties first may well glusty the best in this situation. Glusty's last. Yeah, exactly. Because the second one may just not find the value it's looking for. Yeah, that is definitely another moment in this mirror that is, at least for me, a nail biter. And I keep looking at that squirrel that someone has like, what's happening with that squirrel? Are we ever gonna see you play? Это мое любимое слово, я только его знаю на английском. На французском больше слов знаю, чем... Так, и он наконец-то доедает. Так, книжка хороша будет.
in order to fix Да, these трудней. stalkers. I heard the rope timer hit. Wow, that was really to the second. That was really close. Ну, какая связь между шабашем и Анери, сбросив в своем раунде? Ну я это и говорю, что шабаш как бы может... Нет, то, что он может идра поднять. Вот. Что он может идра поднять тому и этому и себе карту поднять. Ну, короче, не знаю. Никто не будет играть в шабаш. Так, ну ему надо есть четверку. Он прожмет разик. Надо. Ну, ты веришь, что он не бафнет ее? Спасибо. Сейчас жальница от Санвантера. Губа такая. Будет жестко. Кстати говоря, будет жестко. В теории это может быть. Это белка. Имбы. Борьба, ребят. Думаем. Споры хорошие, да? Надо споры похуже. Еще одну, чтобы единичка сделать. Севда. Две даст. Две даст. Да? Нет. It is literally a past tome at this point. Yeah. So, Cat Burger, one more kicking more stalker, Glusty, Spores, those are some big cards that need to be on the board quickly. Кикимору это надо было убивать, мне кажется. You'd be giving your opponent back a Kikimor Stalker, which may be the decision, may take that. He goes, oh, it gets так, указ. Королеву может? Нет. Just another stalker. Споры отдаются. Не знаю. Вот он решает убивать. Я считаю, что это правильно. Все, у Санвантера просто не будет ни одного движка. Он все... Ладно. Как же они их не убивают? Как же они их щадят, этих сталкеров? Они оба хотят схавать их через жагницу, я не знаю. Ну, от инкуба, может, отыгрывает, уже бы инкуб... Нет, там же есть уже. Не знаю. Да и Хавьер. Так, хорошо. Очень сильно. Все? Теперь огромный шанс у него. Ну вот, тот самый плей, где можно было схавать все карты. Вот он и сделал, да, это. Ну, и, видимо, Санвантер выиграл теперь. Споры были отданы, причем отданы тупо. Очень тупо. Ну все, там вообще винконов нет. Типа Санвантер отдал споры. Нет, может, Санвантер не давал споры. Что же... Фига он отдал споры. Короче, да. ГГшечка. Тупо на одном ходу. Вин. Ну все, уже никак. Он знает, что там нет контроля, он знает колоду оппонента. Конечно же, этим злоупотребляет. Спасибо за фоллоу. Я сам себя переиграл, но это вот надо было аккуратно. Кто первый жагницу поставит, тот выиграет. Так и случилось. Случилось. Нерматив королеву какую-нибудь. And someone could have also been thinking, well, I need to spore something, and that something could have been Glusty, even with the one drone on the board, but
Туда летят споры, и смотрим, не должно хватить. Должно. Будто Санвантер забирает на пару поинтов. На поинта 3, 5. Смотрим. А белки надо стучать. Ребят, по-моему, нет. По-моему, китаец выиграл. Неправильно немножко потратил тики, мог еще по белке пострелять. Ладно, он бы ее не схавал. Какая фигня. Надо тут вообще не прочитать. Да, выкрутился. Но споры отдавать все равно была ошибка. Споры отдавать была ошибка лютая. Жесть, да? Консистент говорили они, да. Что у них в голове? Арахна. And therefore, Sanvanta could try and take the monsters list again on blue. Because, like you said, that's its coin of choice. Not sure it's again. Два движка, которые можно было тоже, кстати, убить. Каждый. Он их оставил живых. So that gives you a little more control, actually, as the player that's losing currently, because you can plan. Ну как это прочитать, как это предугадать? Yeah, exactly. You don't have to play games with your opponent anymore. The problem for Sanvanta here is he does have a choice, but it's not which is best, it's which is worse almost on the opposite coin. Ideally, he would love to have blue coin twice here, so it's going to be what has the best chance of beating this on its bad coin. I think we'll actually see Northern Realms right now, because I think that Arrakis list next, if he can make it to a game 5, might be his best chance. Матчи победил китаец. Ничего нового. That Arrakis mirror was fantastic because it was absolutely different to every game I've ever played with it. It wasn't really what you expect, right? Сколько Бисти будет показывать? Не будут. Она с мистером Бистом в Японию поехала. PewDiePie. Так что не сегодня. Не сегодня. Бисти сегодня не покажет. Of it's poison, it's bounty, it's red coin. Now it's an incredible list. His opponent. Смотрим дальше. Арахна против палки. Палки большие шансы, ребят. Палки огромные шансы. Заход. Так, плотву сейвим, плотву не мулиганим, ребят, плотву сейвим до Талова. Плотва в руке должна быть, это помним. Мистер Бист будет турик комментировать, посмотрим. Пригласим, позовем. Плотва в руке, база. Подожди, по нахождению что? Не очень по нахождению. Очень не очень по нахождению. Блин. Он вот крафтит защитников. Чем плотва в руке, ребята? Плотва в руке — это база. Это мы уже видели, это мы уже слышали. Плотва в руке должна быть. На всех турнирах так было. Самое смешное, когда 2-0 человека с плотвой в руке, и он потом плотвой ходил после этой карты. Знакомое поле, да. How many poisons do we have in the hand? So far. One of the bounty and the poison are there, and it's a really nice time to get. Ну, к сожалению, Санвантер должен это есть. Он все это хавает. А если Санвантер, получается, выигрывает, то будут жрицы против палки, да? Накер палка против Ренфри жриц. Вообще спорно, хрен знает, что там победит. Вообще не знаю. Палка за 2-0 выбьет ресурсы, может ли такое быть? Как будто бы нет. Ладно, пока не стоит задумываться, надо это закончить. Кстати, у меня, получается, предикты не работают. Я в этой дуэли поставил на Санвантера 3-1.
Уже не так. Уже не то. It does give the coins though, right? It gives the coin, because now we can see the cat burger is on 9. Yeah, it's not a pocket full of sunshine, but it's a pocket full of... Можно, кстати, 2 яда сразу сделать. Well, the pocket's a little too small for what cat burger. Либо награду за голову. So it's only 9 as always. Кинуть туда яд, ядом добить. А почему это? Ты же по броне лупишь. Ошибка. А, даже так. Нет. Чем он столько дэмэджа по броне? Не знаю, странно для меня. Он лишние монеты получил. Что они делают? Что они делают? Он лишние монеты получил. Он же мог ядами добить. Он бы не бил по броне. Не бил по броне. И... То есть надо было клевету давать, а не истерию. Либо яда давать. Клевета, яд с руки, яд от ассасина. Окей. Яд защитника такой себе? То есть обить его в рукопашку лучше? То есть он с книжки берет клевету, яд через ассасина, который 4 силы, и от руки второй яд. Чем это хуже? Донат Артур лутал же? Ну какие-то. Вроде официально нет. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Немного подписок на Twitch. Спасибо большое. И добро пожаловать. Ну, смотрим. Латва мулиганится, он понимает, что его будет душить. Так, а Матахури добирает кого? Цири либо Морала, либо Игнатия. Игнатий почти не прокачан. Вначале собирался дать раунд, походу. Ну, наверное. А как Трудней по-другому победить здесь? Эти карты неплохие, да, в сбросе лежат? Очень даже. Свечка ставится за упокой. Коротко. Он посмеялся почему-то. Как будто можно отдать... Вот он будет призывать уже. Спасибо за фоллоу. Вот он, герой! Герой. Вас защитника это прям много. Яд раз, яд два, яд 3, яд 4. Но он может пройти защитников. Тяжко ему будет, ребят. Тяжко будет проходить защитников. Он пока их кое-как там потрошит, полгода пройдет. Накер неплохо может их пройти. Да, тяжко прям там. Сегодня тычку надо дать. Дрова дубовые надо валить. Хотя бы их. Он валит их. Чего? Ну, окей. Да, наверное, окей, наверное, правильно. Наверное, правильно. У него было больше ядов. Бьет по броне. Палит Менге. Вилли. Ну, палку, наверное, даже отдаст. Может дать палку, может. Yeah, and we just see the take after not quite enough coins for Cat Burger here to fully remove it. Центряги не отыгрываем. Yeah, so make sure you make use of that and keep an eye on everything that's happening. Ну, дрова дубовые валятся. Meanwhile, we just see Sandvat, you know, growing the Kikimore Stalkers, kind of just trying to set up the board and set up even more defense. Хорошо, 3 защитника. Он съел королеву. Дал много поинтов, но защитник второй, это очень много. Ты же убивал.
final leader charge as well. Is he now going to use these charges to start Окей. removing those spenders? Странно, ладно. Even the bounty engine here. Добей ты уже дрова дубовые. Или он бур хочет? Он калиба хочет? Окей. Наверное, справедливо. 3 защитника на столе. Что-то как-то палки прям больно. 2-2? Ну, выглядит как 2-2. Но мы еще накера не видели. Так что... Ядик в другой отряд. Этот добиваем. Это уже нормально. Ядик сразу... Да. Игнатий уже на 18, ребят. Уже 8-монашка. Если про блогера большие проблемы? Да нет, наверное. Да нет, почему? Ну, есть чем играть. Да, Golden Necker скоро будет. Нетов не наград за голову? Так у него накер, указ, матахури, камон. Какие-то накеров в коротком играть будет нечем. Ну да, только Игнатий. Там в идеале Игнатия добрать через мату. Там матахури, либо там Игнатий, либо кто? Либо Цири, либо Морал. Тяжко. Да, тут, по-моему, уже точно тяжко. Дрова доедаем. Причем я бы, наверное, убил ядовитую девушку, а потом дрова дубовые доел. Так, а что наверху? Ой, нет, Игнатий, это плохо. Это очень плохо. Это, по сути, один из немногих винконов, который был. Это отвратительный ролл. Так, очищать есть кого? По-моему, не было. Да. Просто ядик. 2 яда. Раз яд. 2 яд, а денег нет. Палка вин? А чем? Какие винконы? Паразит кидается, можно доесть уже тогда ядовитую девушку. Что он делает? А, окей, да. Нет, подожди, зачем? О, почему этот другой ряд нельзя было, да? Так, окей, доедает дрова, хорошо. Палка вин где? Я тоже не понимаю. Где тут палка вин? Дизель разве что. Ну, палку он не отдавал, то есть палка там бьет на очень хорошо. Палка нормально бьет. Когда? О, показали. Только говорю, 9. Ты только хотел узнать, вот показали. Прям нейронка. 9. На 9 бьет палка. Еще один защитник остался. Ну, матахури. Так, здесь, ну, убивать туда шестеру. Ядом. А, подожди, а зачем он ударил его? А, им хватает, блин, логично. Все, давай шестеру валим. И добиваем лысого. Да что ты делаешь, почему? Хотя если... Блин, я не знаю, все, короче. Ливаем. Ядов он не боится почему-то. Ну, там нет монет, мы знаем, но я боялся бы ядов. Он в себя идет. Если матахури, то она продляет игру с инвантером. Отлично. Споры и Цири. Там либо Морал, либо Цири. Цири, наверное, лучше. Вот сейчас именно. Currently not doing a great deal. Typically against Syndicate and Spenders it might do, but not this list. There is no Vice here. It's all about poison. It's all about Fist Tech. I'd argue that's a Vice, but we'll move on. Споры чуть на 0. Споры плохие. Там много могло карт разных прийти, но пришли споры.
like you said, not really here. Блин, все хорошие карты были. Sam Ну, белка плохая, да? Do you want to glusty here? Do you really? If I'm Sam Vanter right now, I'm trying to set up as many Спор на 2, да. value ones on the other side of the board. The risk, of course, is losing your own defender. He's trying to get all of these charges here. Is he going to use them to remove one? А раз нельзя вырубить? Ну, кому-то интересно послушать, что они говорят. Is he going to use it to perhaps drop Roach down to 1? At the moment, he's just holding off. Причем мы часто слушаем, что говорят победители там. Боже, что говорит. Мне нравится голос Леонхарда, ну как так? Так, убивается. Вран. Цири, можно дрова поставить. Цири. То есть вообще ноль возможности, что там может быть ворожей. Какой бы сейчас ворожей был хороший. Может ли он отдать прямо сейчас шестеру? Как будто бы может. Там прям движки работают, просто движкуют. Цири, скорее всего, захавает. Ха! Он же Цири сейчас съест, ребят. Нет, он делает единички. Он 2-0 будет. The defender is going to be in the way of this, and you can see the panic there. That is a ton of points right now. Ну, вот вроде бы и все. Does have some toll removal. Does he have enough to get through the defender first and do it again? Окей, двойной яд. Морал, 100% морал. Других карт нет. Morale is still sat there with a royal decree available, so he does have 2 sets of poison in effectively 2 turns. If I'm Sam Vanter, I'm gone here. Он уже, подожди, он никак не может, у него только 3 яда. Нет, 4. 4 ядов нет. Морал дает 2 яда, 1 переносится. Ну да, все. Вот и все. Это, кстати, не просто спор на 2, на самом деле они намного больше ходят. Намного больше. Он и добивает даже ее. Ну, короче, да. ГГшечка. То есть в идеале, если бы там были просто 2 яда. Там нет 2 ядов. Там дрова дубовые. Да, споры суют трутня, дают заряд. То есть споры ходят не на 2, а там на 4, на 5, на 6. Какой счет на экране? Никто не выигрывает, кроме него. Yeah, I think it has to be the morale still, but he doesn't have enough value unless he hasn't got the coins even to get through the defender organically. So he will use morale to clear this up, but I don't think it's going to be enough here with these extra coins unless my maths is suspiciously off. And that has happened before. That's so true. Let's, we need to watch what happens all the way, but you were right. Ну да. 2-2 получается. Трутни против... подожди. Палка против Ренфри жриц. Да. Ну, я не знаю. Вообще. Because if he doesn't do it, the double poison does force a round 3. Those 2 points made it a target, made it possible to be cleaned with the stalkers, and that just meant that, it's 2-2. You were right. We definitely don't get to see 3 zeros here. Палка может пройти жриц. Так, точно так же, как и жрицы палку, потому что... Я не знаю. Ну, палки нечем выпушить второй раунд. Если второй раунд будет отдан. Первый раунд будет отдан жрицами. Палки нечем пушить. Чем она будет пушить? Накером? Жрицы как будто могут догнать. Какой счет я не ставил? Я 3-1 Санвантер. Также. Тоже 3-1 Санвантер. Плакал мой новый скин, да-да-да. С первым я угадал прям точно. А тут я вот ошибся. Пока 2-2. Ну, предугадать, например, нереально. Самый частый счет в четвертьфиналах были 3-1. Это факт. В финалах тоже, по-моему, 3-1. Самый частый счет.
and had a chance there. Decided to just wait and wait and wait. Харкут не такой деревянный, как в Шенмире. В эмоциях. Но он самый, наверное, эмоциональный из зарубежки. Эмоциональный, наверное, только этот Машкрафт. Потому что жриц мало контроля, поэтому движки спокойно все прочистят. Но это еще и Ренфри. Ну, как будто да. Как будто все-таки палка... А кто на синий будет? На синий будет Ренфри. Жрица. Что вообще какая-то хрень намечается? Ну, смотрим. Просто комментить приятно, а в Шенмире просто в Шенмире. А, подожди, палка на синий. А, да, логично, палка на красной была сверху. Смотрим. Заходы. Заход хороший у палки. У жриц дефолт. О, плотва. Не сейвится. Хочется темпа в первом. Лысая дается. Сири получается. Странный муллиган от Хедбургер. Рашид сейвим. Ну, в идеале... И переместите кровоток ему дать. Лайкосик поставил. Спасибо большое, Юрий. Лайки признателен. Лайком. Да, он надает тик один. Допустим, он добирает блок или лысого. И убирает одну баллисту. Ведьмака может убрать? Брал Ведьмака. Окей. Разовая чисточка приходит, а она убивается. Отлично. Минус палка. Минус палка. Вот, кстати, палки вообще неприятная эта карта была. Очень неприятно. Хедбургер прям будет забирать. Он будет бороться. Надо забирать раунд. Ну, вот то, как я и говорил, он будет, видимо, ну, 2-0. Палка будет 2-0, и это выглядит как смешно, как шутка, но может быть. Теория это выигрывает игру. Лантер нашел карты, он нашел как минимум подснеженку. Снеженка дает хороший темп. Хороший буст. Кэтбургера еще нет этого. Дров дубовых. Сколько матчей сегодня? 4 пары. Это вторая. То есть сейчас они доигрывают, и будет примерно 4 часа. То есть еще 4 часа будет стримить. И примерно. Очень долго, очень поздно. Завтра полуфинал и финал, да. Это 3 матча. И обычно они шли примерно столько же по времени, потому что показывали новые карты, или там что-то какие-то новые инсайды говорили, но... Как вы понимаете. Хотя, может быть, долго и будет, потому что кому-то прощения, может, разработчики попрощаются. Третье место нет, третьего места нет. Или есть, нет, нету. Нету, не было никогда. Новая карта покажет, да? That's a lot of leader abilities from Syndicate early on, but the beauty of this one is that it keeps coming back. So that is okay for Catburger. Meanwhile, Sambanter playing the rune mage, making sure that he has the choices for Renfrey later. I see Nilfgaard again. Yeah, and he's very happy with this, or it looks like it. He is waiting Что может сделать? Мало что. Подруинить чем? Куда проще этого взять? Пацана. Кого? Просто ему бур затасовал? Ладно. Наверх деки бур. Оставим следующие игры, где посмотреть. Можно в Discord сервере. Или на официальной странице Гвинта. Gwent Masters, который... Если Матахури-то руинит,
Матахури-то тут хороша. Okay, so the way that's just gone there, drawing Очень хорошо. priestess for your opponent, especially when they're playing sunset. Слушайте, Матахури. Already terrible. Матахури может что-нибудь придумать тут. One leader charge left here, Sanvanta, which puts him in a spot where he has to grab, and I'm assuming now we're going to see Radovid as the choice of card here to give himself an additional set of leader abilities and extend this round. Играется жрица. Longer Vernon Roche could go away, the Onia could go away, whatever he Родовед. decides here. Прожимается, догоняется. Неплохо. Можно, да, назначить и клеветой убить. Нет, не клевета, а серии. Очень хорошо. Ну окей, Накер в руке. Цири есть. Игнатий как финишер. В принципе, у Кэтбургера есть шанс сделать 2-0. Есть шанс такие. Просто ему надо статы во втором, коротком. Кофе-брейк закончился, я погнал дальше работать. Приятного просмотра. Всем тебе, Дэн. Спасибо большое. Удачи тебе. Удачи к тебе. Тоже бы на самом деле кофе-брейк сделать себе. Is he going to give up that round control in deference to not being able to deal with Caleb Menga? No, he's not. Так, подснеженка, хорошо. Надо карты хорошие. Не то... Ну, пойдет прокрутка. Но сейчас стоит отдавать в этом раунде. Они оба борются. Хорошо. Никакая колода синдиката проще для освоения. Я хочу освоить ее, но никак не могу подступиться к ней. Не знаю, с чего начать. А Херонтия, наверное, самая простая сейчас. Может, дети огня, но их надо бафать. Вот мы этим занимаемся. Дети огня Херонтия, но дети огня слабенькие. Кто еще в турнире? Миамон, китаец, чей никнейм я не переведу. Канеки, Пайбол и Макпай прошел. Да, вот синдикаты не простых полот, но если выбираем из них, то, наверное, вот Херонтия и Дети огня. Из играбельных. Играбельные, простые из синдиката. Так, ну статы вроде имеет. Так. Минус карта. Он мог лидерку отдать, наверное. Почему не отдал лидерку? Какой-то странный ход. Мне не нравится. Мне не нравится. Из СНГ есть кто-то, ну хотя бы кто по-русски говорит. Макпай и Санвантер. Но они Санвантер не из СНГ, из бывшего СНГ. Правильнее, да? И даже здесь он говорил по-русски. I will play, and I will play. Grabs himself an Istrid, which is a really nice paired combo. Fully expect to see the Onia disappear and the Renfri's gang jump out Ой, to really попадание. the additional gap between these two. По-сетски, что ли? Нет, накерок. Сюда. Указ неплох, пойдет. Только что брать. Морала. Свечка имбы. Ну, в башню. А, подснежка, да. Удар. Баф. Баф. Ну и можно нажать челика. А челика надо нажимать, челика, микрочелика. Спендер есть. Окей. Ни слова по-русски. Call of Duty. Ну, Санвантер может играть. Он может поставить Истрада. Или Ренфри. Ну, Ренфри пока не хочется, да? Истрад есть, Истрад рабочий. Истрад, потом Ренфри. То есть можно играть, смулиганить идущих. Очень много Кэтбургер отдал. Но есть еще Игнатий, который сходит на большие поинты. Будет хреново. Ренфриатина. Смотрим. Покажет? Не покажет. Не покажет.
Покажет? Не покажет. Видите, что там в итоге имеем мы? 8 дэмэджа и что? Что еще? Припасе на 4 усиления. 8 дэмэджа, 6 дэмэджа. 6 дэмэджа и припасе 4 усиления. Окей, тут уже никак не догнать, просто невозможно. Ну все. То есть если Игнатия отдавать, то вообще уже никак не выиграть. 4 еще усиления. Кстати, при этом он обилку выбрал правильно, потому что у него Матахури же выкрутила карту. Идущий прям Люгань теряет поинты, зато они выйдут сейчас. Как будто бы Санвантер может немножко подпушить. Там ведьмаками. Пару осад поставить, и жрицы в руку не приходят. Игнатий уходится. Истрет. Ну, по-моему, да. Санвантер тут забирает. Ведьмачок. То есть он играть может долго, он играет. Девочки вообще не прокачанные, кстати. Боже, как ему не везет. Где девочки? Девочки без бафов. Девочки без бафов работают. Они просто не идут в руку. Все, первая бафнута. Хотя бы одна бафнута, ребят. Одна бафнута на 3, она троечка. Другая не бафнута. Так. Ведьмака можно еще поставить. Можете найти. Может подождать. Зачем ему ждать? 3 карты убирает. 2 карты смотрит. Ну, может пасануть. Ин, приветствую. Темно у вас на фоне стало? Да, все такая атмосфера. Смотрим. Нет, и... Эх, неудача. Тяжко будет. Жрицы без бафа — это тяжко. Guaranteeing they would have found a shuffle back for the Vernon Roche. Hasn't done that here. And now this is. Да, видимо, как будто стоило оставить в третьем, чтобы точно добрать. Хорошо бы сыграл. Ой, Ведьмака мисплей. Я не думаю, что это повлияет на победу-поражение Санвантера. Я думаю, что он тут выигрывает, но... Как будто бы да. Муста, привет. Так, ядики точно остаются, я думаю. Где статуи получить? Нет, ядики уходят. Игнатий вернулся на родину. Ой, я бы 2 яда оставлял. Я набираю 2 яда. 2 дров. А, у него же ласкот. Первый ход, вернее, сори. Яда не надо. Опа! Сразу 2 жрицы. Жрицу он бафнет. И он их никак не трогает. Все. Победа. Они, правда, на 5 всего лишь. Он их никак не может тронуть. Он знает колоду оппонента. Он знает колоду оппонента, ребят. Он знает. Победа. Победа жриц. Коляска, 3 дамит. Все, Кэтбургер уже все понял. Но, справедливости ради, они бьют нам очень мало. То есть 1 коляска умрет. Только 1 коляска умрет. Редамса дает. Окей.
Не стоит трогать. Лучше коляски. Еще есть пас на 4. Зачем? Окей. Что? Что только что было? Окей. Не понял, что только что было. Вам статцы потерял. Бургер. And wow, he is staring down the barrel of this, and you can see Sambanta starting to breathe, starting to think this could be his. По кровотоке давать. Дисконнект. Is there a player disconnect? No, it's okay. Он подумал, это бог есть. Дисконнект. Бог существует. And he's clicking the whole way down here. I don't think it's going to be enough, though. Как же он кликает, как же он кликает. Туда, дальше, дальше. 6 мало, надо 7. Нет. Ну и все. 6 плюс 11. И плюс пас 4. Садвантер забрал. 3-2. 3-2. Ну, говорить он тоже, наверное, на русском будет. Или не будет. Потная, потная. Ну там никак по-другому палка не могла забрать бы. Как по-другому могла палка забрать? Куба доволен, да. Not perfect all the way through in that final game, but immaculate at the end. The traveling priestess, she traveled when she needed to. You know, we were like, oh, maybe it's not enough little chances, but it ended up being just enough. Карта даже личик рад. С Садвантером у меня была какая-то тактика, я придерживался. Все хорошо у него. Вполне хорошо отыграл. Ну, по-другому там как будто бы и никак. Как будто бы и никак. Правда, правда. Такие случаи надо Кракштейна тягать. Ну, да, Кракштейна намного сильнее, чем этот. Как его зовут-то? Как зовут его? Курт? Очистка охотника за колдуньями. Да, намного лучше Кракштейн. Ну, вот он бы выиграл. Кракштейн бы выиграл. Ну, так бы... Если бы был бы Кракштейн, то Садвантер по-другому бы тоже играл. Ты сам на турике не участвуешь, потому что, к сожалению, или к счастью, нельзя. Я из России. Самый частый вопрос сегодня. Как обычно, начинается турнир, и за турнир, за начало турнира, успевают задать вопросы 10 раз, если не 15. Почему сам не участвуешь? 2 раза я был топ-64 за этот год. Но, как сами знаете, Садвантер из Украины. Да, сейчас будет в мире комментить опять. Почему сам не участвуешь? Да блин. I know, well, it seems, you know, it couldn't quite make it. It wasn't the list I thought that would struggle here, but in that lineup, Vale ended up being its absolute worst nightmare. And it makes sense, you know, Bounty, Poison, and well, пока азиаты проигрывают. Сейчас будет 2 азиата. Бисти, Гвинт, Бисти уехала с мистером Бистом к этому, Пидипаю. Нам то ли слова не дали, то ли он просто промолчал, скорее всего, не дали. Шамиамон? Да. Является ли твоей целью переехать в Россию? Целью не является. У меня нет такой цели. Цель переехать из России. Когда гайд? Не знаю.
redeem those drops, because I'm sure if we keep having 5-game series, you might even get it all on day one. We've been. С какой ты города? Сургут. Холодный город. Напомни, откуда ты? Сургут. Опять полчаса бесполезной трепни. Скажите кто-то этим двоим, что они никому не интересны. Рика, как жестко, за что? Скажите этим двоим, что они не интересны. Жестко. Хотел бы вас спросить, сколько ты актерам с гайдов платишь? Погода хорошая, где-то минус 30, холодно. Окно открыл, проветрил, и сразу через минуту закрывать надо, а то умрешь. Реально же скучно, но это понятно. Сосед, класс. When he has to face Magpie in the first semi-final tomorrow? That's the question. Всякую японскую поддержку бати поставь. One of the best, longest-standing players in Gwent history. And we get to hear more from Sanvanta. Excellent. And how he feels about the victory. I believe Ryan is taking us to the interview right now. Или там музяка из какого-то опенинга, там, короче, звуки такие. Congratulations, Sanvanta, on that incredible victory. You made it, and your first official Gwent tournament, 2-day 2. And to make sure that this interview goes smoothly, we've actually got Vlad, our game director, translating for us. So, first of all, how do you feel after that victory, making it 2-day 2 in your first tournament? Сердечные поздравления тебе с победой в первом дне турнира. Твой первый большой официальный турнир и такой впечатляющий результат. Я буду помогать с переводом. И первый вопрос, который мы тебе задаем, это как твои ощущения в связи с этой победой? Если честно, я думал, что я проиграю, когда я не закрыл монстра. Потому что когда мы тренировались с Дорой, там практически невозможно было победить. Дора Соубасет. To be honest, I thought that I'm going to lose this. Переводчик тоже что-то голос какой-то знакомый. I thought that it's отечественный. To win monsters, so it was a surprise. Good to hear. I think that makes the victory even sweeter if you don't expect it. All right, now then you made it 2-day 2, so that means you're going to be facing Magpie in the semi-finals. Have you taken a look at his list yet? Do you think you've got a chance against the previous challenger winner Magpie, or do you think it might actually be quite an easy stomp for you? So, Magpie thoughts on that matchup? Итак, ты прошел второй день, и ты будешь играть против Magpie. Какие твои мысли по этому поводу? Что ты думаешь по поводу его линейки, дека, который он взял? Ну и вообще по поводу Magpie как игрока. Ну, Magpie хороший игрок, но он умеет исполнять. Матчап у меня хороший и больше шансов, чем у Хедбургера, если бы он прошел. So I respect Magpie as a strong player, but I also feel confident in my lineup. I feel that I have a strong matchup against Magpie, and actually a better matchup than Catburger would have if he would advance to play against Magpie. Awesome. Thank you so much for your time. One question though, before I let you go. The chat, the casters, and me, we've all been dying to ask, what is that behind you in the aquarium? Is there any animal in there? Ну и последний вопрос. Кто живет в твоем аквариуме, который за тобой находится? Ну, там всякие существа живут. Я их заношу с разных мест. Всякие рептилии? Нет, обычные рыбки. Рыбки? Нет. Okay, so there are various fishes there. Хедбургер китаец. All right. Thank you so much for taking the time for this interview, and good luck tomorrow in your next series. Get some rest now, and we'll actually be diving into the analysis of this amazing victory. And it's going to be Joe Curly now with curly hair taking it away. Yes, thank you, Ryan. What an exciting series. We've got 5 games to get through. Cast your mind back to when the series was 0-0. We saw Catburger win round 1. Почему Митор не улыбаются? AQ deck. Хороший вопрос. Не умеет. IDR in the back row. But if you just look at the card quality in this hand, Catburger's pushing for the 2-0, and they end up losing this game in round 3. They end up playing one more bronze out and then passing round 2 and then just getting
Так. Блин, вот никакого негатива, но почему он реально стал выглядеть как будто он, ну, как бы сказать, пищевая соль ему не понравилась, он решил попробовать морскую. Он как будто реально как-то выглядит стал по-другому. Стран вроде бургер, китайцы, каракуль, в Нике нет. Ну, кто хочет, кто не хочет. По-моему, самый дефолтный плей. Ничего такого в этом не было. Окей. Еще 3,5 часа ради рубашки можно оффать этот рофлатурик. База. Барбершоп на парикмахерскую Гали поменял. Когда не учатся, то спросили, что за тигр за спиной. Я бы сказал, что за тигр этот лев. Потом смотрите сами, как бы переводили. Спейсимен, да. Я была бы счастлива, говорят, с Бужей или Райаном. Эти челы просто... ну да, ну, у всех разные эмоции, там, ну, какие-то страх, там, аудитория большая, там, волнение. Ну, сегодня они все отыграли, то есть с Новантер Макпай отдыхают. С Бадуна, может быть, но он уже который раз такой. Во времени вообще успею рубашку зафармить. 2 дня будет, поэтому да. 9 декабря? Что 9 декабря? Какой праздник? Сегодня будут игры, да, еще половина целая. Вообще вот этот неожиданный был плей. Каким-то образом просто забрал. Движки просто, движки живые, вот и все. Движки были живые, он их взял, просто ушатал. Сейчас будет не. Давай. Не, ну где? Не. Game 4 was the most interesting one of the series for me. Это насколько? В то же самое время. То же самое. 18 по МСК. With an Araka screen deck, what you're looking to be doing is using the Urn of Shadow stratagem to get a bunch of carryover, get these IDRs usually. Carryover вроде плотвы, легендарный. To pull them back out. Instead, though, there wasn't access to. Почему боевой высадки провку обратно подняли? Какую? Боевую... не поднимали. 13 она. Ждёт, декабря повод выпить. Понедельник экзамен, а они со своим мастерством даже не знаю, готовить экз или смотреть. Ну, всегда можно пересмотреть записи, поэтому твое усмотрение. Экзамен — это важная штука. Лучшие моменты игры? Ну, такие, типа. Просто не хватило поинтов. Тут просто вот невозможно было отыграть. Как по-другому отыграть тут было? Кэтбургеру, просто никак. Зачем тебе игры? Посмотри на Накера, послушай, что Санватер в аквариуме живет. Это же весело. Да. The round 3, I think I've undersold it. I forgot how exciting the round 3 was because we saw this пытаются в юмор. Это было хорошо. Вообще 0 ответа на это. Там либо яды, либо наград за голову. А Дэнни, что у тебя значит голосование нерв во благо, чтобы не убили плюс провкой? Киберкотлеты хотят некоторые карты добавлять провизию, а мы хотим, чтобы не провизию добавляли, а силу уменьшали. Потому что провизия убивает карту полностью, а минус сила, ну, даст карте меньше статов. Traveling priestess has really come through right at the end for just a whole bunch of points. That's 6 bleed, not the best way to be spending your... It could have been 9 bleed, not the best way to be spending. Да, Кровотоков, конечно, тоже надавал так. И вот.
We now can take a look А будет завтра драться с Макпаем. Санвантер против Макпая. And we are here with the bracket. Ну, у меня пока что полуфиналисты те же. Просто у меня был счет Санвантер 3-1. Макпай тоже 3-1 был. Yeah, it is indeed. You can see Будем смотреть. has progressed now, and that first semi-final is locked in. Грин и Лев звали. Почему Одер не дошел до света баланса? Минус провка — это самая частая категория, поэтому как бы не дошел. Yes, there is a lot more coming. And I'm excited for the remaining 2 series. And you know, it's Когда будет сейчас 5, да, хотя делать 6. Кто-то хочет. Есть такие люди. That's what I want to see. The players now, they have played through their series, and we can see for every match you win, you get a little bit more money. Вот видите, Санвантер меньше поднял, потому что 2-3 счет. То есть им желательно закрывать 3-0. О, сейчас будет азиатская заруба. Сейчас будет азиатская дерби. Блин, Миамон будет с камерой, ребят. А вообще с камерой он плохо играл. Когда он был с камерой, он все плохо играл. But those players heading through to tomorrow have an even bigger chance of finding some more, right? Почему карты под Альбрыха не вошли? По той же причине. А Макпай из Молдовы. Есть смысл убавлять силу Сови, если он и так мидрейнджовый и дает много статов, куда бы ни брался. Ну, провизия не спасет. Потихонечку убирать силу. Не знаю, ну можно и провизию снизить. Просто под плюс провизию много других хороших карт. Посмотрим, как будут другие голосовать. Посмотрим, стоит ли включать его в минус силу. Потому что у нас плюс силу бафы. У нас плюс силу, плюс провизию бафы. Бафы и лидера. Да, и в минус провизию он мало набрал очков. Больше набрал в минус силу. We are here right now with 2 series down. We know who's coming to the semi-finals. We do. That first semi-final anyway. The second one is still ready to go. It is. And well, we are here in Warsaw. Это наши впереди всей планеты. Excited about it, and we will keep repeating, chat. Yes, we will. It is that is us for the first series, though, and it is goodbye from us for now. Это сегодня один трёп, завтра просто жесть будет, а посмотрим. Over to those next guests because Borja is standing by. There have been a few surprises, and here's another one for you. Some people predicted this in chat. We actually have tailbots, tailbot. tailpipes, tobliats. There's so many names to name this one wonderful, huge human being. My most memorable moment. Да, откуда они их взяли, киберкотлет старых? But he's here with us. How are you doing, man? Hey, Buja. Yeah, it's great to be back. I'm doing great. Yeah, I'm chilling. Life is good. Unfortunately, I'm not playing any other games. Like Gwent was. А Павко Галья. Он самый. The best game ever. You heard it here. That's it? Yeah, that's it. What's your most memorable moment? Уже подбалили. Он их там держит. Apart from winning with everybody and doing awesome interviews. No, definitely not interviews. I hate interviews. It was, yeah, I think it has to be winning Challenger 3. Yeah, that was my biggest tournament win. So I have to pick this. But it's even easier to pick the worst moment. I think like losing 3-0 to live coach at Masters. I remember that one. That was unfortunately, yeah, the most memorable for me and the worst at the same time. So what have you been up to right now? Могу смотреть твой стримс, получать дропсы? Да, стримс, дропс, все получается. I found it while I was scrolling the famous thing that kids use now, which is TikTok, and you're a TikTok star, if I'm not mistaken. Yes, I'm on TikTok. I have a TikTok account with my girlfriend. It wasn't my idea. It was her idea. Девушка ведет TikTok аккаунт. Yeah, like everyone can check it out. Where can they find you? On TikTok it's Sasha and Damian, and I don't recommend it to watch it because it's very cringe. But it's good cringe. Tailbot, да. But if you want to, just go, leave a follow. Yeah.
I mean, you have 70K followers on that thing. That means it's good content, man. I guess so. Yeah, perfect. You're here in Warsaw. You're here with us at the watch party. It's awesome to have everyone here. When you were talking to the people, what's the vibe in the studio right now? Right now? Будет худой, стройный. It's nice. It brings back memories, all the memories from the tournaments when we used to have them, you know, in person, like here. Yeah, in the studio. It's like, it's we had a table here when we're standing and you like guys were playing against each here, other. like we used to play in this place. So Прям весовая похожа, да. Very nice. Yeah. Brings back the memories for sure. Awesome, man. I think that's it. Боже, классные I костюмы. don't want to take more of your time. Enjoy. And then У них их много, у него их the много. next new players, and we'll have the brackets, and then we'll be back with our next pair of casters, which is Sealy and Shinmiri. So yeah, let's. Ура, do the player Shinmiri! interviews. Уху! Просто как будто пришел, порекламил свой этот ТикТок, свои девушки ТикТок. Это очень странно было. 我是来自中国的 Joe。我最喜欢的昆特时刻是玩抽象北的时候，用欧菲尔双人将对方卡子的大金换到我的卡子。Он на белом фоне, как будто видео из Даркнета какой-то. 对手是来自日本的鸡王，他总是能创造出一些让人意想不到的卡组。在季中赛的时候就曾经输给过他。这次比赛，我希望我能发挥好自己的实力，来对战鸡王。 Какая плохая картинка у Миямона. Шанри его зовут. Мияношита. Фамилия. Вот он гений. С первого дня играет. Я вон бухой, да нет, он всегда такой. Я посмотрел лайнапы. Все поставили на Миямона. Конечно. Хату, да. Ну, у него, наверное, самые интересные колоды за этот турик. Наверное, самые. Его просто бьют за каждый луз, походу. Оттого он редко проигрывает, так выглядит. Жесть. Жестко. Самурайский самурай. Несется в Гвинте. Ждем. Получается, два китайца вылетели. Было два китайца, а они вылетели. Вот. Остался третий. Так кто там живет у Санвантера в аквариуме? Так никто не понял. Какие-то всякие там животные. Живность. Ой, что тихо. Это у них тихо. Ага. Они сами прибавились. Вот на кону низкорей со второго окошка девочка. I'm doing great. What a wonderful series we just got to watch. And what wonderful series we have coming up going forward. So let's take a look at the Извиня, часть сетки просто убийственная, или кажется именно там? Может быть. Вот оно зло, там с девушкой, да хватит. Забудьте. Забудьте, просите ему компас. Но он... I do think so. I am going to go out on a limb here and say that the divination probably does reflect that the divination result. However, we have, again, this storyline is back. Joe is kind of the challenger here. Да, Миямона прям топят. Pro scene, Хата. but, I mean, one
75 на 25. Компас за 9 и накер за 10 забыть. Не зря ним значок монстров. Наш отсел от него. Это блин. But he has proven himself a really strong player in the group stage as well as in qualifiers earlier this year. Miyamoto, on the other hand, renowned deck builder and pilot, always brings the most unique meta-breaking type of decks that nobody else seems to play. Absolutely, and speaking of those spicy deck lists, let's take a look at what the players are going to be bringing to the party. Of course, Joe will be starting on blue. Братишки из Китая. Ситу. У Ситу. У Ситу, получается, аристократы, завещанцы. Причем все деки классические. К удивлению, такие обычные деки классические. Лавка Эрланд тоже классический. И белки на перемещение. Какие-то странные деки, слишком адекватные. Они слишком адекватные. Кстати, по поводу Владера 500 апот собирался. Да, видимо, прям какие-то такие ладерные, адекватные деки. Шанс хороший, да. Я говорю, слишком адекватные. Марва, Дева и Туманик вылезли поговорить. Жесть. Что-то раньше думал, что Миямон кореец, ему однажды флаг перепутали, поставили корейский. Я что-то такое тоже помню, меня почти спутали также. Ситу Конг, предлагаю его Кинг-Конг называть. Пушка выйти не может. Infuses 5 units with this death wish that gives them additional 2 points when they're killed, and when you trigger those death wishes, 4 out of those 5 death wishes, Dagon promised is going to come казах? from the graveyard, come back, give you another 8 points, an engine, and an extra. Я даже не знаю. Мне бы вспомнить колоды Миямона, тут примерно понятно, какие колоды. Аристократы, завещание, Эрланд, Лавка Эрланд и... Кто? That can deal with the Dagon. But if you really want to grade it out, I think you could play Dagon for its second form. But I think we are very likely to see the first form with all of those sweet infusions. Yeah, so overall, this Death Wish monster deck looking to have a balanced number of things to consume as well as consumers to trigger those Death Wishes. Exactly, and moving on to the next deck, which is Pincer Maneuver Erland. Now, we are no strangers to Нет, this перемещалка, deck in перемещалка у particular, него. but there is a different card in here, and that is the Heatwave. Ребят, пользуясь случаем, кто-то еще стал замечать кучу ботов на ранге в Гвинте. Настоящих ботов с 5К играми и 25 рангом. Страшно. Такие все еще есть. Было такое, что-то говорили про это. Еще сколько? Полгода назад. Сейчас также есть, то странно. Threats here as the pattern repeats, so to speak, in 3 of 4 of Joe's decks. Его лавка лучше твоего? Они мало чем отличаются. У него Макси есть. У Макси в этой колоде... Странные. Лучше, наверное, масло. То есть мы отличаемся, по-моему, только маслом, все. А, тут еще каратка есть. А каратка вместо чего? Подожди. Вместо чего каратка? Вместо Радеи? Опа. Но если так смотреться, просто чуть другая, но это понятно. И шанс получить дроп за 8 часов с этого момента. Большие. Еще же завтра будет трансляция. Она учитывается. Да, Радеи нет, Радеи вместо каратки. Каратка вместо Радеи. Can synergize well with Dennis, and of course moves on to different rounds. So that order ability of boost by 4 you can hold on to and apply that to Shiru, so that the Shiru can actually be a threat to some very tall. Завещание прям самые классические. Exactly. There's Exactly. Vial of Forbidden Knowledge that boosts by 4, Mahakam Pass that can boost by 5, your leader abilities that boost by 3 each, and then there's an offering that can boost Не by помню, 2. какие деки у There's a lot of Миямона, кроме Накер Тусента. Надо вспомнить. Shiru burning the battlefield that your opponent has to really worry about, and that's why a lot of decks don't like going into a long round against this. Oh yeah, very scary deck. Как будто белки. Хотя Миямон может вообще стрельнуть куда-нибудь. Помним в завещаниях циклопов. У меня один есть. Циклоп уничтожает карту, активирует завещание и контрит какую-то карту.
Ой, блин, точно. Так. У Миамона Накер to Send. Необычный Накер to Send с Ангриалью. С Цирем. Коловодами. Алиса переигрывает Накера. Еще Асиры есть. Да, легендарный Накер Рубайлы, тоже о них подзабыл. Накер Рубайлы. Но это играет, это играбельно. Мы это видели, ребят. Самоуничтожение Миамона. И Ахеронтия. Ахеронтия на 2 монетках. Мы эту сборку уже видели. Только здесь вместо... Морал тоже есть. Буза летучий мышь. И этот... Самоурон. Самоурон с порталом. Дорогопакой, с фулл прокруткой. Бильдкарл. Нахрена Асира и Алиса сразу? Хрен его знает. Ну, Асира может переиграть карту. Любую карту. А Алиса только спелл. Так Миамона, кроме Миамона, никто не умеет играть. На то он и Миамон. У него там, да, у него своя вообще, своя вселенная. Как всегда уникален, да. Коловоды под баночки им будет очень дико играть. Как будто бы есть шанс, что заблокируют либо рубалоидов, либо накер нильфов. Накер пацан скрытая имба. Что будет банить Миамон, это просто пальцы в небо. Как будто бы могут аристократы быть. Могут быть аристократы. Завещания проходят. Завещания, кстати, могут быть. Да, завещания могут быть. Это могут быть завещания. Завещания мало чем проходит. Чайно-синий раскатывают. Аристократов можно пройти. Хотя нет, блин, обе колоды неприятные. Почему смотреть на Накер to Send? Он играл на нем неделю назад. Шунри, Мияно, Шита или просто Шунрик. Колода анимация — это чистая метафора, или он реально умеет контролировать людей магией? Да нет, он же там просто это. А там вроде он чародей. У кого же, по-моему, чародей. Что, возможно, умеет. Он Накера 100% добирает через Мотохури. Да, и обилка на повторение действий, то есть он будет этих рубайлов сразу прожимать, сразу ставить карты. Просто железобетоном вот эту колоду на рубайлах проходят те же аристократы. Короче, бан аристократов. Бан аристократов, а здесь, допустим, бан... Тусента. Бан нильфов, короче. Ощущение. Обоюдный бан Нильфгарда. Вот не умеет, а Миамон точно умеет. Ну да, это шанс опом. Да, приказ Флотдома очень жесткий. Был бы Флотдом менее рандомным, мне кажется, Флотдом вообще могла быть очень классной картой. Вот как-то сделать, не знаю, вот менее рандомным сделать Флотдом. Вот я не знаю как, но как-нибудь. Хотя бы как краснолюды. Мне кажется, это вообще хорошая очень могла быть карта, сильная. Посмотрите, приказ — это классно. А вот если бы еще и ролялось что-нибудь хорошее. Что очень рандомно. Карта с приказом, любая карта с приказом. Только солдат, если бы играл. Ну, солдатов много мусорных. Много мусорных солдат с приказом. Хотя...
decided to forego the Oniromancy, the standard consistency tool, and just put in more power, more thinning from Да, с приказом только. get you points, like Portal and Tempest. But that's a... Не, ну просто осадное оружие же тоже классные. Есть классные с приказом. Почти все, кроме там баллисты, которые 4 провизии стоят. We kind of see this more point slam heavy strategy from Miamon, but unlike Magpie, who had a similar idea, this deck is more... Как они, да, они обсуждают. Им говорят, обсуждайте как колоды. Я уже все обсудил, что можно было. Все, выжил отсюда. So yeah, really cool decks that we will be seeing. But yeah, what about Joe's strategy then? Joe's strategy, because Miamon, of course, is going for the more point slammy, but Joe had some heat waves in there, right? Yes, Joe has a couple of heat waves. Ну, смотрим. Обоюдный бан не в гарда ощущение, но... Зная китайских гениев, они могут все что угодно. Окей, аристократы точно забанены, а вот лапка для меня неожиданная вообще. Как будто бы сейчас Miamon может... И аристократы понятны. To Joe, meaning Joe is not allowed to play the ball deck, which is, yeah, a little bit sad to see as a caster, because that's a really interesting deck, I think, in Joe's Miamon does see the threat here. There's not much Miamon can control his lineup, and on the other hand, Joe's imposter can control Miamon strategies, so that is the... Не знаю, скеллиги прям опасное такое. Там прокрутки мало. Нет, там прокрутка есть, но... Много бриков, мало синергии. Не так, чтобы флотзам создавал только карты, у которых есть приказ на урон, так это будет более контрольная карта, как вместо в скеллиге. Но она будет не настолько контрольная, не настолько сильная. Такие... Переходящий контроль. У скеллиги же какая проблема? Это переходящий контроль. Именно в приказе проблема. А у севера... У севера нет. У севера тоже сила в приказе, но если бафнуть хотя бы немножко солдата, я не думаю, что была бы проблема. А даже если так, то можно было поднять провизию. Exactly. Reserved for blue coin type of deck because it really wants to use that monster stratagem on the Brewis ritual to thin out 2 extra Death Wish cards, not only giving the deck a lot more consistency, but extra tempo in round 1 to make sure you grow that Erendite and then increase your chances of winning round 1 and getting round control that way. So I kind of expect to see the Death Wish deck first. Очень долго. Obvious choice from Joe's lineup, so Miamon might take that into account when he decides what deck he wants to queue on red in game number 1. It could be the Master of Puppets deck, because Death Wish is going to have quite a few tall bronze units, right? Every time you use your leader, you're getting a bronze Ekimara that is pretty tall. Кого выбираешь? Одним из них в кино на последний ряд, другим матч на рублей. Жесть. Почему тут не Бужа? I know what that sneaky might be. There is a secret card, you know, Karen is in there. Karen can eat the bronzes and then deny the Master of Puppets. But of course, Miamon has... Эта карта играет прям по лору, как батя у Листика Анси, Лео Боннард. А есть рубайлы, у которых по лору, по-моему, 3, и они плодятся как наши друзья из... Reaver Hunter spam from Miamon would also be strong against Death Wish, because Death Wish... Не, на картинке же много. Об этом они быстрее это все обсуждали. Растягивают, не знаю зачем. Whereas Reaver Hunters, you're going to have too many to do with. And here we are. Game number 1. Окей. Final 3 between Joe and Miamon. Let's go. I am so excited for this. We can see Joe is bringing Scoia'tael here on blue coin, which is not necessarily the obvious choice. Usually a deck very... Всегда странно белых этих на синюю монету брать. Might be that we see some mind games going on here. Miamon, on the other hand, has brought off the book. Кстати, мастер заставляет бедолага отрабатывать по максимуму. Is not going for the obvious red coin or the kind of priority red coin deck here. А кто знает, что за игру транслирует? Вопрос. Хороший вопрос. Joe opening with the Sword Master. У меня вот здесь какой-то он бухал неделю.
Shiru player playing Swordmaster in his list, so let's see if Чё не they банка? have any sort of special effect here, but that's in the place of usually like a Berserker or a Pyrotech. Yeah, that's right. We've seen a Где-то couple of сайт с different сеткой и variations. колодами. I think last Сетки нету вообще нигде, не существует ее. Она вот только показывается здесь. А колоды есть, да, есть в описании ссылки на колоды, и там прям первая табличка будет. Там 14 участников. That's right, and it's still Не за что. going. Of course, Redanian was brought out by the 9 coins in the bank, and here is Moral finishing Морал off дается. the poison here on the engine, currently on the board. Maybe saying that it's nice to have Moral on the board. Господи, как такие деки можно придумать? If it Трезвую doesn't, голову. it doesn't. Perhaps fishing for movement. Хорошего рольнул, очень хорошего. Сразу его добивает. Which Отлично. is really nice for Joe here to be able to Проще некуда. eliminate this Moral. Yeah, the backup plan set the morale down to 3. Может отдать банку, может отдать конструкта. Не, конструкта не может отдать. Конструкта это не может. Банка. Банка и прожатие стратегема. Alright, and Joe playing out the Не, почему не прожимает? Типа в долге хочет с ним? Очень странно. Or exist from Miamon. Now there is one card that you'd ideally be playing fairly early on. Так, ну конструкта можно кинуть в лысого. Madame Marquis, which is not found here in hand. So Miamon's options are slightly limited. Сразу его убивает. Надо нажать на все, что есть. Да. Хорошо. In round 1 utilizes А, Мемон these, японец. bronze cards that create movement and rock barrage there from the Dao as well. Как будто бы пас от братишки из Китая. So after Joe removes another spender from Miamon, then Или Мемон не даст пасануть? Дает. Мне кажется, пас. Это не его битва. Это не его битва, зачем ему это? У него нет целей, нет карт, которые дать можно. Прощание нижнего игрока не буду. Yeah, exactly. As long as that is possible, Miamon will keep on playing. Его Сёти? Сёти зовут его. Behind, also not to give up the round. We can see in terms of Joe's hands, things are За китайца ставлю жопу. Жестко. О, каратка сейчас. Очень странно. Because there is, of course, a Czar, as we see in Miamon's hand, and those scarabs are really pesky and difficult to get through, so you're unlikely to get a really fantastic. Мемон нет цель, только кошка и жена. Неплохо ему. Дофига иероглифов там, ну дофига. Я сократил. Prioritizing points in round 1, whereas there was a choice to maybe heatwave the flying Redanian as well to deny that carryover, but Joe does manage to win round 1 with that commitment of the heatwave. Короткий корабль. Ну там... Combo of Simless, Armor's Workshop. Ну вообще по-хорошему, да. Exactly. Заход у обоих божественный. Просто божественный заход. Да, играется стойкость. Ставится персональный бомбардировщик. Очевидно. Что ему с нейромантии достать? Картки нету уже. Зачем она была отдана? Вопрос. Просто в никуда. Просто зачем была отдана каратка? Там слив каратки был. В соседних палатах сидят. Белый фон, ну да. Каратка была слита, ребят. Очень была слита каратка. Ну, ведьмаки пока ходят на 5 за 5. Оба. Кто выиграл прошлый Мастерс? Мастерс. Спеллинг Би? Или это был не Мастерс? Я уже не помню. Или это был не Мастерс? Статы имеет. Наверное, план запасной. Псевдо, но играбельно. Убивает одного защитника. Человек шляпа, именно он. Француз. А, точно. Блин. Я вон вин по жизни. Блин, как же его звали?
And Miamon now, Oxenford card is such a good card in this deck. It's able to get 2 extra points every time you spend down to 0 coins with this. It's an infinite spender. А, так Канеки же выиграл, Канеки. It was never played when it had cooldown. And then once it got rid of the cooldown, it became a very, very useful tool. Да, Канеки же выиграл. Spend all these coins that this Vice deck is able to accrue. А это Мастерс был или плей... Ой, короче, ладно. Я вот в терминологиях, как распределяются эти мастерсы, не мастерсы, не очень. Вроде это был не мастерс. Я вот путаю. Турнир есть турнир. Not really ready to come out just yet, but here is the Armorer's Workshop from Simlas, immediately planting a lot of that armor, a lot of that boost on the board, making this Dennis look really exciting. Как они называют китайцев в касте своем по имени? Я думаю, да. Не практически с Китая же. Понял, против Китая, да. Бы ты участвовал, какие бы ты колоды взял? Ну, в этом сезоне хрен знает. Devotion Север. Мне просто понятна эта колода. Ахеронтия. Может быть, краснолюды, ну, которые с конструктами. 4-я. Солдаты. 4-я думал бы. Либо солдаты с Нильфгарда, либо симбиоз. Вот думал бы. Грибы на беге вряд ли бы. Сколько в этом что мне не особо нравится. Порошенко приветствие. Иосиф приветствие. Человек шляпа мастер забрал Жену. Я вот и говорю. Как я понимаю, это был мастер. Это был мастерс. Так, подожди-ка. Ой, сейчас может быть бум. Так, перемещает Ведьмака. Хорошо. Так. Минус защитники. Или вы на столе. Это был мастер номер 4, сейчас номер 5. До этого мастер был в течение 3 лет. Нет, это по-другому называлось. Это не мастер был. Ну, неплохо отыграл. Тут очевидно будет отдавать Ахеронтию, без нее никак. Кайзору аккуратно дается. Будет ли китаец завершать? Я думаю, да. Придется завершить. Как Грим Рыцарь, Шреки, Мадук, Драконы, очевидно. Без Ахеронтии догоняет, ребят. Но при этом Дениска играет. Дениску надо отдавать, потому что потом он вообще не сыграет. Ну, вопрос, как его отдавать? С прожатием или без? Я бы без. Шреки, агроиды. Да, он не прожимает. Пасует. Смотрим, хватает ли просто ушлого. Как будто бы хватает. Да, ушлого хватает с Изорой. Да, отлично. То есть Миамон сейвит Ахеронтию. У него есть Новиград. Приносит ему немножко монет. Но не очень. Он не найдет... А, ладно, он вернет ее. Он эту карту замулиганит. Он же знает, что он вниз кладется. Надеюсь, знает он это. Узнает. Он это знает. Хорошо. Все. Ну, тиков больше, кариовера больше. У Миамона столько преимуществ. Раз чтобы их назвали так, часто. Миамона гигантское преимущество. Винконов у братишки из Китая, по-моему, нету. Ну да. Alright, Joe's draws here. Of course, the Inermancy is back in hand. Curse of Corruption exists still, but the squirrel has to go. Honestly, Joe has spent quite a lot of the power later, not finding a single one of these cherries. Ставлю на Миамона 3-0. Я поставил, по-моему, 3-1 на Миамона. In those remaining, but Miamon, on the other hand,
Ну, 0 шанс. Все, тут уже забирает. Yeah, Miamon really only has one spender here from this Eventide plunder. No spenders in the deck. Сразу таки Ронти. Вот этого я вообще не понял. Почему? Что? Что за... Ну, видимо, ему не нужна Херонти. Ладно. Хорошо. Ладно. Я все пропустил, почему Miamon играет на нормальной колоде. Но это самая нормальная колода из ненормальных, поэтому. О чем тут думать? Зажигаем Ахеронти. But yeah, otherwise, Maxi currently would be the tallest unit on the board after that would come down. I mean, I feel like you have to take this Curse of Corruption. Maybe you... I mean, you don't have the Milva left to kill the Acherontia without using the Curse of Corruption. If you did have the Milva, you could have used the Leader Charge plus, like, the Dwarf Skirmisher. But with the Curse of Corruption gone now, you know, the Acherontia... Answering the Acherontia is huge, but... Колесница Санери, конситы на этой же колеснице в Next. Ну, хорошие спендеры. Ну, как хорошие, только дедок нормальный. There are no infinite spenders here. You've got the poison from the failed experiment. Как же недоволен. Чуть-чуть подубавлю. Cooldown 1, and then there was the savvy huckster, which only gives him. Кстати, 2 яда, это хорошо. Он никак не убивает их. А, то есть то, что он бафнет с этого, он сразу. Короче, нормально. А теперь как будто бы лучше брать Краснолюда, потому что надо убить карту. Убить шестерку. Краснолюд 100%. Что китаец прям очень долго. Очень душит прям. Фитилит. Краснолюд, чтобы убить яд. Китайский братишка, насколько братишка, что назвал китайский флаг. Именно так. Конечно. Так, что со Miamon с указа? Ну, тот же ушлый. Кстати, отдавать яды туда. Как будто можно. Что они так долго думают? Чем колесница? Зачем? Долго думает? Ну, как бы на кону большие деньги. Фистик. Фистик. Да, тут уже никак не хватает. Там монет больше, чем всего. To be able to win this game because Miamon he doesn't even have to find the spender at this point. He just needs to take something. Ушло в любую карту. Сколько за первое место? Пока не знаю, там зависит очень от количества матчапов, то есть сколько раз ты выиграл, с каким счетом ты выиграл. И желательно делать 3-0. Странно, что он кинул в дальний. Будет ли хоть какой-то смысл играть в Gwent дальше? Я думаю, да, многих не так сильно интересуют турниры. Большинство игроков просто играют, как играли. Уже теперь они будут ждать, ну, обновлений, когда будут выходить, ну, измененные карты. Вышел свет баланса. Опа, причина зайти в игру. Апну там, допустим, Вия, причина зайти в игру. Кильтуриса, причина зайти в игру. И так далее. Когда на морозе против меня пора было поставить Шарлей, типа делает белую силу Карантира 1. Но Шарлей то не убивает, убирает усиление. В результате Шарлей на 5 сыграл. Я ору. Ну, гении. Ну, Ахеронтию Miamon точно закрывал. Надеюсь, еще через какое-то время в Гвинт вернутся разработчики. Мы тоже надеемся. Когда миссия на проклятых рыцарях меня все устраивает. С иглы. Ну, в этом сезоне я пересел на этих, на
Devotion Север. Очень стабилен. Стабильные рыцари. Матчапов много хороших. А, Шиллиарда. Maybe not so much mind game dependent as it was in game number 1. But yeah, there is also the pincer maneuver list that Joe could choose, which is the Earl and carryover one, or could go for the Dagon. But Dagon is oftentimes played from blue coin, but you never know. It can also be used from red coin. Комский год рофл года. Ну да, он немножко это пиво разлил. Решил срыть ради стабильности. Меня нильфы ловят. Что мне делать? Порабощение, аристократы, туссент. Палка. Все меня ловит. Жаль, у Ады нет синергии с проклятыми сценариями. Жаль. Мартышка из Китая подставил мою жопу. Получается так. Это последний китаец остался, поэтому... Поэтому топим. But those Нерв нифов. Royal Guards would be pretty difficult to line up as they kind of boost unevenly as well. But we did see Joe really masterfully handled the movement abilities and lined up these Milvas very Китайцы за Монтра, походу, топит ведущий. Да не, раньше была такая тема, блин, как это называлось, вспомнить бы. Короче, у каждого популярного, известного стримера в какой-то момент они были... В общем, они продвигали какие-то свои колоды, они были такими... Лицо колоды, лицо фракции, вот. Не маскот, как это по-другому это называется. Вот. В мире вот за чудовищ был. Сейчас, наверное, большинство тех, кто были этими самыми лицами фракций, они уже перестали играть. Амбассадор, да-да-да, амбассадор фракции, вот, точно, спасибо. Это были амбассадоры, сейчас вот многие уже не играют. Кстати, даже не знаю, кто амбассадор Севера, интересно, узнать было бы. А ты? Долго выбирают прям. Да не был бы тогда значок с обилкой рыцарей. Был бы. Же культистов был амбассадор? Не был. Меня путаешь. Культистов точно не был. I call it the Schrodinger's Shearer. You don't know what power it is until after you see it, and then it's too late. That is so true. Так, сейчас у китайца будет синяя монета. We kind of saw one of those in the previous game, I think, yeah. But yeah. Ямо, наверное, возьмет свой туссент. Амбассадор рыцарей база. Нарваться технично на комплимент. Да не нарвался, я реально просто не знаю. Помню, этот был. Тройнет. Короче, вот чел был. Вроде да, такой не был никнейм. Помню, синдикатом был. Амбассадор. Леонхард не помню. Леонхард Левгардом, по-моему, был. Короче, это вообще никак не влияло ни на что. Просто галочка такая стояла. И было так тупо. Ни на что особо не влияло. Также долго они колоды выбирают. That is right. I love that you mentioned the wagon. It is quite the card in this list. Of course, banishes the card to the right, gets resilience, and then transforms itself to the unit. Амбассадор Лилиты? Давно я вообще уже не играл, так что не знаю. Порно, сомнительно. Но окей. Так, наконец-то.
Наконец-то. Север на север. А, у меня моно синяя, подожди. Что я путаю в последнее время. У меня моно синяя, он берет рубак. Рубаки против Лавка Эрланда. Каратка неплоха. Белка уходит. Афирец может что-нибудь плохое сделать, может. Прикиньте, Афирец Накера заберет. Ой-ой-ой. Прошлый заход Миямона. There is the heat wave. Heat wave can come down on something tall later on, or perhaps an Ildico. An early Ildico is something that Miyamon Жопа Ридер, кто это? Амбассадор Мила. Зофия, амбассадор точного удара. Не знаю, я не в курсе. Амбассадор Леонтьева. Тоже вы давно не слушали, вы чё, ребят? Так, смотрим макро. Странно, что он ставит его, он мог поставить компаньонов, потерял бы поинты, отобрал бы мутаген и не тратил бы тики. Так, сразу смерть. Ребята, много. Храм мутаген. Филохрам. А, хендридер, боже. Переехал? Нет, просто свет выключил, свет светит. Вот и все. Так, смотрим на храм. Ну, очевидно, что Зильдкирк, но карты такие себе. Карты никакущие. Дальше смотрим. Вероксас нормальный, остальное кал. Ну, здесь контроль в виде Филиппа. Другого тут адекватного нет ничего. Так, ну да, это он и взял. Ну, такой заход. Одну фразу по-китайски знает каждый русский. Бери руки, она звучит почти как «пошел» 3 буквы. Не понял. Окей, набирает Ирис. Нет. Он будет рандомить? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой, неудача. Так. Which was guaranteed, and leaves the other one on the board. But without bonded, Reaver Hunter's not gonna keep pinging. But you know this deck, the Reaver Hunters don't stop. They keep on. They keep on. Гоставку? За общий счет или за что? Он хочет ставками заниматься, я отвлекаюсь просто. Забываю про них, могу не ту балл зачислить. Делали на стриме просто весь мастер, пока один из киберспортсменов на неправильном языке не заговорил, поэтому теперь тут. Неудача. За победу в катке? Ну это каждую катку надо будет ставить ставки, так не хочется. А, не хао. Ладно. They sure are, and this makes it a little bit difficult for Joe. But to look at this, the Anseis is in fact coming down, and Хотите ставок? still has to play another card though because of those pings that you mentioned. Ребят, можно забрать уже награду. Кто смотрит давно, можно взять награду. Я вот получил ее только что. To support his extra tempo, so he's gonna have to play an extra card, go 2 cards down. Пару раз только сделаю, пару раз. Я не буду много этих ставок делать. Трата времени большая. Огромная. Game over. Блин, да где он уходит? Окей, на следующую матче делаю ставочку. Вам сделаю, чтобы вы могли сделать. Коротко бережет? Не знаю, на самом деле. Мутаген может.
yet any flotsams coming down here from the golden necker. 2-0. Пока что я 2-0. Мутаген. Уже каратка вряд ли, как будто бы. Я не знаю, кого карате здесь. Мутаген. Exactly. Let's see what is going to be happening here as the meta coming down here from Диадем. as А тут накер. predicted, sorry, and Это плохой заход, да. golden necker. Он будет это пушить. Now, here we go. Владаре 100-500 рубайл будет после победы Миамона. Фиксим на напряжение их. У кого шансов больше? Ну, не знаю. Смотря как сейчас выпушит китаец. Или будет ли он... Ну, 2-0 он уже не будет. Он может просто не найти Эрланда, кстати. Он может тупо не найти Эрланда. Окей, он ставит девочку. And he doesn't have a Redea in this deck either because he's playing that Heat Wave instead. The Redea sometimes can get you a Curse Scroll to get one of the cards that you're missing, but now he's going to rely on drawing it or maybe setting it up with that Cintran Envoy. Yeah, exactly. That Envoy is a really nice card. Сразу его уничтожает. Он может девочку засетапить. Да, он засетапил его. Продмак очень хороший, но он Эрланда никак не находит. Here is the Erland that was currently put on top by the Cintran Envoy. Arbalest is on the board right now for Miamon, but a little bit slow in terms of the engines you want to be developing. Немножко кому-то генерирует. Значит, может коня поставить, наверное. Может. Ой-ой-ой-ой. Как душка пошла. Миамон боится Эрланда. О, какие карты. Кораблик. Как криво поставил карты. That's right, and he finds yet another engine, a two-point per turn engine even, from that Karak frigate. Love this card. Haven't seen it in a while, but really cool to see that created from the Flotsam. And now Miamon's back ahead. Yeah, that's right. And Curse Knight coming out here for Joe. There is no reason not to be качает Мутаген. Рунмага наверх. Ну и все, Миамон понимает, что душки уже не будет. Можно поставить кораблик. Не кораблик, а коляску. Только в кого? В арбалетчика. Корабль, кстати. Корабль, повозку в корабль. Нормально? That's right, but I mean, Joe's also got carryover. The problem with this push, I think it's been a good push. You've gotten to get a lot of good resources out of Miamon, but you came into this round down 2 cards thanks to Miamon's tempo pass in round 1. So you gotta claw back something here, or. Который усиливает случайный отряд в колоде, вообще играет? Кто это? Yep, let's see here. Okay, another Reaver Hunter coming down. Он играет? Arbalest, quite a good sum of orders here that can, of course, be combined with the Onager currently in deck to really boost up the point gap for Miamon here, which is quite nice. Miamon could have gotten ahead, and he deliberately chose not to because of the wagon in his hand that he thinks, you know, if Joe decides to pass here to get one of his cards back. Очень странный плей был от Миамона. Вообще очень странный. Basically start with a Reaver Hunter for free on the board next round. Yeah, we do know that Shoop could come down. Не, ну понятно, что если будет пас, то он коляску поставит. Но как будто бы... Ну ладно, нормально. Блок. Усилитель 4, рандомное усиление. И блок, по-моему, блок. Или стойкость, подожди. Ресилы... По-моему, стойкость. Yeah, so no damage option. Joe is going to go for the resilience. Nice synergy with the muted generator and the 0 provision tokens, boosting itself and the token, and you're going to have at least, you know, some. Он прожимает рубайлу, ставит коляску, отдает 1, по-моему, тик. That is right. Carrot frigate charge, wagon. Бьет по лавку. And of course the orders on the Arbalest, but Flotsam and the wagon is ideally what you have set up going into the next round. And then. Говорят, Миамон не настоящий, какой-то он резиновый. Наш Миамон нормальный он. Так, ну рубайл надо прожимать. Окей, он посчитал. Повозка точно будет. Ой, как хорошо попал-то. Как хорошо попал.
Коляску отдаст, как думаете? Я думаю, да. Хотя... Он хочет Эрланда убить. Как будто он поставит коляску, и он это делает. Он это делает. И еще немножко бьет по лавку, отлично. Лавка на 3, коляска на 5. Плюс карта за Миамоном. И в теории, если он сейчас находит Идорана, а он находит Идорана. Мне кажется, он убивает Эрланда. Рунмаг, правда, будет 2 карты сразу. Эрланд опять? Не убивает. Он не найдет Эрланда, но он может его найти в Страше. Он может найти. Нашел. Идорана, вернее. Прожимает, дает тик, прожимает. И движуха пошла. Хотя мог даже этому прожать, но зачем? Там будут известные результаты опроса к 20 числам. Откроем. Жесть. Блок. Коляска. Удар. 4 дэмэджа. Ну все. Просто поинты будут. Он никак не убивает его. Подожди, или убивает? А он не убивает случайно ли? Так он убивает. Он убивает. Он убивает. Все, он сдался. Мемон гений. Вот так вот, ребят, вот так вот. Думайте, думаем. Думаем. Китайцы уничтожим. Офигенно. Думаем. To a 2-0 lead now over Joe. Just has, I believe, his Master of Puppets deck, saving the best for last, Sealy. We'll see about that. Of course, Joe might not agree and says, this deck is not going to go through. Of course, there is a chance. Again, we mentioned there are some tricks you can do. For example, так, ну, ставки. Еще можно сделать такое. Прогноз называется это. Yeah, and now, I mean, at least Joe has the advantage of choosing his coins, knowing that there's Металлик, хайрольный оппонент, последний прогноз был. And he can decide what matchups on which coin he wants to take. That's right, and Miamon, on the other hand, will be focusing on getting the Tucson to hospitality out. A real combo deck. It has a couple of different packages in there, I would say. There is the Siri, Sangreal, and Milton Fall Siri, rather. And that is a combo in itself. There is the Golden Necker. There is the Asir as well, which is a pretty interesting card in the list because even though, as Shinra mentioned, potentially in a 2-0 situation you might be seeing a triple Necker, the Asir could also decide to shuffle back some other important gold played earlier. Скрытый имба, двойные жабы, запелок, шар видения и кулон. Да, знаем такое. И в ставках, на Твиче можно сделать ставку в виде баллов, прогноз, кто выиграет. Кто победит в этом матче, назову. Probably not, but I hope we see something like that. I don't even know really what to expect with this. Вроде бы я сделал прогноз. So many different ways to play it, and it's very, very uncommon. На минуту он всего лишь, поэтому успейте сделать ставку. Изи Миамон. 10 баллов на Миамона. 20. 10. Because it was banned. Miamon won both of his series and therefore made it to Gwent Masters Season 5. This 4-12 тысяч на Миамона.
170, 270 там братишку из Китая. Офигеть. 14100. Как ставить? Сверху находится, уже все. In this series with this Master of Puppets deck. I want to see something crazy that we've never seen before that's mind-blowing. Exactly, and Miamon might have to try that a couple of times because Joe, of course, will do his very Ну, будем ждать. to stop Miamon 95 на 5 за Миамона. from going through. And, yeah, Разбай на Твиче, я тебя забанил. all the coins, or К сожалению, уже сегодня не смогу. choose what deck to play from the, optimal. Только после стрима, если напишешь мне в Дискорде или хоть где-нибудь. Гений ставок собрались изи для Миамона. Миамон вперед. Они так долго выбирают колоды. Только 160 успел. Exactly. Смотрим. Лав Кэрлан против Миамоновского Тусента. Хороший заход. Китайцы сразу. Более чем. Играем по 100. Нифига мне, Империю схватил Миамон на баллах. Ну да, нормально. Что осталось нашего дорогого жителя страны аниме и технологий? Б5, да, до 3 побед. А вон последняя пара? Нет, будет последняя пара киберкотлетная. Канеки против Пайбола. Поляк, француз. Have to buff them, and then in like a decisive round 3, because you've got the temple that makes you extra golds, you can maybe go an entire round 3 without playing a single bronze. Yep. And then with no bronzes on the board to buff, Клауд Сол забирает катку. Смотрим. Странно, что китайцы начинают почему-то с лысого. Он же который раз начинает с лысого. Почему не храм? Почему не мутагенератор? Он начинает с лысого. Так, ой. Отвратительно, ничего не работает. Бородатого, наверное, взял. Фалибора. Здесь защитник, скорее всего, хотя все играет. Все играет. Я бы защитника брал. Против Тусента-то. Защитник, наверное. Какой кал же был в первой пачке? Ну, более чем. Кимбальда можно взять. Но скорее, а бородатый сыграет? Сыграет вроде. Показывайте, что там. Ну, Фалибор это было очевидно. Фалибор защитник Кимбальд, ну да, понятно. Ты китайский метод ты не понимаешь, да. Король рыбак. Он выигрывает максимально короткий раунд для Эрланда. По-другому, по-моему, никак. Чем французам на танках задние зеркала, чтобы видеть поле боя? Так, Ансевич. Ну, кого? Эй? Там Миамон играет танкера в высшем мире. Да ладно. Анекдоты пошли в чате. Exactly, я знаю это слово. Накерочек. Ой, минус защитника это хреново. И указ еще, и книжка. Ну, книжка нормально. Он сам его засетапил наверх деки. А чего он боялся? Он же Цири. Сразу сыграли в нее? Почему нет? Как же по гайду играет? Да, сыграли будет. Но это прям очень большой темп. А как его догонять? Как этот темп догонять? Вопрос. И он берет то, к чему никто не готов. Вот просто никто к этому не готов. Так, почему сильнейшая руна?
Вот нафига ты это взял? Дубовики только на 7 играют. Дубовиков набрать. Дубовики, 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 дубовики. Дубовички. А, дубовики на 6 играют. В дальнем. Дубовики, дубовики. Дубовичков сюда. Сюда, дубовики. Сюда. Не зря качали, не зря. Так, смотрим. Так, уничтожение. Ой-ой-ой. Ой, на рандоме убил защитника. На рандоме убил защитника, ребята. На рандоме убил защитника. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Северный слейм взять? Ну, не знаю, он что-то хотел. Наверное, он хотел переместить защитника, кстати. Там перемещений больше всего. Скилл вообще-то. Так, еще один накерок пошел. Еще один накер, что мне очень нравится. Очень нравится. Очень играть на сенте. Аж гордость берет нашу дубовичку. Я не знаю, как он третьего накера сыграет, никак же. Раз ему не нужен. Что он положил, интересно? Сангриаль положил? Интересно. Ну, кораблик опять. Легендарный кораблик Миямона. А, не кораблик? Мне кажется, не успел. Мне кажется, не успел. Это вряд тот. Так, я суть нахрюкал, но... Поможет ли это ему? Because that rope was perfectly timed and perfectly played out before it ended. Now the tome, of course, is on. Странно, почему защитник нет в колоде изначально? Кого? Севера? That's right, and all this rope is making me sweat a little bit, Sealy. I've been in this position too many times, and it's not ended this well. That, yes, I'm aware. Shinri, of course, closely associated with the rope club. Вчера просто Анти на первый Эрланд Винкон, ну да. Играет каратку, смулиганил ее, чтобы сыграть. Жестко. Миямона скоро карты могут закончиться. Миямона увидел, он старше, чем я думал. Не знаю даже, что сказать. Он не старый, он мудрый. У него мудрости очень много. Да, у меня могут карты просто закончить сейчас. Пальма. Блок такой. Хотя нормально на самом деле. Эту карту и блокаем. Более чем. Не пасует, причем, не пасует. Там играют до Талова. Да, как будто этот Миямон будет тяжко забрать этот раунд, эту игру, в принципе. Как будто бы. Окей, кукловод уже скоро на подходе. Бугурты играются. Старый воин, мудрый воин. Так, ну есть время на... Окей. Ладно. Я ожидал компаньонов. Что за карта бокал вина? Сангриаль. Усиливает отряд на 12, добавляя настой, нанесите 12 единиц урона этому же отряду. Можно очистить. Кого-то на 20? Пока что да. Ну, меньше, меньше. Ой, защитник еще. Защитник это сразу... Гильем. А Гильома хватает? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Нет, надо обязательно ставить этого. Другого чела сначала надо ставить. Гильом не заберет его. Надо ставить сначала Мильтона.
Чердак качает руку. Он пытается выпушить. Мильтоний. Не хватает. Мильтон, потому что не хватает. Потом Гильем, и главное с рядами не ошибиться. Потому что может не хватить места для кукловода. То есть, кто не в курсе, Гильем заберет статус защитника. Вдруг кто-то не в курсе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Не хватает что-то еще стата, я понять не могу. Он может лидерку потратить. Потому что 14 ему не хватает, не хватает. А, хватает, все, ровно. А, он на рандоме попал! Он на рандоме попал! Он пассивка попал на рандоме, Миамон. 14. Она должна была быть 13, ребят. Он ему дал рвение и забрал себе статусы. Господи, что они творят? Анси не тянет в Гильома, но его же надо пробить еще для этого. Пипец. Что происходит? Что происходит просто? Привет, Ирис. Пас? Проблема кукловода, что он забирает отряды... Ладно. Он забирает отряды только с рукопашки. Кажется, или китайцы напрягает и много японцев, может быть. Какая жесть. Но Миамон будет пытаться 2-0. Он должен выбить Эрланда. Exactly. Лавка нет. Ух. Какой афирец жесткий. 4. Пас. Очень странный пас, на мой взгляд. И пес какой странный пас. За награды рубашка и титул. Он не стал выпушивать из него пытаться. Ну, в третьем тупо Миамону нечем будет играть. Чем-то я играл до Талова. Плюс карта. Плюс 2 карты получается. Плюс 2 расхода. Просто тут сейчас будет одна голда. Анси Эрланд. The leader charges are there, and the leader charges put tokens on the melee row, which becomes a little bit tricky for Joe, but uses them now, perhaps for that exact reason, does not want to give Miamon a single bronze in the round that is about. Он сейчас доберет голду. Он будет добирать голду. Успел. Он добрал голду, чтобы кукловоды не сыграли. Он добрал голду, чтобы кукловоды не сыграли. Ну... Придется какие-то карты в сброс кидать, что ли? And also, it's a gold card. Yeah. It is a really, really big thing happening because now Joe is drawing into all of these boosted. Ну, золото он нашел. Он сбрасывает. Discard. That was so fast. But that you have to do that because the strategy revolves so much around the master of puppets. But we do see Miamon still. Конец сбрасывает. Belgafort, Vigo. Жесть. Так. Анси зачем сбросил, чтобы больше было статов у Эрланда? Потому что Вильгефордс проходит. Анси.
Кстати, если он бугур там усилит этого бородатого, полибора, то дэмэдж полетит вроде как. Блок, наверное. Он его сбрасывает. Он все сбросит. Да, он все сбросит, ребят. Сбросит все карты. Он бросит все карты. По-моему, мемов не хватает, ребят, уже никак. Да. Почему в эту карту? Почему в эту карту? Уже по броне ударил. But Myanmar just played out this Sangreal, kind of knowing that it was 0 points, because there's no way to purify this status, right? Он поплыл, по-моему, да, есть такое. Ну, изи баллы тех, кто за китайца голосовал. Получается. А вдруг хватит? Чтобы эту центовскую обилку не сыграл. Вильгефорс на 5. Уже ничего не хватает. Он с Сангриаль странно сыграл. С Сангриаль он странно сыграл. Зачем? А, блок. Окей, я что-то даже про это забыл. Не хватает, нифига. Блин, очень близко. Как же близко. Очень близко. Рукопашку Вильгефорса накидать. Очень близко, ребят. Жесть. 4 очка. 3 очка. Блин, если бы он кинул Сангриаль в коня, он бы выиграл? Нет. Он обратится на 2 очка тогда бы. Хотя, если бы он раньше, если бы сначала он поставил слева-справа карты, возле коня, а потом бы кинул в него Сангриаль, это 2 очка. Но он бы не выиграл, но... На 1 поинт была бы разница тогда бы. Да, у коня грация. В теории он 2 очка мог еще получить, но не 3, не 4. Да, Сангриаль все очищает. То есть надо блокировать ее. Он Петре не дал в коня? Зачем в коня Петре? У коня нету ничего, приказа нет. А, усилить... Зачем грация? Грацию он мог с Сангриалем дать. Так, баллы за китайского гения. Выбрать исход. Братишка из Китая. Кто победил? Братишка из Китая. Завершить прогноз. Вы уверены, что братишка из Китая? Да. После подтверждения исхода, пользователи, которые выбрали указанный вам исход, получат следующее количество баллов. 16 500. Получается, да. Фига вот... Ой, господи. Блин, там по 16 качеств баллов будет у людей. Вы чё, ребята? Вот они прогнозы. Полностью переделывать будет экономику Twitch-канала. Так, начинаем прогноз. Погнали еще. Погнали, минута, ребят. 1-2. Легендарный бой. Варшван, Эверджи, Энджой кидает эту карту и дает пас, да? Красота. Не, тот матч был прикольный, очень прикольный был матч. Колоды более мерзкий, чем Рубалой, по-моему. Какое казино? У меня 420 баллов. Ну. Так, за братишку из Китая уже впряглись. Немножко. Так, окей, заход у Скайтейли неплохие. Неплохой заход. Бриков нет.
Надо смотреть. Миямон не выбывает, он одну катку проиграл всего лишь. From where I'm looking, because we saw how tall units can get when those boosts are really targeted for the Master of Puppets to utilize that big yoink. But what if that backfires? What if that Curse of Corruption can come in and sweep like a huge target that was just swapped out with Master of Puppets? Yeah, I mean, it's possible. We could even see, like... I don't want to say it, but like, what if we... Врачи контроль, как мы знаем, контроль играет следующим дебаф. Но это не совсем тот контроль. Главное не сомневаться и помнить, что Миямон непобедим. That's right. Miyamon likes to play Golden Necker in round 1 with this deck so that you can put it back with the Alyssa or the Asir. Все, он может Сири как-нибудь убить через точный удар. Там есть карты, которые в себя бьют. Можно точный удар попробовать сделать. Можно попробовать сделать точный удар. По-моему, одна карта бьет только по себе, да? Только одна эльфийская карта бьет по себе, которая 2 силы имеет. Я бы ролял. Шансы неплохие. Да, катка интересная была. Да, он играет так. И смотрим. А, не рольнул. А мог рольнуть. Самая лучшая крайняя. Левая. Идем нахер тусент в ладере. Геймплей через клоунаду. Ой, накер сразу идет. От белки надо отыграть. Сразу играет Асира, что отыгрывает от белки. Ой, он не играет. Ну все, белка уничтожает накера. По повыше можно поставить Цири, Вильгефорса или Асира. Блин, минус накер. Он сразу накера не вернул. Вопрос. Как-то не очень по заходу, видимо. Белка соло, но получается. Arcane Tome on top of his deck so that he could Palmerin into it and get his Golden Necker again in round 1. You know what just happened? Oh, never mind. There was a squirrel. Exactly. The squirrel coming down on the Golden Necker. This is a single Golden Necker list now. Yeah. Only one of them is Да ладно вам. That is true. And it was the Arcane Tome. Maybe that was the plan, but it got disrupted. So very heads up play by Joe, knowing that, you know, there is the... От белки надо было отыгрывать. Там вообще 0 шансов, надо было отыграть 100%. Как будто после этого можно даже подсануть попробовать. Или братишки из Китая тоже будут прожимать. Хуй ставка сыграет. 2-2, думаете? Прикиньте, Миямон не закроет эту колоду. Что у китайца осталось еще? Завещание. Ну, завещание, я думаю, Миямон проходит на этой колоде. Если что. Да, завещание он должен проходить. То есть, если он это не проходит, завещание большой шанс. На красный тем более. Я думаю, нормально. Это завещание на синий, блин. Не знаю, короче, ладно, тяжко. Потно. Вроде бы и Миямону хорошо на синий, на красный, но и завещанием на синий хорошо. Когда 5 кабалов перестало быть 500, где-то неделю назад. Потому что у нас в последнее время игры за баллы проходили. В топ-топыче. По-осетски Миямон забирает. How much power does he really have left? There's no Golden Necker anymore. There's still a lot of masters. Что делать Миямон, когда создал колоду, блюет 3 раза, потом играет? И так каждый раз.
Через Асиры, нет, через... Да, Асиры возвращает карту. Кого он может вернуть? Он может вернуть Лжецири и Сангриаль. Асир возвращает Лжецири, а Алиса возвращает Сангриаль. По-другому как? Ему надо очень много карт для этого всего. Железобетонно. Нет? Кого он вернул? Банку вернул? Так, ладно. Хорошо. А как баллы поменять? Я не хотел ставить на Мемона. Master of Puppets really is the Тяжко. best win condition, and without the zeal, the guerrilla tactics has so many different ways to kill a 4 strength unit. Absolutely. Yeah, of course there is no defender anymore to float these Master of Puppets down, so they are going to have to come at a time where they Неплохой. bounce back either by Персональную, который стойкостью играет. Неплохо. for now is being played. Let's see what the create is here. It seems to be a Giant Slayer. Pretty nice value on this card as it will start chipping away at that Azir. And if it gets the death blow on Azir, then that will gain resilience. However, as we know, Miamon does like boosting his own cards. So perhaps chipping away at that Azir is not really going to happen in this matchup. I mean, it is a bronze, so even if it gains resilience, that might end up being Riamon's resilience. Но Сангриаль, если он вернет, что он с ним сделает? Что он вернул? Сангриаль или указ? Сангриаль. Сангриаль, но без Лжецири. Ну, он может заблокировать его опять-таки, но... Суммарно это за 2 хода 15 очков. Это много, но... Ну, спорно. Посетский. И раунд будет долгий при этом. Смотрим. Я слышу от англоязычных комментаторов Master of Puppets. Думаю, в первую очередь про альбом Металлики. Какие-то песни в голове обычно. Идеально плюс стойкость. Колод красный со стойкостью, но... Ему еще надо искать карты. Ой, китайцы брики приходят. Ой, 3 брика. 3 брика китайцу пришли. Он не очень рад этому. Ну, очевидно, надо убирать... А кого? Подожди. Камень можно сыграть от руки. Камень можно от руки сыграть. Я бы убирал эти броники мастерские. Камень бы оставил. Камень оставляем, броники убираем. Я вам подкрутил. Это неплохо и... Каратка, отлично. Я тоже хотел посмотреть, а уже посмотрели. Нормально, нормально. Я ему наставил как есть. Seriously? Эволюцион очень рад. Игра просто сказала, что побеждать запретила партия. Окей, будем знать. Ритуальчик сразу. Думаю, ритуал сразу. Кукловодов убивает точные удары. Не точно, ну, короче, так много что убивает кукловодов. Камень убивает, подношение убивает, все убивает. Кажись, 2-2 точно уже. 2-2 точно. Банка. Не, он ждет. Ты только сейчас зашел, Петр не дает поинты по приказу рвения. Да, по приказу дает рвение, а по размещению дает 3 поинта. Поэтому он там ничего не потерял. Ему некого было бафать там. Вернее, некому было рвение добавлять. Короче, что-то тяжко. Японцу защитник нужен, но вряд ли он ему поможет. О, у него еще бафает. Ему душа нужна.
Темная, какая-то Миядзаки. У Миямон похож на китайского ебасика. Смешно. Ладно. Ну... Верните мне мои плоды. Мне кажется, Миямон просто тоже ставку поставил против себя. С какой стороны Миямон? Из Японии. В общем, ребят, что-то тяжко нам. Еще и долго идут ребята. Равно долго тут. Ритуал наконец-то отдается. Не, против завещания какое-то попроще будет. Без контроля циклопа, рандит. Все. Сражается как самурай, да. Сангриаль дает. Он эту карту заберет себе. Вот. То может отдать братишка из Китая. План Б. Я бы, наверное, давал. А, ну или Симлосов в мастерские, точно, я забыл. Жара в себя. Ой, все в дэмэдж. Все... Очистить от настоя? Можно очистить от настоя. Ну, разницы никакой нет. Хотя вот этого челика он может как-то пообузить. Да, смысла очистить нет, потому что его забирать будет. 60% рубашки, неплохо. На Кихуна похож из игры в кальмара. Если Миямон проиграет, как самурай, должен делать харакири. Блин, жестко вы. Жестко вы на него. To boost yourself, but here comes the Morlahem lock. Maybe something that Joe doesn't really want to remove just yet. Also, leadering to put it to 13, not as easy to remove anymore. Hoping to save that unit on Miyamon's side of the board. And it was actually a really good call by Joe to get rid of that curse of corruption. Слишком много контроля, слишком много. You know, this now we know why he used the COC instead of the Shuru, because you know once these Радку можно отдать. Start boosting his side of the board, his COC is gonna be scorching his own unit. But Miyamon's made a declaration of war by locking this. Рубашка на 27, или она мне уже не светит? Да, завтра еще будет, поэтому еще есть время получить рубашки. Помню, ни разу, когда вот были трансляции, как минимум за год-два, не было такого, чтобы был турнир, и за один турнир, за один день получали призы. Обычно всегда они шли дольше. Надо было 2 трансляции сидеть. Так, распределяет мальца. Просто бафает. Ну, это каратка, я не знаю, на что надеяться. Это типа каратка. Сколько завтра? Примерно тоже 18. Я думаю, да. 18 по МСК. Харакири это что-то другое, сипуку вроде. Это увидеть себя. Сипука, харакири. Я, кстати, не знаю, чему они отличаются реально. Странный плей, на мой взгляд. Окей. Миямон хочет стартовать с кукловода, я думаю, да. Там не так много целей. Но завершает Миямон. И карту он эту получит себе. Сегодня последняя катка? Нет, еще будет одна. Ну, еще одна дуэль будет. Матч. Да, проигрывать кто не хочет, поэтому тянут. Идет Миямон, пытается. Ну, кстати, может сыграть этот отношение на 0.
Жесть. Unfortunately for Нет, Joe, шанс есть у Миамона. 17 is not a number that you can shiro. Ширу на 3, да, тоже верно. Oh, how sweet it would be if you could. Lovely it would burn. That's right. But it comes out on the board. Ширу просто ставится. Мне кажется, он посчитал, ребят. Мне кажется, он посчитал. 9. Да, он посчитал. Он не успел. Он не успел, ребят. Он не успел. Because Miamon has a Vilgafort still in his deck that's unplayed. Luckily for Joe here, though, Miamon does not have access to it because there was no golden necker to be played. Он не успел досчитать, ребят. So Joe's actually not going to get punished here. And now. Так, отличный баф для Миамона. Блин, он просто не успел, ребят. Теперь Ширу не убивает. Если только его просто бафнуть и ждать. Отношение баф... Ну, ладно. Нет, я бы банкой бафнул его. Да, я бы банку сейчас прожимал. Блин, прикиньте, этот плей сейчас чисто проиграет игру. Из-за того, что Ширу не успел сыграть. То есть он бы убил... Ширу убил бы Гильома, а защитника... Ой. А Ван Мурлигема убили бы этим. Караткой. Кратко в 42. Свою? Я не знаю, насколько это правильный плей. Все равно забрать что-то будет. Не знаю. Как будто бы да. Кстати, а если переместить коней эльфийских, они ударят? Переместить, вернее, с одного поля на другое. Да, Гильома надо было кратко. Ну. Он не бафает бронзу. Симлоса дает. Так, тут он чистит себе, забирает. Ну и забирать он будет пытаться коней. Он будет пытаться забирать коней. Играть сначала бородатым. Дает единичку. Кратко в себя. Не хватает кратко себя. Кратко себя не хватает. В этом проблема. I'm really sad that it looks like this Shiro is going to end up being played for 3 points. It doesn't seem like it's getting clicked here, because. Он дает ему. База забирает семерку. Нет, сразу забирает эту. Ну ладно, окей. А все. Теперь кратко в 12, 42 вернее. А, не хватает, не хватает. Не хватает. Пони не ударят ведь? Да, не хватает уже никак. Okay, so the tallest unit that he can seize is a 7. It's not huge because you're giving him a 4 and it's a tie! Пипец, ничья. Понял, если бы кони ударили, кстати, если бы работало оно так. Какая жесть, они будут переигрывать, ребят. Мисплей? Где был мисплей? Пипец, какой бот. Господи, какая же дичь. Они будут переигрывать, ребят, на этих колодах сейчас, на этих же монетах. А, то, что чел времени не хватило, да. Да, то, что чел времени не хватило, факт. То есть Ширу убивал карту, факт. Жесть, какая жесть, это контентище. Миамон, по-моему, Миамон все правильно сделал. Что Миамон сделал не так. Он вроде все правильно сделал. Жесть. Эти самые тихони в классе после уроков. Блин, а баллы, а как баллы распределить? А как баллы распределить? Вот мы и приехали. А как, кому балл? А, так да, следующая катка. Все, точно, следующая катка. Да, следующая катка. Да. Жесть.
Вот и игра. Ждем следующую катку. Какая жесть. Вот это контент. Ну Накер, да, Миамон Накер забабуинил. Братишки с Китая не успел посчитать и прожать карты, не упил карту, да. Пипец, это пот. Для Миамона все равно это хреновый матчап. Мне кажется, он его никак не выиграет. Сейчас только хуже может случиться. Они берут те же колоды на тех же монетах, по правилам. Да, мы досмотрим эту катку, я по баллам посмотрю. Возвращать будем. 6. Как братишка на китайском? Сётя? Подожди. Гёге. Геге. Геге это, по-моему, старший брат. Подожди. Геге. Геге или Гёге? Нихао Гёге. Тито Конг, да. Заходы у обоих вроде более чем. What they might have learned from that previous game, maybe Joe will decide to pull the trigger. Он поддался как будто. По-любому так оно и было. Как его называют, они перевод? По имени. Ой, какой пот, жесть, как они затягивают эту игру. Как считаешь, играбельны колоды Миамона? Все колоды Миамона играбельны, но просто они необычные. Да, Накера не нашел точно. Накера не нашел. Только не понимаю, зачем защитник отдается за этого. Как-то темпануть и уйти. Yeah, Guerrilla Tactics really is the or the deck that has the most answers from Joe's side, and here again we do see the series, неплохо. fall series come down there. Наверное, Криолер возьмет себе. Does use the Imperial Да. Diplomacy into an orb. So now the orb is actually in Miamon's graveyard. Странно, что он не обращает, раз он хочет пасовать. Because Miamon plays enough specials, right? Неудача. Подожди, он лжециря, только сейчас заметил, что он лжециря дал. Сейчас он играть будет. Броньку можно дать. Armorer's Workshop, but double backup in hand as well as the loose Armorer's Workshop currently in Joe's hand. True. So both players drawing a little bit worse this time around. But let's see how they adapt to the situation and what they're going to change up. False Siri now. Радко Ширу не боится дальше? Да, даже. Так если в этом раунде они отдадутся, то он только счастлив будет. Они не отдадутся потом. Yep. Another interesting thing is that there is no tall punish really in Joe's hand currently. Тем более под Ширу там ничего не прокачано. Squirrel, and we did see Squirrel being really impactful in the previous game. So Miamon. Вернее, Ширу никак не бафнут ни через фляжку, ни через подношение. По-сетски. Ну, это 2 карты даются и будут играть в долгий. Было вообще на турнирах? Ничьи, да, были. Конечно, бывали. Скин развида хоть один в мире получит? Посмотрим. Ну, у меня не прочитано было только Санвантер и Кэтбургер. Я поставил 3-1, а там 3-2. Так мне пока что все идет правильно. Даже у Миамона. Не Родовида, а кого там скин? Там не Родовид скин, там скрытый, по-моему, был. Или кто там был? Не помню. Картинки нет. Я вообще про это... Это подумал изначально не про него. Ну то, что у китайцев есть проблемы с лжецирем, мы помним. А он об этом знает, надеюсь? Скрытый в черной броне, да.
Ну, точный... Блин, ему не хватает же. Окей, он дает. Он понимает. Дениску? Жестко. Один из винконов. Еще не добил карту. Короче, хреново что-то как-то. Китаец много отдал. Китаец остался только контроль и дофига бриков. Не слишком ли? Как будто многовато. Ну, он не добирал никак по-другому. У них с лжецирой постоянные проблемы у китайских бойцов. Ловит брики китаец. Ямон мулиганит раз. Добирает. Мулиганит Сангриаль. Добирает. Но не находит он. Ну, поставит обычную цири. И все. Плавода. А что может Алиса затасовать сейчас прямо? Ничего. Лжецири. А, лжецири не затасует она. Только Асира может. Неудача. Короля нету, рыбака. Указа нет. Асира нет, ничего нет. Просто ничего нету. Зерканский родовед? Я бы кукловодом играл. Потому что ему желательно все выкрутить. Кипотный катки, жесть. Кукловод отдается. И уходим в долгий третий раунд, где самый контент, самый сок. Ему надо пипец как карты искать. Ну, Накера он 100% находит через Матахури. Каратка. Китайцы один брик. Один брик у китайца. Ну, вполне у китаец неплохо отбрикался. У меня моно похуже все. Но... Он оставляет так, как есть, да? Накер он может через Матахури достать, 100%. Спылов двое. Отрядов дофига. Тяжко что-то тут. Плохо, движочек. Можно сразу его завалить. Нет, ничего не делает, окей. А прикиньте, точно с этого, с вот этой карты. Не помню, как это называется. План Б. Запасной план. Ударить. Получается по двойке и сразу там... А, она на 2 бьет, подожди. Окей. Все равно можно как-то пару карт сразу выпилить одновременно. Как минимум, эльфа он точно убьет. Блин, так там много не найдено. Ритуала нет. Ой, блин. Не, у братишки с Китая прям плохо. Очень повезло теперь ему, что выпал Ведьмак, а не... Там 3 брика было, 3 брика и 3 хорошие карты. 50 на 50 ему рольнулось хорошее. Да, мата забрикатимлась, но нет. Ему он играет 3 накера, 2. Ну, через Алису можно засовать Сенгриаль, через Асира можно засовать Лжецири, то есть там много возможностей разных. Вот мата не помогла. Скорее даже заруинила. Такую хорошую карту дала. Нишка может сыграть. Смотрим. Лжецири, Сенгриаль на месте. Combo that in one turn. With the melted, because melted is also here, so that would be like the ultimate combo. We already saw the Siri plus Sangreal, but add Milton to the mix, and he also gets to utilize that boost that will be put on. Нейра вышла из чата, но ему скорее ритуал уже было, а не романтия. Exactly. Теперь, получается, братишка из Китая играет новым юнитом. Чем ему 2 карты из бросов колоды? Я уже объяснил. Лжецири, Сангриаль, то есть многие карты он может переиграть.
Братишка не дает ему сыграть два накера, да, не даст. Не даст. Только если он находит указ. Ну окей, но... Ну типа эльф работает теперь. Что-то будет очень сильный. Ой-ой-ой, нет. Какой кал выпал. Отвратительный порядок. Он эльфа сейвит. Его же, наверное, можно кинуть. Отвратительные карты выпали. Одни из худших. Еще 2500 поинтов я смогу сыграть величайшим стримом дядов? Ожидаем. Дядов. 6 какая-то. Эльфное перемещение только. Дисплей? Я чуть не заметил опять. Просто четверка ставит. А, была белку? А, кстати, точно. Что он белку... Это, кстати, факт. Я даже это, я забыл, что он накера сыграл. Братишка из Китая, видимо, тоже. Это очень странно. Это очень-очень странно, ребят. Братишка из Китая понимает это сейчас? Он понял, ребята, это, он понял это, он понял. Он понял это. Он это понял. Ну, видимо, и тогда мям он должен забирать. Он понял. Чем я бафать? У него же усиление слетает, разве нет? Окей. Джо под Вильгефорца бафнуть бронзу. Он понял все. Братишка там уже ответ 300. Мы его ждали. Сейчас сгорит, да. Бугурты. Ну, рыбак уже не нужен, наверное, даже лысый. Лысый. Поздний exactly. Да. Лысый лисен. Нет. Ой-ой-ой, долго. Ну, Сангриаль не найден. Реально очень много играл. Очевидно, больше, чем бугурты. Ритуал не найден. Ну, может сыграть ритуал. Ритуал на 17. А, потому что Сангриаль был. Я что-то сплю. Сангриаль же был. Забейте, извините. Сангриаль же уже был. Играя ритуал, он играет еще один бугурт. А бугурты очень хороши, потому что он может сразу дать и первый бугурт, и второй бугурт. Да. Все, он дает 2 бугурта в одну карту в Цире. Почему не полимерин в Цире? Ну, он хочет его лидеркой сыграть. Разница. Можно до кукловодов еще забрать что-то. Что-то. А, не, она 8. Забейте, извините. Ну ладно, разницы особо нет.
Да, один бугурт полетит. Что-то я уже засыпаю, видимо. Тоже пиво лью. Пиво льется через край. Надо смотреть, как сыграет этот Ширу. Он отыгрывает от Ширу, по сути. Да, он от Ширу отыгрывает, ребят. В эту карту летит каратка, видимо. Либо подождет. Так, Ведьмак ровно 5, 4, 3, 2. Нет. Только еще каток до победы. 3 победы должно быть. После этого еще одна будет дуэль с другими участниками, другими колодами. Бессмысленно смотреть дальше. Это не сказать, что еще все может решиться. Вот только что у нас была ничья. Так что... You also want to find that inerrancy from the tome before it goes away, because you can see that Miamon clearly does not have special cards remaining, as Joe knows exactly what the deck consists of. But he's running out of time. Yeah, it's running out, and it seems like the Shiru is no longer an option. But is the tome being pressed for that inerrancy into something? Себя, окей. Себя каратка пошла. Не успевать, что ли? Окей. А выбрать успел? Не успел выбрать. Китаец просто не успевает играть. Он просто не успевает за темпом. Он выбрал самую слабую цель, которая была. Exactly, да. But I don't think he was able to pick the unit that he targeted with that saboteur. At least that much was clear. But either way, that rope definitely got a little bit. Теперь уже ничего не поможет. And 2 11s on the board here. Ну, как будто да. Because it's 7 10 13. 7 10 13 16 would be with the vial. So let's look at it this way. The safe numbers for Miamon are like 4 5 8 11, 14. Those are like safe numbers for him, and the other numbers. Капец, конечно. Так, давай подумаем. Подумаем немножко. If something is Shiruable or not. We have 2 Shiru-related terms actually. Schrodinger's Shiru and now Shiruable. Как же он держит, я говорю, клавой стол ломал. But this Milva is also maybe going to help line some stuff up. Joe, I really hope Joe doesn't end up regretting you know, waiting on this Shiru again. But we'll see. It's a 51 point. Просто его ставит. We've got a 12. Что-то успеет перенести. Got a 9, a 21. It's really well spread out power. 2 9s. Sorry, 2 9s for Miamon again. Keep in mind there is a 9 as well on Joe's side of the board. Это можно было. Ладно, смотрим. Ну, 17 очков сколько? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Примерно 17 очков. Ширу убивает. Хрен, что убивает Ширу. Саски в не тот ряд прыгнул, кстати. Он хотел Саски в нужный ряд, чтобы Симлосом поколотить их. Будет он ролять Саски в нужный ряд? Не будет. Он идет Ширу. Бафает его на 7. И прожимает. Arturus Vigo, you can lock that. And Miamon is Блокировка. Да. Блок вытянет. А там вроде бы 3 карты, если не ошибаюсь. Там кукловод, блокировка и кто еще третий? Кто третий? Эти не иллюзионисты. Иллюзионисты, как они называются? Эти вот. Ну все. Иллюзионист, да. Все. Yeah, a second puppet wouldn't even be that good, I think, because the second, second tallest bronze is only 5. Да. Miamon не контрится, ребят. Miamon не контрится.
Все потыкал. Жестко. Да, то нахер в Туценте. Да, китаец посыпался, но там тяжко. 1-3, ребят, 1-3. Ставка сработала, у меня ставка сыграла. И... Так, раздаю баллы. Так, выиграл Миамон. Выберите исход. Миамон победил. Уже скажет? Да, должен. Там переводчик будет. Это финал, это четвертьфинал. Я там покажу сетку. Заруба под фонг. Минус рейтинг, да ладно вам. Да, то, что китаец второго накера отдал сыграть, это да, это очень большая ошибка была. Там было много ошибок, но... Да, мисплеев очень много. В этом турике очень много мисплеев. Third quarterfinal of the day, and I believe I have with me also Mayuko standing by as a translator. Can you both hear me? Yeah, I can hear. Oh, perfect. Mayuko. Кто там переводит? I just wanted to ask a simple question. It was an intense match for sure. A couple matches that we just saw. How is Miyamon feeling? What's going on? What's going through his head? ミヤモンさん、とてもすごい戦いだったと思うんですけれども、今率直にどういった気持ちでしょうか。ちょっとお聞かせください。Так, я услышал, куда встать. ミュートになってますね。Это голос Миамона? You're probably muted. Вот, голос Миамона. 大丈夫です。嬉しいです。Миамона как будто от 16 до 40, да? So he's happy. He's happy. Feeling happy. Very, very, very simple. Anything that he wanted to say about the matches? I know that there were some things that didn't go in Joe's favor, so I just wanted to kind of feel how Миамон интернет покакал. もう少し何か今回の戦いに。Мне кажется, он даже японский не понимает. 特にジョーのもうすごく頑張ってこの結果になったと思うんですけれども。最終戦スコイアテル対、ミルフガードの戦いだったんですけど、もしミルフガードでスコイアテルを抜けなかったら、最終マッチで、僕のミルフと、モンスターが、戦うことになったので、そのマッチアップが結構相性悪くて、だから本当にОй-ой. Как в Японии называют хикки, наверное. 本当に良かったです。もし負けたら自分が負けになっていても全然おかしくなかったので、はい、僕は勝てて良かったです。So that match could be the match was Scoia'tael versus Nilfgaard deck, and if Miyamon cannot beat that second match, he needs to fight against the monster deck with Nilfgaard deck, which is not really good from his Это вещание не увидели мы в итоге, да? So he's now really feeling relieved for achieving the win in the second match, and he also think if he couldn't win in the second match, he would be defeated in the third match, considering that Максимально согласен, ничего нового. Relationships with
decks. Yeah, exactly. Yeah, well, in that case, he would not be. Тяжко было ее, понятно. Thankfully, he made it. Thank you both for the interview. Thank you, Michael, for translating, and we will see Miamon tomorrow in the semifinals. Thank you. And of course, we'll throw it over to Spessy for the analysis. Он попрощался все-таки. О, спасибо, Мэн. We're going to crack straight on. There's so much to talk about. Look at this set of turns. This is all the way back in game 1. Отбухивает. Можно держка, не знаю. Ласт офф-турик или кому-то за бугром реально в кайф слушать в мире. Это последний ласт турик, да. Официальный. Я ему заказал переводчика для победной речи, может быть. Было бы круто, если Миамон сейчас на русском что-то сказал. Он бы мог. Ни слова не понял из речи Миамон, так он на японском говорил. Ласт офф турик, да. Ну, самые жесткие плей были, очевидно, когда игрался Тусент против белых этих. Это просто вообще жесть было. Тут-то ладно, тут вообще ничего такого нет. Вот в этой катке вообще ничего такого не было. То есть... Просто ребята отыграли. Так, раз я вебку выключил, могу шоколадку съесть. Здесь переводчика дали шкарицы вместо одного. Да плохо же перевели. Нет, Миамон по-английски не говорит. And there was a lot of really interesting things going on here. I wanted to highlight the tempo pass here from Miamon. So he's at 6 cards. О, вот это классная была, кстати, катка. Вот это классная была катка. Miamon is just a master of the tempo pass. I think it's the longer that Gwent has been out, the more common it's become. Темпо пас, резко Рубайлов проставил, там катапульта и Рубайлов все друг друга побили. Офигенно. Previously she had to be inspired to give your card Zeal, but now she just gives all of your non-neutral card Zeal, and she was just fantastic. So Miamon was able to get the onsays, which was buffed up by Joe, but not only that, Joe was also forced to play another card. And then if I fast forward, Финал когда завтра? Финал будет завтра. So Miamon, round 1 went really, really well. It forced the long round, which is exactly where they wanted to, that Miamon wanted to be. And then we have this moment. Офигенный плей, офигенно. We saw insane carryover from Miamon with the Idaran, the wagon carryover. There was a shoot which was getting damaged, and then all the Reaver Hunters were just about to clean up this Erland. I would have loved to have seen it, but Joe wasn't sticking around to see the Erland cleaned up by the Reavers. And that, of course, meant that Joe had to get the reverse sweep, and it started off pretty well for Joe, actually. They were able to come out on top. But again, just Miamon's decks are just... Oh, 1 second. You cannot see this. Just 1 second. Having a slight issue with my OBS here. Miamon was just able to put out an absolutely insane turn. Forgive me, guys, as I just fumble around with my OBS for a moment. We'll skip on to the next clip here, I think. Он по-русски говорил, он просто сильно накидался, поэтому нифига не понятно. Да, такой очень странный акцент. Put it back with a sear, just put so many points down in one single turn. The arcane tone was like bouncing back to Joe, who then got a shoop and then a heat wave. My apologies that I just had a bit of a technical hitch there. And then we move on to the most ridiculous game. It was really the big one. So Joe got some points on the board. They had that humongous Erland. Просто не успел Ширу прожать, он бы выиграл это. Sorry that I'm not able to pull up that one and show you, but Joe was able to get that game 3 with that 60-point Erland. And they just discarded 2 cards. They didn't play. Тупо не успел нажать, прикиньте. Because Vilgefortz would have put a bronze on the board, which could have been then stolen by Master of Puppets. But then we have to talk about the tied game, because even more excitingly, what Miamon just said is that if Miamon loses this game, they don't fancy their chances in the last matchup. So this is a huge moment. Right here, look at the rope. This is how long was left on the rope when Joe decided to play. Мне так разговаривают бухие анимешники. Ставит бафает. 9. Закалка бафа. Все посчитал, но не успел просто прожать. Просто не успел.
Надо было ему еще раз. Хотите, он бы убил бы семнашку. And it ended up not killing a single thing. Now, Miamon actually had Vilgefortz stuck in deck as well, so this should have been completely fatal for Joe. But Miamon didn't have the Vilgefortz. Сколько надо накидать, что нужен японский переводчик. But this Shiru never ended up burning anything. You can see the Vilgefortz stuck there in the deck. And, of course, this one ended up being a tie as well. And it was just Почему ты не на турнире? Потому что я из России. Приятного аппетита, спасибо. Я и так быстренько. Чисто так, шоколадка, быстрый сахар. Или что там, не сахар? Быстрее калории. Это было эпично. Откуда Шинмири и Цири качат из Польши? В Польше они в Польше официально приехали. А, нет, подожди. А, Шинмири, да. Они приехали в Польшу и там кастят. Где именно точно, я не знаю. Бдыщ. Миамон прошел, да, Миамон прошел. Финал в каком часу будет? Завтра финал будет. Сегодня только четвертьфиналы. Нужно кидайся перед туриком, и тебя тоже до японца примут. Хорошо, учту. And then, of course, there was this other huge moment of rope. There was actually a couple of them where. Откуда катит Шинмири? Ой-ой. This time it wasn't with Shiru, or it perhaps was. Let's see. There was just so much going on, I almost can't remember. But again, Joe roping all the way down to the wire. Shinmiri squirming in his seat. The self heatwave on their own card. Again, just missing out on a few key. Закратил себя, достает Ведьмака, Ведьмаком не успевает ударить. Как же не успевает ударять? Любимая карта ever. Блин. Любимая карта ever. Дубовики. Как будто Миамон с Адвантер должен быть финал, а не полуфинал. Так они только в финале могут встретиться. Они же в полуфинале не могут встретиться. Если так случится, они как раз таки встретятся в финале. Полуфинал пока что Макпай с Адвантер и Миамон с кем-то. Узнаем с кем. Да-да-да. А вот табличка. Данные деки могут поменяться? Нет. Стреляют как есть. Сколько завтра начало турика? Подскажите, парни. В то же время пока что, как минимум. 18. Давайте я появлюсь. Так, шоколада на лице моем только нету, надеюсь. Должно быть. Ребят, не забывайте забирать Twitch дропсы, проверять, начисляются ли у вас баллы, проценты. Перепроверьте. Это очень важно. Обновляйте страничку. Я уже титул забрал, например. 80% рубашка. 6 часов, ровно 6 часов, ребят. И за 6 часов было 3 пары. Получается, последняя пара где-то часов 2. До 8 часов где-то мы будем тут. Может меньше, может больше. Не думаю, что больше. И она алкаш легенда, да. Да, кстати, ни один китаец не прошел. Пипец, ни один китаец не прошел. Реально, раз китаец вылетел, 2 китайца вылетел, 3 китайца вылетел, офигеть. 3 китайца — это наибольшее число... Наибольшее число... Ну, вы поняли. Китайцев, и все вылетели, офигеть.
Нежданно. Негаданно. Партия недовольна. Вот Кассадвантера, что не так с ней? Today we have one more quarterfinal for you, which will be casted by the lovely Ghost Партия недовольна. as well as Lionheart, and it will be Kaneki Yamori, the winner of the mid-season tournament, and Piable, the #1 Crowns Point player from this entire season. That's absolutely right. Завтра last день турика, да. Завтра будет полуфинал, полуфинал и финал. I'm sure a lot of us has anticipated it as well. Of course, Piable has been around when it comes to Gwent for quite some time. Also very successful at it, and he is here to hopefully snatch another World Masters title. Is what Piable is hoping, of course. Kaneki, on the other hand, also just a fabulous player. Such a good achievement in the mid-season tournament. It was a joy watching Kaneki as well. So let's see as these two giants sort of go head-to-head later on in the next series. Before we get to that, we have one more special guest for you. Let's take it away. Let's see who it is. Well, hello everybody. Thank you for that introduction and Shema Danirai. Hello everyone. Thank you so much for taking the time and leaving the watch party. Как его взрослее выглядит, посерьезнее. All the way to the Gwent Tavern. And we finally get to meet in person. You are a veteran of Gwent. I feel like you've participated in so many events, but now we actually get to meet in person. Как раз меня он побежал на туриках. На официальных Gwent Masters ни разу. Мастерсах. I finally got to have my interview in person. I wish it was as a player, but it's the best thing we can have as a spectator. And Райан, мне кажется, просто выше всех. Все такие маленькие кажутся, когда Райан рядом. That's so nice to hear. Yeah. You still very good player. You nearly made it to the tournament yourself. Вот они ведь могли собрать всех игроков, старичков, и просто устроить дуэли вот в этом месте. Они их пригласили как гостей. Почему бы это не сделать? Было бы прикольно. Как старые добрые. Это было бы, наверное, интереснее. Такие теперь действия. Еще один матч. Еще одна пара. Братишка Пайбол. But I think no one in the community would have minded if Mayamon won the whole thing as well. That would be pretty cool, I would say. Okay, so I did learn one more thing earlier in an interview that Burja had with quite famous ex-Gwent pro. And so I wanted to ask you, do you also have a TikTok now? Nope, never will. All right, that settles that. Я вряд ли что вы придумать будет, вряд ли. Is there anything else that you would like to say to the community? Yes, I would like to say it's been wonderful 5 years that I've played this game. It is the best game I've ever played, even though I've cursed it so many times throughout my journey, and my sanity has never been better since now that I've retired. But yeah, I love this game. Even all the Reddit and Twitch chat, people that have flamed so much. Shout out to everyone who worked on this game. Ощущение, что многие приходят просто сказать, что вот у меня есть там ТикТок, Твич, там вот там я там это, я там то. Говорит, не играю, нет, ну вот вы там подпишитесь, там посмотрите, я там вот этим занимаюсь, давайте. Ощущение, что так вот реально. Я пришел ради этого. У нас уже утро, 2 часа пока, 2 часа. In interviews, but also on camera during the game, so it was always a pleasure having you there. Thank you. So thank you very much for coming over here, and now the next step, we're gonna take a look at our next 2 players that are coming up, and then after that, we're gonna throw you to the bracket while we set up our next pair of casters. Так, любимая карта — это Рал. Кто помнит, как он это Рала случайно положил вместо кого? Вместо... Блин, не помню кого. Вместо кого он положил это Рала? Этот... гном, который баф усиливает Дриаду, Красолюда и Эльфа. Он победил мид-сизон, вот, вспомнил. Он сам это сказал. Вместо Брегина. Может быть, да, вместо Брегина. Да, точно, по Брегин. Рал затащил, да?
У него локация как будто в каком-то сталкере просто бункер. Да, Брегина. Это шкаф особенно. И элдербладовцы. I would be okay facing anyone else, but not playable, because his lineup is super great into mine. Да, аж какой-то нейросеть нарисовал. So I think I got bad luck, but I still believe I can do it. Битва прям таких титанов будет, прям очень старых игроков, очень таких командных таких. Киберкотлет. So hello, I'm Payable. С регалиями. Random Polish kid that likes to play children's card games, and you might have seen me in a tournament or two. But my favorite moment from them is when I won my first Любимая карта. series versus Colemon, because it was the Dragon Какие-то врага баф тетрала, нет. my own ship, so he sacrificed his own Culturis. And that won me the game and the series, and then later on I managed to win the Gwent Open and then Gwent Masters afterwards. It was like the start of my competitive career, I guess, and it's a moment I will always remember. Alright. So Kaneki is a really nice guy, and I really like him, but I think he's gonna struggle against me a lot, because I have a pretty favorite lineup against him. And he also has a pretty troll Nilfgaard deck. But I mean, I wish him good luck. He's probably gonna need it. And yeah, I'm pretty optimistic before my series and also the whole tournament, because I only really wanted to avoid drawing Magpie, because I think he's the only person that has a favorite lineup into me. And well, he's on the other side of the bracket, so that's kind of perfect for me too. So I'm honestly really happy about this bracket. Ставки? Такой вопрос, когда играешь Макс, есть ли разница, в какую карту тыкаешь, или рано перемешивает? Ну, ту, которую ты тыкнула, в самый низ кладется. Разница есть. То есть никто не предлагал бафнуть Итерала? Привет. Никто не предлагал. Привет, здорово. Ну, давайте ставочки. Ставочки, 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 ставочки. Of the 4 semi-finalists, but there is still one more to go. Oh boy, it's Firebolt and Kaneki. Так, запускаю, скоро будет. That is quite the series. Can we follow up? Так, Канеки. Фаербол. Wow. Okay. Давайте на 2 минуты. Fireball was quite confident into Kaneki's lineup, and Kaneki was a little bit nervous too. But I think we should check what everybody else thinks. What about those divinations? How? Русские хоть раз походили на World Masters? Да, очень давно. Конечно. Да Fireball прям топят. Пока за Канеки ставят. Now, of course, I don't think I've ever managed to cast a series or an event where Fireball wasn't in, where he wasn't the significant favorite among the community, which you can understand. He's a lovely guy, but we have so much for these, right? This is going to be an incredible series. Сложная ставочка. Мы еще колоды, кстати... да, колоды еще не видели, а вы уже... Кстати, рано я начал. Мы же колоды еще не видели. Let's start off. And we're going in first with О, Канеки. Солдаты, необычные солдаты. Что вы меня поторопили, ребят, что я забыл. Солдаты с Ива. Очень обычные. Из пик-контроля тут Каратка, Йеннифер, Вильгефордс, Трагран есть. Трагран Винкон может сделать. Кто-то быть французом под японским псевдонимом. Мне нравится. Интересно, крутится очень быстро. Ахеронтия на, опять-таки, 2 монетках. Но без корабля. Кратко. И звери. Необычные звери на дожде.
Солдаты Канеки еще решили ставить на пожабола. Да, солдаты необычные, да и скеллиги у него необычные. Ух, да поебола тут. Ставочка. Как ставочки. Белки самые классические. Белки прям самые классические. Первый колод скеллиги за сегодня? Не, у Макпая были грибы. Должен спать, ты стримил, я проснулся, ты все еще стримишь. Стабильность. Да, именно так. А работа такая. А работа такая, уж простите. Not go with the usual poison package here, but instead brought your favorite engine, Townsfolk. Да, у него без ядов колода на синдикате. Горожане имеются. Очистку положил за то, забаву положил за то. Да, легендарные грибочки. Короче, мне у Канеки лайнап не нравится. Он необычный, но мне он не нравится. То есть, если, вот, например, у Миамона необычный, то он мне нравился, потому что, ну, там интересные деки, как будто интересно что-то может придумать. А тут как будто бы ничего не придумаешь. На Божьей помощи только закрываются, как будто бы. Надо смотреть. Баффы на большие поинты, на очень большие поинты. With a list like this, all of the ability to get many beasts into your graveyard and use this as an original slam, you then have another opportunity to replay her again into a second. The list has some elements of control. It is mostly, though, the rain that's hitting. Of course, тоже старый игрок, да. Даже Турик лутал, где были прям киберспортсмены, прям опытные игроки. Он был даже, наверное, менее опытный по сравнению со многими. И он его залутал. Данила выиграл, который вот был гостем только что в финале. Там прям потная была заруба. Before today, we've seen it last weekend. You want to have your finisher Dennis for as many points as possible, but as we've seen already today, this deck has a lot of control. The one thing that could be problematic for Kaneki is that he is starting on blue coin and therefore will have overall more blue coins than his opponent. And this being a deck that prefers red coin, he could struggle to Надо смотреть, надо смотреть. That's very true. So those are all the decks that Kaneki is bringing. So let's have a look at Paya, and he is here with Imperial Formation. Так, у Пейбола колоды. Ну, Рен Френильфы, какие-то стабильные, но Каприан Вилли, конечно, такое. Как будто бы проще было бы либо Трагорна положить, либо бы провизию какую-то уместить под, не знаю, контроль. Что можно было положить за 9? И за 8. Свирс. Как будто намного интереснее смотрелся. Можно опять колоды посмотреть. Тоже солдаты, ну да, только у него другие, у него Ренфри. Лидию, Анну, ну Анна нет, Лидия, ну Лидию можно, но... Короче, не знаю. Прям Каприан Вилли очень странный слот. Для Нильфгарда такую карту класть, камон. With the number of units that are going to be stacked on the same row as well, you have Triss in here to boost all of them up. It is a powerhouse, and it can be really problematic to face. Now, the card. Очень странно. На прокрутке с Альбой пикинерами. Палка накерная. Латва, Цири. Тут Калькштейн, кстати, есть. Калькштейн. Ядов много. Прям дефолт.
Завещание. Классика, но с Эскелем. Эскель может убить вампиров, реликтов, зверей, ведьмаков. Реликты, звери, ведьмаки. Инсектоидов не может убить, кстати. Эльфов не может убить. У него эльф. Навигатор. Кто? Нагильфар. Короче, очистка навигатора. Что за бред? По сути, Эскель будет убивать людей каких-то. И машины. Люди-машины. Вампиры не умирают, инсектоиды не умирают, ведьмаки не умирают. Реликты не умирают. Звери не умирают, офигеть. В чем прикол? Трупоеды не умирают. Туманик трупоед. Да, Эскель вообще спорный. Каратка и... Ну, каратка рандит. Как будто Игни был бы проще. Да, только людей, по сути, умирают. Убивают. Все многие Хавьера кладут. Ахеронтию, Сезама удалять. Кого еще? У грибов удалять благословения, либо отряды под грибы. У инсектоидов убивать карты под шабаш ведьм. Много что можно завалить. Точно удар у него необычный. С деревом, с ивой, с оксенфуртскими этими натуралистами. Как они называются? Ученые из Оксенфурта. Денис. Симлос опять играет в Броника мастерские. Расставляется и командирским рогом ходит на 10 очков за 7. Ну, такое, как будто бы. Считаешь, мы сможем понерфить север Норвегии? Уже 2 месяца им будет. Может, обилку нерв? Там надо прям как-то под корень менять. Я не знаю, как ее поменять. Хотят полностью убрать катапульту оттуда, посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, он еще агроидов Эскель не убивает. Тут еще агроид в деке есть. Агроиды, эльфы, звери, инсектоиды. Реликт. Ничего не убивает он. Что вот тегов относится к чудикам, а их много на турике. Храм нерфить. Лев, приветствую. Надо смотреть. Ну, как будто Канеки может заблокировать завещание. Хотя завещание Эскеля. Боится ли он Эскеля? Людей краснолюдов убивает. Ну, пипец, много прям. Много кого. Конструктов еще. Это мало, на мой взгляд. On the row, making things like the Great Oath easier. So I think Eudora being one of the latest addition to Gwent has посмотрим, если сыграет, класс. Гнома низушка, да, их так много. Палка вряд ли будет под бан. Демонов убивает. Короче, бан, скорее всего, в завещание, либо нильфа. В Канеке тоже либо нильфы, либо... Кто еще был в Канеке? Звери были у Канеки. Ну-ка. Уже почти рубашка, да, я думаю, за сегодня многие могут получить ее. Вау, Дора, это та карта, которую точно нужно обсудить, да. Просто у кассера, который показывал картонки, у него она анимированная была, он такой решил, раз она у меня анимированная, давайте я покажу ее вам. We'll get to see that pretty quickly, or maybe in few hours. Who knows? Yeah, who knows? Maybe we'll see another tie or two. Oh no, no more tie. The only tie here is this one, I assure you. And it's a beautiful tie. Thank you. So let's keep it that way. Let's keep it that way. But the players do have Смотрим. decklists, and they will be dropped Ну, down. либо нильфы, либо нильфы завещания. Вообще мимо. А Херонтия забанена. С какого это перепуга? Солдата было понятно, окей. Как будто бы белочек стоило даже. Белки или нильфы. Очень странный бан, окей. Завещаниями проходил. Точным ударом проходил. Даже палка, по-моему, проходила. Ладно.
Или 4% рубашки. Из-за профка катапультом это много, может минус силу. Мы это и планируем. Мы это обсуждаем. КТ, когда та же колода, ну, обилки разные бывают. Дальше парень победит самый умный, самый везучий. Это база. I was bullied into it by several people in the Gwent tavern. I was adamantly told I could not support the Great Sun anymore, so I'm a Monsters player now. Okay, well, hopefully that will, maybe gain some more popularity for you. Let's hope so. The final two, this is the last quarter final of the day. If you've been watching along for the whole time, you definitely could have claimed the first drop by now. Make sure you do it. You do not want to miss out on that card back. Definitely. So you need to claim the first drop, and then you will start getting the hours in for the card back. Европеец победит. Today, so if you've been here all day, you should be pretty close. Maybe. But make sure to come back tomorrow either way to see who will be the winner. But you know what? I'm getting ahead of myself. We don't even know who's the final semi-finalist. We don't, and that's what we're here to decide. Now, Kaneki is Почему Лян Хар только одну руку шевелит? Я хотел пошутить это. Я хотел. One of the things he's going to have to really try to do is get this Nilfgaard list through. He was a little bit worried about it himself. Paya also Да, точно Миамон. passed comment on it. We did see it struggle in the mid-season tournament. This Где вторая рука Лян Харда? played by another one of the pros, wonderful player, Puzzle Express. He had a bit of a tough time with it. Could it be that he starts with this list to give it as many opportunities as possible? Команда сейчас не играет совершенно, раньше разваливал на ней. Нет, не играет. Как рофл только. Руки на стол, да. Руки на стол. О, вот она рука. Можно двумя руками, когда на них играют. Kind of have more control over what's happening in that series, right? Yeah, of course. And like from Kaneki's side, he'll be more comfortable with his red coin attempts, so he will probably. Если бы мы не видели левую руку Ленхарда, да. He has up to 3 of them, of course. The Skoyatel match, that guerrilla tactics, mentioned briefly touched on it that it seems Paya's lists are targeting it somewhat. So even on that coin, it will be crucial for him to find a way through, and that could be decisive here for Kaneki. On Pieball's side, going on red coin, he's got a variety of choices, honestly. He kind of has... Надо только женщине играть королевичек потрогать. Жестко, жестко. Фига у них распечатки ссылок на колоды. Можете мне объяснить, пожалуйста? У них распечатки ссылок на колоды, которые в цветом помечены, которые в Google таблицах находятся. Ладно. Очень странно. I don't think Paya is the type to surprise us with that kind of cue. But I hope he doesn't hear you, because he's just going to mix it all up now. That's what's going to happen. Oh no, did I jinx it? Maybe. No, I think I can very much see potentially the mind games between the two players now, because again, expect диск распечатали, да. Похоже. Метаотчет изучает. The guerrilla tactics list is typically very red heavy. Они такой на них пальцами вспоминают карты в колоде. Ты так не делал? Блин. Надо было бы. На карту высший мир значок отобрал. Смотрим. Много бричков пока что. Но придется каменный обвал убирать, если он хочет големом сыграть. Убирается писюн. Убирается саламандра. Очень странный мулиган. Канеки. Ну ладно. Канеки, камера странная что-то. Он как это зомби. No, well now his hand is much better out of nowhere. That golden necker will definitely come in handy, right? Who needs a Fisher King when you can just be talented? Fireball says. Now, we could see the opening to this, and one of the problems with this list is a distinct lack of proactivity. Fireball will be acutely aware of that, and he is currently looking at the lineup here and thinking, okay, do I stay uninteractive? Do I perhaps drop my own Conjurer's Candle here? Because, of course, this... Какие проценты чего брики оставил? Он не будет играть этот раунд, видимо. But dropping something like Candle can be quite problematic, because Candle only stays around for 2 rounds. That is very true.
And as a result, you don't want to, in any syndicate list, spenders are pretty vital. And one of the things that makes Candle great is its ability to be that spender that's difficult to interact. Сейчас бы голем спокойно убивал бы эту шестерку. He's just dropping the poison onto the board, challenging Kaneki and saying, you know what? How about you Просто красануда поставить. put something on the board? Give me something to play with. Ударить. I'm looking at Kaneki's hand and there are a few bronze dwarfs that could be played right Чуть now. подобавлю. That could be the option, but the offering is useless for now. Yeah, unfortunately, not able to work right now. Бьет красанудом. The dwarf drop down. It's not the best target for Fireball either, so it's not too bad. Bonus, if it gets poisoned, you aren't exactly missing a whole bunch. Kaneki, though, this is going to be an uphill battle from here, especially with the hand. A bricked Dow is unfortunate. Well, it's not just Brick Dow, it's also the Armorer's Workshop and also Dennis that you don't really want to play in round one. This hand is not looking great for Kaneki here. No, but on this side, he does have Как будто душная катка ожидается вот это вот. vitality on board if he is in a Терия. position where he can Плюс монетка. find a unit to stick on the board that he can keep. He will at least find himself a useful pass, and that's what he's going to be. Можно на юнит сделать, овечку зарезать. Easily grab himself a little bit of hysteria to again force some proactivity from Kaneki. Кого еще овечкой резать? Цели мало. See the Dwarf Berserker coming down, perhaps being the card that can stick and stay around. But instead, I believe the seeing the offering. Shiro. And we don't know Constantly. what was boosted. Maybe we can Yeah, check let's find out later. what did he choose to boost in the deck here. He has gone for that Shiru, so he's pre-planning giving himself a little bit different range here from the Shiru. And I know we've talked a lot about Shiro in open deck list, but I actually think the knowledge of Shiro deck is kind of Так, дрова дубовые. every second of the game you know he's there. Вообще ничего там нет. And scorch you. That's true. You can see there are so many things that you have to think about, so many decisions you have to make, especially at this level, especially against the very best. So you just never know. Fireball just actually finally dropping something Тут down. красануда. Все бафы в него. Expecting Да, все бафы в него дает. buff here. This to me seems to be him saying, I don't think you can deal with this in one. I'm not going to lose this round on even, and I'm going to get myself out of here. It makes sense. So it's an interesting situation here because Kaneki is really kind of done here. Yeah. As far as the things he wants to spend, we could see the Witch Saboteur being played, maybe the Heat Wave as well. Meanwhile, Fireball has things to play and will play them. And he does indeed. He's just taking it slowly here. A couple of choices. Nice. Could have played the Teshimutna sword for 10 and removing the armor, so 8. Could also just have dropped his own Siri for a single turn. Right Меч now, догоняет, кстати. he is technically he's behind by 13, but it's actually 14, Подожди. 16 points. So he's got a long way to go to catch up here in a single Где меч card. догоняет? He can play the poison. He Меч doesn't не догоняет. give morale. Подожди. Instead, he А, takes плотва. the Teshimutna sword, thins through the roach, and gets himself there in one foul swoop. Doesn't use the Siri. You could see him considering it in the last turn. Just a threat, but no, that is where he goes. He takes Меч хорошо, control. что отдан. He will be happy just to get out of that round unscathed. Hopefully fixing his hand as well. Так. Ой, как много бриков. Getting worse, honestly. 3 брика в руке, 2 можно убрать. Oh, and it's brick after brick. Still happening. Прям что Канеки оставляет брики в руке. Я вот это вообще не понимаю. Yeah. Он что-то хочет посейвить, но я не понимаю, что он хочет посейвить. Зачем это ему? Actually, in this matchup, double backup plan to potentially У него 2 брика, он их оставляет в руке. or some awkward options. Probably more useful to him. He has to change up that strategy. Фаербол ставит свечку. I'm not surprised to see him prioritize Свечка медведь that. летит. He will be Цири. very sad about the Ам, perhaps expecting Fireball to give him an easy Ну, out. каратить как будто бы бред. It tickles me greatly that backup plans are the backup plan for Yes. Sinless. I can't get over it, I mean, it honestly. works. 10 баллов против 10 баллов Dom против knows, себя. but I like it. Indeed. So Paya putting down Siri and basically asking, can you deal with her? Yes or no? Well, there's the option to heatwave it, but it's a risky choice because leaving Candle unheatwaved doesn't feel great. Once Даже не again, знаю. for Kaneki, he is sat in a spot where he doesn't really want to give anything that's here. You do have, of course, the option. Либо каратим, либо не трогаем, по-другому никак. But it's such a powerful engine in this series. He does decide to play it, though. Remember, he is on 8 cards, so as a result,
while he isn't ahead, if Piebol does take the pass here, he will be okay. He can still play one more card. It could end up being seamless almost, but it's such a big card to I would give the Witcher, honestly, in this situation. If that's the case, I'd give the Saboteur. Piebol taking every second, calculating his decisions. With the hand he has, is he going to be more favoured into a longer round, forcing again a bit of reactivity and just constantly damaging? His leader ability is currently a 7 removal, of course. So I'm not sure. Paya seems to be thinking like till the last second. Do I stay? Is it worth it for me? And decides Пас. not. So now Kaneki needs Ну, карате Цири сейчас такое себе, хотя... like you said, it could be the Witcher. Может просто Ведьмака поставить. It seems the least problematic card for me. He could decide, you know what, I don't want. Не так боится этого темпа, тем более юнит на столе стоит уже неплохо. Короче, спорно. Я бы просто Ведьмака оставил на 5. Кратку посейвить бы. Кратко очень нужна, Цири не так пугает нас. Well, let's see if Kaneki can fix that hand first. Yes. Because it could be a short round as well. That's very. Я был чем-то недоволен. Okay, so it's looking a little bit better. He has to be very Very. Максон пришел под конец и... Точный удар. То есть Канеки хотел точный удар сыграть, 2 точных удара вместо 2 кузней. Очень странно. Просто обмазывался бриками. Шура не пришел прокачанный, ритуал не пришел, кузня не пришла. Плохой заход у Канеки. В принципе, обычный заход обычного работяги. Забрикал то и другое в итоге, да. Ну, поражение от незахода. Ну, было хороший заход. Канеки делает инсайд. Да, Симус дрявенький, выглядит как луз. А что он хотел? Он не только не прокрутился к третьему, но и брики в руке оставил. Ну да. На божью помощь надеялся. На бужью. Макси не поставил тоже. Ну и не было. Перемещает, убивает через эту. Да. Отлично ему. Хороший нашел. В принципе, подкорректировать поинты можно. Если он всего лишь на 2. А что за карта? А, это указ. А, это нам просто показали. Ну, ядики, наверное. Споинтить особо нечего. Просто яды. Possibly. In some matches, the poison would be the right call, but he's going to be, and he has taken it. I think he was weighing up this decision, thinking, am I going to get enough value from this? When you can... Можно Макси аккуратно поставить, делать нечего. Анейру в перевал можно, но Шура, очевидно, будет сильнее. But didn't fancy the guard there and instead just holds the poison. Макси. Да, там указ, ритуал в самом низу лежит. Неудача. In what order did I not get my cards? How many more times do I need to mulligan to finally unbrick this hand? And the answer was quite a few times. I think so. It can be really difficult with... Да, Канеки очень грубо играет, прям грубо. То есть не выкручивает, прям экономит. Это найти все на рандоме. Такой себе. Макси награда. Надо будет ядик в нее сразу потом кинуть. Палка фуловая. Готов мало.
Ну, что можно придумать? Симлесс в удар, как вариант. 3-1 или 3-0 Payable Win. Сейчас скажу, за кого я голосовал. 3-2. 3-2 Payable. Глянем. Нам обычно всегда под конец самые душные катки. Вот не знаю, почему так. Самые жесткие, самые душные зарубы. С счетом таким достаточно близким. Я бы играл Симлесса в точный удар. Ну, в этот, не точный удар. План Б. В яд. Яд добивается сразу. Симлесс все-таки будет сильнее в кузню. Потому что, во-первых, отыгровка от контроля, броня. Во-вторых, статы под Дениса намного больше. Если Канеки так дальше играть будет, то 3-2 не случится. А вдруг он на этой колоде больше не будет играть? Keeping alive that assassin and its threat of poison, using it all in one turn. It's a big Клон и электрика, похоже, что ли, оба? If he's willing to do it, he could also just use morale, but you want to save that a little bit longer, I think. We'll see, because he is taking his time, he's making. Ну, калитка будет у Payable лайнап лучше, тупо лучше. Ну, может быть. Так, ну обращение уже свечку летит, а некуда кидать. Если уже подруинить оппоненту более-менее. Тупо некуда кидать обращение медведя. Что он будет добирать... Канеки будет добирать, скорее всего, Ширу. Опять-таки, это ни на что не влияет. То есть спендеры, я думаю, будут всегда. Хотя, надо смотреть. Я играю на точном ударе при 7 бриках, меньше брикаюсь. Но он же ничего не отдал, ни одну прокрутку не отдал, по-моему. Вообще ни одну. Макси не нашел. Все брики оставил в руке, потом во втором раунде еще больше бриков нашел. Часть скинул, потом опять нашел. Ну, короче, бриков много. Обращение в свечку. Белку бафать не хочется. Хочется бафать Симлесса какого-нибудь. Дрова дубовые. И 0 контроль на это. Ширу на 5. Прокачан. Каратить дрова дубовые. Тупо. Но работает. Вряд ли. Ну, от дров дубовых надо избавляться. Минус 6 киберспортивный ход, да. Очень. Но он хочет избавиться от всех спендеров, чтобы их не было. Но спендеров там дофига, как можно заметить. Контроля намного меньше у Канеки, если бы он не забрикался. Просто странно, что он кузню хотел в руке оставить, а точные удары почему-то выкидывал. Точный удар — это контроль всегда лучше. Его стоит оставлять. Голема он оставляет, конструктор, вернее, оставляет он для ядов, для морала условного. Я думаю, он будет играть точный удар. План Б. Он играет кузню. Я тоже немножко удивлен, как и Ленхард, но... Окей. Пэбл что-то кривляется. But the important thing is that bleed goes through armor. Technically, that squirrel could be gone pretty quickly. But yeah, Kaneki just Спендера есть, это очень хорошо. Суть Накера играть сейчас. Уже Сигму юзанул, не заметил. А, типа то, что Брик словил. А, вторая кузня под низку выгоднее, это понятно. Просто Спендер хочется уничтожить. Им это уже никак не получится. Уже не осуществить. Как будто бы стоит сейчас отдать... Блин, а как? Ширу на 5, Ширу 5. Если перемещать отряды, то Мильва ударит лишний раз. Можно, по сути, Цири переместить. Переместить Цири, ударить ей Мильва, и Мильва, чтобы не затасовывалась. Как-то так.
Такой себе. Убить Калиба, Менге, убить Медведя, допустим, и Цири. 3 карты. Но нет, он вообще решает забить болт. Окей. Канеги, ты 200 баллов должен. Скоро уже пора Накера играть. Может даже сейчас. Хотя пока что там даже яд, морал. And that's a real worry. He wants to maximize all of this if he can. A scary situation as now the morale comes down too. I think that might have to go. There is, however, now for Kaneki. В идеале, наверное, Готрик или Игнатий через Накера. То есть одного из них он может достать, другого хотелось бы через Накера достать. But Fireball bleeding away, perhaps trying to think of that possibility as well. But Kaneki can now have a taste issue indeed, and that would solve his issue with both of the Rome locked and units that are now on board. Are we going to see that happening? I can see the hovering around the environment and like, так. Ширу, хорошо. Белку он сейвит. Цири. Я думаю, что он... да, он потратит 1 тик, допустим, в Медведя, да, и в Цири тратит. Окей, убивает все 5. Супер. Я про это вот говорил, и это случилось. Окей, он морал дождался, сыграл его еще лучше. Все еще играет Денисского, играет он неплохо. Прям довольно-таки неплохо. Шансы появляются, но очень маленькие, ребята, очень маленькие шансы. Палка фуловая, если не ошибаюсь. Так что... Ну, 2 яда роляются, и карты по Денисам умирают сразу. Моментально. Ставится всего лишь фрики. Окей. Плохо, но мало? Да нет, на самом деле очень большой отрыв он изменил. Но если Пайбол просто роляет карту, то это будет очень жестко. Ну, Денис тут никого другого нельзя поставить. Просто куда коротко летит. В Игнате, если он придет с Накера. У нас есть еще карта чуда Накер. Если оттуда приходит Игнатий, то это хорошая каратка. То есть Пайболу надо не выбить с Накера Игнатия, потому что это сразу будет каратка. Шансы большие, по-моему. Сколько там карт? Сколько отрядов? 1, 2, 3, 4, 5. 5 отрядов. Если выходит Игнатий, то... Что? 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 Он... Ну окей, он Игнатия не выбил, но все же, на мой взгляд, это очень псевдо. Вбивает немножко брони. Очень такой себе ход, надо было ждать. Он закратил фриков. Да? Correct. Well, in fact, he could destroy it in total right now. He could leader to remove the elf here. There might be no more Vrya Dragoon. There is a bounty on it. There's probably a decent incentive to consider doing it for Fireball. He's weighing up his choice. Ну и там ход на 18 где-то. Уф, он еще даже так убивает его. Probably the correct one as he plays out those extra 2 points of bleeding as well. And Dennis simply cannot be that useful as he usually is as a finisher here, as there are two cards next to each other. Empire just plays it out to bring, well... Лучше играет во француза. Максимально слабо от Канеки, как будто первый раз в этой колоде играет. Да, есть такое ощущение. Ощущение такое есть. 1-0 в пользу Пайбола. Пока очень легко. Так, начисляю баллы. А куда забираю баллы? Исход прогноза.
Так, на Пайбола очень много поставили. Так, выбрать исход. Выбираю. Победил Пайбол, да? Да. Завершаю прогноз. Нифига себе много получаете. Чего так много баллов получаете? It's a possibility we'll see the Scoia'tael again. We have yet to see the famed Nilfgaard list. Завершить прогноз. I'd like to see it. I'd be very curious if it's the one we're going to go for. But getting the Guerrilla Tactics list through is just as important, of course. So, is he going to try it? The fact that he gave it a shot on Blue Coin originally. Давайте сразу уже следующий поставлю, но пока не буду его это. He draws well with the extra mulligan. It has the chance. So that could be exactly what we see. Equally, I wouldn't mind seeing Patricidal Fury here either. No, we haven't seen Skellige for a while, it feels. It does. It does. Well, О, погнали, сразу поставлю. Я уже продолжаю, давайте сразу ставлю. Минуту дам, не 2 на этот раз, а минуту. Канеки и Пайбол. Солдаты против завещания. Завещание на синий. Завещание на синий. He also does have access to Whispering Hillock, which will give him a chance, of course, to grab either to gather the Dagon. Так, на коннект ставят. И Пайбол сразу побольше. Ой, Пайбол прям нормально ставит. Уф, как много. Мулиганятся карты. Играется Ива. Я уже как заметил, Ива лучше вот отдавать, лучше в коротком отдавать Ива. Ой, наоборот, лучше в долгом, чтобы он у тебя был в руке, нежели в коротком ты его резко получаешь. Так, на большинство на Пайбол ставит. За Пайбола. Канеки верят меньше. Because in terms of removal options, this list that he's playing into, it's more engine-based removal. Так, давайте подумаем. He just takes things slowly. Ставят просто челика. Ну, он Дагона не нашел. Дагон не найден. Дагона не сыграет никак. Уф, на, Пайбола поставили. Уф. Будем ждать, будем смотреть. A little bit of flanking there, so that could be something that Kaneki will try and develop right now. Yeah, the flanking engines can be fantastic. Obviously, battle stations as a card can really help you ramp up quickly. Лучше ставить на Канеки, если он лузнет 100 баллов. Это такое, если он выиграет, куш будет. Ну, смотрите. Где киберспорт, если Дагон не в руке? А вот. Случайно не играешь в Гвинт? Грибаркрат, спасибо большое. Спасибо тебе. Скучно сегодня. Будем играть на моего катакана. Эх, надо было тебе собирать не на хайлайты, а на паспорт за инвестиции, чтобы могли увидеть Металлик Денни на Мастерс в качестве гражданина Сент-Китса не виз. А оно тебе надо? Мне нет, например. Спасибо тебе большое за поддержку. Мне оно, например, не особо надо. Но в любом случае спасибо. Так, водичка надо подлить еще. Блин, затянулись катки. Я думал до 7 часов будет, а в итоге от 7 часов. Я думал, проценты иногда поднимаются. На что? У него должны остановиться сейчас. Там подсчет идет. Так, он не дает эту. Медленно, медленно, медленно. Действительно медленно. Не дает типа местам. Аккуратно играет. Especially when you're mostly trying to annoy your opponent and remove the stuff they have, and then you run into somebody who's like, okay, do it. Very much so. This list, again, a nightmare. Завещания, кстати, сегодня не было. Первый раз смотрим завещание. Солдатер разве проходит жор? Смотря какой. Вот такие солдаты могут не пройти. Это контроля много. Но надо все еще найти. Once again ahead, still no stratagem played.
doesn't really feel that he needs to as it stands. His Erendite has grown every single turn, putting it at 3 already. And the gap between Kaneki and Paya is just slowly getting bigger and bigger. And Kaneki needs to start having things on board. Лидерку тратит. Of course, the slave drivers, every Nilfgaard player's favorite best friend, delivering 2 of those engines now, does make it a little harder to play against, as they really do deliver. The leader ability, of course, protecting both. С чего они Ива кладут вместо Йен? Ну, такой колоду только у Канеки видел. А Йен там вроде есть. Там Карат, Карантит. Вильгефорд, Сраган, Ангулема. Альвейта нету. Бокала нету. Рандита вроде нет, да? Actually, it might help Pireball to play it, as he now makes his decisions on what he would like to do. Taking every second here. Does, of course, have bonded harpies, so he could choose right now to play the bonded harpy just to get that extra value. It's the most he's going to get. He really is taking his time here. Paya, doesn't want to make a single mistake, and clearly, it's not worried about the Окей. as much as we are. Что вообще 0 темпа и криовера от пейбола. Жаб не отдает. Папку не отдает. Стратегем не прожимает. Ничего не понятно. It's getting a little awkward for him, realistically. The battle stations does not want to play 2 bronze cards in his hand right now. Squirrel doesn't have a good target, and Illusionist is definitely not the one. Equally, Ramon is for later. Not ideal. Could take something like a War Council. That could be okay. Doesn't really want to play Иван опять ходит. either because the round has not gone long enough. So it's not exactly where he would like this either. So basically what I've heard right now is that Kaneki doesn't want to play a single card he currently has. Душно до конца время тянут, я прям зеваю аж. Да, что-то прям долго они. Interesting choice, because there are some things in the graveyard already to be played. Прям до Талова. But I'm not really sure how is this gonna work out for Kaneki. It's enough points to put him 10 минут на ход, да. hard to commit for such a small benefit and gap. Его не догоняет, что его все ждут и тихонечко тусит в колоде. 80% рубашки, да, ребят, твич-дропсы, не забываем проверять. Не забываем. У меня 90. Канеки упал. Это для работы делаю, это неплохо. Приятно и с полезным. 63, хорошо. Ну, 80 в теории сегодня можно догнать. 63, наверное, только уже до завтра. Класс, по учебе, Офигеть, ход за 10 секунд, да, быстрее пошли. Я не знаю, тут просто размен быстрее идет. Тут особо, как вы думаете, не надо. Просто размены. Pireball been greedy with his cards so far, holding on to those wonderful golds. Now he needs to find himself a lot of points to get back in touch here. He can definitely do it, but how? Это как в шахматах. Один думает, другой ходит, и наоборот. Not something we get to see very often when you're this deep into round 1. And Paya finally Кажется, он ее отдает. Два туманника, конечно, такой себе. Еще и прожимает. Скуп неплохо. Скуп очень даже неплохо. This is how Paya got the point. It makes sense. It was something that you typically 80% не догонит, то посмотрим. Сколько уже часов идет? 7. Ended up needing it. That swing was huge. 25, 26 points there, really putting himself back in contention. Did have to commit a leader ability though, in order to ensure that he didn't lose that extra thinning. It's not Это совет, по-моему. now, it's the consistency for those great cards later, right? Definitely. And so now Сегодня пора на сегодня, да. That Kaneki is going more into the round 1 makes sense because he's finally starting to see some value out. Он тика дает для него. So far Paya was only committing bronzes, but now Kaneki is like, oh, finally a gold card. Бить некого, поэтому ставит рукопашку.
to not have it in round 2 and 3, right? Yes, and he's decided to play the Ducal Guard front row here with that and the leader charge to boot. Interesting, as it does boost form and Fireball taking the... Она не качался, по-моему, все ходы абсолютно. Makes sense. The Erendite still growing, being pretty big right now, and Kaneki now needs not too many points, which makes it awkward though. It does. It's very doable, but he's got... It is difficult here because the Squirrel isn't quite enough, and you'd love to use the Squirrel on an Erendite in a little while. Heatwave, well, we don't need to tell you how good Heatwave is right now. Battle stations... Белки хватает. Только что белка ест? Ничего. But it's overkill. You don't want to do it. Of course, those of you may be thinking, but the engines... Вот они плюс стримов Дэнни. Хотел, отложил выполнение хвостов на завтра, но хочу рубашку, поэтому решил сбить режим сна, нажать посты. И рубашечку получить. Ну, как плюсы. Ой. Прожимает, ну, белка. Каратка. В жабу. Очень странный плей, окей. Белка идет в суккуба. Вопрос, будет ли вы Канеки душить? Дагон. Магна. Бронза. Кратко в жабу. Странный плей. О, Трагерным бы. Трагер в первом мог выиграть игру. Я скажу, как это такое. Кстати, Трагерн бы Дагона съел. Либо было кратку в жабу кидать, ну. Канеки решил, что так надо. Ну вот, он много карт тут не находит, это пипец какой-то. То есть Ангулема нет, Вильгефорца нет, Инфер нет, Морпеха нет. Ничего нет. Пас, жаба. И в долгом вещание, очевидно, сейчас смотрит, ощущает намного лучше. Как он от турика добрался? Может, ему уже этот турик пофиг. Вильгефорд очень нужен. Бронза летит в руку. Мульганится турнир. Получается Йеннифер. Белку мульганить. Суккуб мульганится. Окей, кратко. Ну, наверное, с указа возьмет. А у него есть указ и этот холм. А читку не нашел. Ой-ой-ой. Ай, белка. Неудача. Неудача, рискнул. Вильгефорс или Родерик нужен? Что оставить так? Он играет все по местам и 2 карты добирает. Пусть пацан добирает карту. На плане вполне себе еще может добрать. Диана не могут нильфы существовать. На скидку с какой колодой на турик бы залетел? Рыцари, по рофлу. Легендарная сборка, секретная. Секретная разработка, которая проходит у Сенты и аристократов. But here it is. And yet, unfortunately for them, it isn't a scenario this time. It will be the value here, just going to grab. Is he going to go for the throw? Можно поставить этого с симбиозом. Он его выбирает. Он его и выбирает. Канеки сейчас 0-3 сделает ради сна чата. Ну, по Москве сейчас 1 час ночи. 1 час ночи по Москве. У меня 3 часа. Поздняя поздень. Paya running through every possible decision in his head. What would he like to do? Is that actually going to be one of his removals? Is this where the Erendite drops in? Or do we just Arrakis Queen here to get the extra value? That's the decisions he's going to have to start making. Yeah, we'll see if Paya just goes more greedy and Отставить Дагона. Да, его сразу надо есть. Блок сразу, блок в Дагона.
спокойных. Но часто раньше МСК, и это первый раз в жизни, когда я рад этому обстоятельству. Блин, когда раньше МСК, это намного лучше. Почти все, что происходит в мире, ты можешь посмотреть в нормальное время. То, что происходит там, допустим, ну, в Москве или за рубежом, ты смотришь, наоборот, в более нормальное время. Хорошо же. У меня, наоборот, +2 к Москве. И я, наоборот, постоянно чуть позже сижу, чуть больше смотрю, чуть дольше, чуть это, чуть то. Не успеваю. Очевидный блок. Ну, очистку можно сыграть. Что там есть? Там очистка, Эскель и кто? Эндриага. Очистка, Эскель, Эндриага. Кто еще? Холм. Суккуб. Тяжко. Блоки могут выиграть. Завтра матчи будут, да, завтра будет полуфинал, полуфинал и финал. В это время, когда полоски залетали на туриках и были реальной силой. Недолго нам осталось. В каком городе живешь? Тюмень? Сургут. В Тюмени был. В ИКБ был. И очень спокойной ночи. Не знаю, когда ЕКБ вспоминаю, мне всегда почему-то пельмени хочется. У меня ассоциация ЕКБ пельмени. Уральские. Ассоциации. Дагон надо уже просто вставлять. Ну, Дагон сразу забирают. То есть тут Дагон вообще не живет. Белка. Псевдобелка. Когда так это выкатывается, прикатывается. Прикиньте, я бы так стримил, типа, вот так откинулся и такой, типа, такой, оп, такой, ну-ка, ходим. А, все, сходили, все, чилим. Опа, давай. Китайский рынок в Сургуте есть такой. Ассоциация с Уралмашами и выпусками новостей местных. Неплохо. Раз начали играть в городки, то закину от себя свою Одессу. Кто откуда будет чат. Да, ребят, пишите, кто откуда. Кто откуда и кто не спит. Почему вы не спите? В вашем городе, возможно, очень поздно, а вы не спите. Почему не ставит Дагона? Он настолько боится. Краснодар. МСК чилю. Тоже холодно сейчас на севере -40. Москва. МСК. Мурманск. О, Минск. Иваново. Иваново, правильно? Под Пермью. Не сплю, потому что хочу тебя поддержать. Спасибо. Челяба. Ростов, Донецк, Крым, Москва. СПБ. Кстати, первый из Питера. А, нет, вот. Питер, хочу рубашку. СПБ. Ижевск или Ижевск? Ижевск. Белгород. Молдова. Ростов. Талица. 900 километров от Сургута. Винница. Красноярск. Баку, Азербайджан. Неплохо. Спима по МПрошку. Нижний Новгород. Хай. Приветствую. Питер. Яму и Денник Металли. А, Питер. За север, за Тимерию. Белгород. Это сходка? Ну, тут надо с местом определяться. Енифер сразу забирает, это было очевидно. Сургут неплохо. А Дюссельдорф это где? Ростов. Крыжополь. Это где? Это что? Петропавловск, Камчатский. Новиград, ага. Вру извилина. Минск. Капец, настолько прям разнообразно. Москва, ЕКБ. Очень разнообразно. Днепр. Вот в зиме. Дюссельдор, Германия, офигеть.
deleted. Yeah, day gone. Day gone indeed. It's been a long day. Ривия. Day gone has definitely gone as we see Выбор. Fireball taking every second he can here to make his choices. Which is he gonna go for? It is the Eskel, and he takes the Эскель highest достается. value removal here. Траггер, конечно, такой себе, да? Спортивный траггер. Убивает Суккуба. А, подожди, Суккуба он будет убивать? Не, никого не трогает. Сейчас ночи, доброе утро, и тебе привет. Один из Краснодара. Так, на Ютубе. Да, по-моему, один. Кто писал? 15-point removal and a consume to trigger as well. No real useful triggers on the board after that lock, of course. Я брался время, чтобы ездить... Блин, я не выговорю это. Дзержинская ВМСК. Это возвращаюсь только уже в Н. Виноград. В Нижний Новиград. Ну, тут уже все по темпу никак Нильф не успевает. Карс не самый удачный, да? Если бы еще один челик был бы. Его на 14+. И восходит где-то на 16. А, тут не хватает уже поинтов. Никак. Только форсить Суккуба прилетит. Как это синдромом 200-летнего деда, я очевидно топлю за нильфов. Как много тут имперцев и какое у них отношение к северянам. Подождите, а по темпу что? Да ну хватает? Не, подожди, Арандита на очень большие поинты. Арандита 17, ребят, не-не. Арандит уже сильнее. Жестко. Близко было. Ой, как близко, ой, как близко. Канеки прям не очень доволен. Это можно было выиграть, Канеки, это можно было выиграть. Причем он вроде все карты нашел. Он мог девочку найти в идеале, но... Прям какая-то неудача. Ну, колода такая себе, ну нафига такое брать? Так, прогноз. Опять выиграл Пайбол. Выбираем исход. Пайбол. Завершить прогноз. 12 000 баллов. Да за что? Вот что так много я вам даю? Okay, well, 2-0 for Fireball. Will we see a reverse sweep right now? That's what Kaneki now needs to do. He needs to line up that reverse sweep to try and bring this to be 3-2. I did say earlier, we never get 3-0, so don't get planning to go... Потому что я СПБ даже больше, чем МСК. На ютубе МСК писали. Нормально так. Fireball now, he is back on red coin. Yeah. And the last deck that he is bringing is, I believe, the Precision Strike. Сразу запускаю, ребят, следующий прогноз. Что, думаете, 3-0 будет? Такое может быть? Так, Канеки Пайбол. Сразу запускаю, начинаем прогноз. 2 минуты на этот раз поставил. Время есть. Император, спокойной ночи. Спокойной тебе ночи. Для Канеки работяги спать хотят. Глянем, что осталось, вопрос. Просто что осталось у Пайбола. What does Kaneki do here now? He's already made the attempt at the Squaretel list from Blue Coin. Солдаты остались, по-моему. Нет, солдаты были забанены. Точный удар остался. Подожди, нет, точный удар он закрыл. А, нет, не закрыл. Точный удар остался. Так, на равных пока Канеки и Пайбол. Пайбол чуть-чуть лидирует. Точный удар остался. You know what? I'm here for it. I would like to see each of Kaneki's lists just so that we can see where he plans to go with it.
Я вот не знаю, у нас аукцион должен пройти, аукцион, где мы будем выбирать игру. Я не знаю, когда это провести. Можно сегодня, но я уже за сегодня немножко задолбался. Онлайн вроде есть. Можно будет провести в конце стрима. Да, сегодня аук проведем, наверное. Выберем следующую игру на прохождение. Как же на равных идут Канеки и Пайбол. Ребят, последние минуты, последние секунды буквально остались. 10 там, 15. О, как много бриков у Канеки, ребят, еще не время передумать. Пайбол довольно-таки неплохо, он хорошо отбрикался. But not, you know, let's not get ahead. Yeah, we've got plenty of time left ahead of us as both players have drawn considerably better this time. Париж неплохо. A lot of beasts in hand for Kaneki, but of course this list is chocked full of them, so Sove will still have targets, I'm sure. And he is just getting underway. На туриках музыка не заказывается, к сожалению. Не рекомендуется. Ну, рыбы, конечно, да. Рыбы, конечно, класс. I don't mind it. I would probably keep this, knowing that you can thin those fish through. He has enough rain to make that possible. Means he's guaranteed to find both Throminica and Fukusha, crucially, between round 2 and 3, if he decides to go that way. I don't know what he's done. We will find out. Yeah, if Flaminica is the first card, then we know that Maxi decided not to shuffle. Рыба моя есть. Seen a double thinning Roach and the good boy Nickers. Yes, best boy turns up. Both of them thinning through all together there as Pireball responds very rapidly and just drops down a dwarf. I wouldn't say the best boy, by the way, with Geralt. The best boy being so He can be best this boy. It's fine. Хотите посмотреть деки игроков? В описании есть ссылка на Google таблицу, и там прям прямая ссылка на колоды участников. Там самый первый лист. Пока размен идет. Долго будет, мне кажется, размен идти. Они тупо будут бронзой душиться. Тупо будет душка бронзой. Да, не за что. Неплохо. Очень даже. Как речь о Чече, кто расслабился что-то. Ты не читал книги Сапковского? Аудио только. К сожалению, на обычных просто не хватает ни сил, ни времени. Немножко даже желания не хватает. Вот, аудиокниги. Что за рыба? Рыбы выпрыгивают, когда... Или ты о чем? Когда дождь активируется. Сколько завтра полуфинал по МСК? По-моему, должен быть 18 по МСК. Как и сегодняшний турнир начала. Ой, а он же мог рыбу добрать! А, он знал, что у него наверху. Он перемешивал, да? Да? Надеюсь, на это. Я уже немножко засыпаю. Латва и панталон не жирно будет, но это колода на фулл зверях, фулл прокрутки, поэтому. Ты прослушал, а тот же аудио слушал. Закончил все 8 книг слушать, прям кайфанул, конечно. К сожалению, засыпал на первой книге. Когда начал слушать вторую, как будто бы ощущение было, что я пропустил дофига. В итоге я переслушал первую книгу несколько раз, и все перемешалось. А что нимфов убили? Стоило оно того? Да, убили их. Да, стоило того. Ладер очистился. Вот, убили их. Все, нет их. Он классно же. Белочки с севером играют. Классно. Туда их. Смотрел сериал, потом начал читать, но что-то мне его язык не очень зашел. Какой-то он очень вульгарный. Своеобразный, наверное, да, есть такое.
Так, начинаем сразу с домика, или что? Белка бесполезная какая-то. Начнем с домика. Я думаю, он доберет с щитом чела. Лево. Все, когда у тебя карта только для нильфов есть, а на другие фракции не падают с бочек. Неудача. Ну, кстати, тоже есть пункт, я обожаю отечественное фэнтези читать, но при этом вообще не получается любой зарубежный, а даже таких мастеров, как Сапковский и Толкин. Не знаю, я раньше очень много читал фантастику. Фэнтези именно, фэнтези. Сейчас как-то вообще, не знаю. Не знаю, либо мы деградируем, либо наоборот прогрессируем. Ну вот я, например, вообще книги в последнее время прям отталкивают. Типа, зачем книга, если есть фильм? Типа, воображение как-то побаловать. Не знаю, воображение можно чем угодно побаловать. Как будто бы. Я воображение свое, например, балую. Короче, воображаю очень много, когда сижу над медоотчетами, или когда сижу над этими, что будем бафать в итоге в совете баланса. Читать морщины на лбу. Читать важно, понятное дело, но вот как-то вот желания такого нет. Прям сидеть читать, прям вот сесть и читать. Ни сил, ни времени. Когда я устаю, я бы фильм посмотрю. Я не знаю, я уставший. Брать книгу в руки. Будто как работа какая-то. А вот лечь вот так вот, развлечься и фильм смотреть какой-то, или музыку слушать с удовольствием. И вот это упрощенное восприятие истории, где за тебя все додумали. Поняли, как выглядит персонажи, аллокация действий, тебе все готовое, как птенчику подают. Но есть же сложные разные фильмы, где есть несколько смыслов, несколько там философских вопросов, философских моментов, концовка открытая. То есть они же тоже дают тебе как бы думать. Книги больше про детали и эмоции, а фильм просто действия. Ну не сказать, фильм же тоже эмоцию дает и действия. В смысле, книги больше про детали и эмоции, а фильм не дает эмоций, фильм не дает деталей. Разве? Один из лучших примеров — бойцовский клуб книга и бойцовский клуб фильм. Меня, когда ты учебу совмещаешь, там же много надо читать, да. Я, можно сказать, живу с справочником по педагогике. Фильм — это для отдыха, книга — это холст для мозга, который рисует картину. Наверное, так. Окей. Сови отдан. Поинтов много будет у зверей, как будто 2-0 намечается. Прям лютый 2-0. Подсел на АСМР перед сном. До книги свежей оперы. Меня АСМР немножко тревожит. Когда АСМР слышу, меня почему-то наоборот корёбить начинает. Вообще фантастика топ. Там, когда заслужил все до конца, не пожалел ни капли. Был бы сериал хороший по Ведьмаку, это было бы легендарно. Жаль, что Netflix взялся за Ведьмака, а не HBO какой-нибудь. Netflix сейчас за все берется. Все, что видит, Netflix прям трогает. Насимлос играет в броню. Ой-ой, успеваешь? Успел. Слава богу, успел. На секунду думал, что сейчас какому-нибудь там, не знаю, дальний ряд бафнет. Фильм дает эмоцию, но там твое восприятие сильно зависит от того, как все передано режиссером, актером и т.д. Книги все зависит от автора и твоего воображения. Не знаю, я, например, вот помню, читал книги, хорроры, тот же «Кошмар на улице Вязов». Я не знаю, меня вообще книга не пугала. Я вот помню вот эти сцены из фильмов, а когда там, не знаю, я не помню, какие-то старые фильмы были, ребенок сидит там, читает книжку такой завороженно, и резко там посудомоечная машина или стиральная машина шуметь начинает, и он такой пугается, то есть настолько погружен в книгу. А я наоборот, типа, сижу, читаю книгу, и меня все отвлекает. Надо погрузиться в это все, «Кошмар на улице Вязова», там страшно, как ух. Не знаю, все вокруг ходит, двигается, а я мелкий, и мне не страшно. Вот фильмы, да, фильмы страшные. А вот книга вообще ноль.
То есть хоррор и книга для меня вообще несовместимые вещи. Хоррор — это игры, хоррор — это фильмы. Да даже музыка хоррор есть, а вот книги вообще для меня не пугают никак. Хотя написано качественно. 2-2,5, да, примерно так. Как будто тут можно сделать 2-0, хотя... Ну, нет поврежденного отряда под атаку чемпионов. При этом фильм более широко воздействует на эмоции за счет также музыки, картинки и прочее, да. Ну, типа книга — это какое-то погружение, да, как-то книгу вот так, или как 3D какую-то книгу, вот так надо прям закрыться от всего. Я не могу, все шумит, все ходит. Телефон, музыка, там отвлекли, это, то, звуки. Я не могу. Книга, фильм, наушники надел, кинотеатр сел, темно, классная эмоции, звук, картинка, ты бесконечно в эмоциях, бесконечно в чем-то. Бесконечно в моменте. А книга отвлекаешься. Закрывая тему книг и фильмов, как говорили великие умы, нынешнее поколение, не думай. Многие знания, многие печали в бытие, нашем совершенстве звуки душноты. Стивен Кинг еще как пугал. Не знаю. Мне как-то фильмы по Стивену Кингу больше напрягали. Книги особо нет. Способность визуализировать? Может быть. Может быть. Let me show you, because he took that entire gap and just made it up between his leader and then as well the commander's horn. What I said was a great position for Kaneki, looking a Странно, что Пайбол не дает домик, потому что домик очень хорош. Там уже нет у него ответа. Ну, за рулем всегда, за рулем аудиокниги классно слушать. Я перед сном слушаю. Ну, потому что не хочется читать, глаза болят, и там чем-то занимался, допустим, да, там, либо читал педагогику, либо там стримил Гвинт, вообще не до этого, просто не до этого. Поэтому аудиокниги тоже в наушники надеваешь, все, ходишь. Хоррор-книги больше впечатлительные, где ты сам легко представляешь эти ужасы, а фильмы сильнее пугают, потому что не говорят подумать, а показывают эти ужасы. Кстати, да. Есть в этом доля правды, да. То есть книга тебя как-то вот так готовит к чему-то. Там откровавленные ужасы, стены были, там в этом изодраны. А хоррор, как бы там прям действие происходит. Типа, ты можешь как-то медленно читать и медленно пугаться, то есть как-то вот по-другому. То есть тебя же тут не говорят смерть! Как-то, типа, как книга может напугать? Для меня это странно. То есть только атмосферой какой-то. Странно, почему он ушел. Окей, он все еще отыгрывает атаку чемпионов, очень хорошо отыгрывает. Только все равно, по-моему, было... ладно, правильно сидел. Фильмы многие по книгам сняты, это понятно. Но большинство фильмов лучше в итоге книг оказались. Большинство. Например, дофигища. Ты что, читал «Заводной апельсин»? Возможно, из-за сленга. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А на хай-роле. Я был недоволен. Домик, наверное, не стоит отдавать. На рандоме повезло Канеки, как же он счастлив. Да, рандом! Сюда! Но шансы были хорошие, давайте будем честны. Шансы были очень хорошие. Я бы Анейру кидал. Вопрос, куда? Тут на самом деле все карты нужны. По единичкам можно отдать. Ну, домик я бы подсейвил, потому что броня, дождя... Ну, странный плей. Ну, окей, он просто добафает. Наверное, оно стоит того. Наверное, да. Окей. Псевдо, ну ладно.
Можно обыграть необратимостью бытия. Ну это сколько надо прочитать? Это надо прочитать страница раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тебе так должно это все описываться. Ты не должен отвлекаться. И такой, да, ситуация хреновая. Я не знаю, я этого не понимаю, видимо. То есть, может, это за Гвинтом собрались. Вот, то есть я этого просто не понимаю, видимо. Пламика сильная? Да, Пламика очень будет хороший финишер. Ой, как он не находит. Каратку не нашел и дерево не нашел. Но он сыграет одну из. Либо каратку, либо дерево. И раз он завершает, скорее всего, будет дерево, а не каратка. Невыгодно было эльфа на перемещение сыграть не. Какого? И когда? С точного удара? Мне кажется, все-таки стоило ему аниромантии играть карту, он бы прокрутился. И нашел бы каратку сейчас, ребят. Я считаю, что это была ошибка все-таки пайбола. То рыба, города, книги. А по всем говорим. Ну не о Гвинте. Окей, начинается с коляски. Справедливо. Ставится медведь. После этого, наверное, поставится сектант. Вот триггер сейчас сработал. Максимум, что книга может сделать, это оставить неприятное послевкусие тревоги, по-моему. Ну, кстати, да, есть такое. Но я особо не хочу вот какую-то депрессию лично. Мне хочется какую-то эмоцию, ну, какую-нибудь хоррорную эмоцию, да, от хоррора, от испуга, или, например, от впечатления, от удивления. А вот именно какая-то такая, типа, не знаю, короче, сложная тема. Послевкусие. Я лучше кофе попью, послевкусие там лучше. Кстати, да, я люблю книги, и вот там... Это очень был странный плей. Крайне впечатлительный. Я в том числе крайне впечатлительный и при этом реалист. В данном случае это минус, ибо особенно себе это представить, как бы оно выглядело в реальности. Запахи, температура, свое настроение. Наверное, у меня такого нет. У меня больше такое с музыкой все-таки. Я картины представляю, когда музыку какую-то слушаю. Книги не дают мне такого. То есть я могу это понять, но... Ну, слушайте, шансы как будто бы есть. Большие. У Канеки. Там лютейший будет лосход, вкуса хоть там много. Давай подумаем, с чем же мы можем сходить. Наверное, все-таки медведь. Медведь. Наверное... Медведь. Ну, нет, да, медведь. А кто же еще мог сходить? Если хочется хороший хоррор, лучше сходить на квест. Там впечатление будет больше, чем от книги. У нас, к сожалению, только одна компания занимается этими темами в городе. Поэтому, к сожалению, выбирать не приходится. И я там был. Меня не напугали. Хотя я пугливый. Очень лютые ластходы. Ластходы. После игры Миямона уже ничего не трогает, да. Реально будет 3-0. Выглядит как 3-0. Они романтия в дерево, дерево намного сильнее. Но деревом главная задача не убить медведя. Давайте подумаем. Так, что же можно поставить? Так, от дождя у нас хилит. Хорошо, он поставил. Он правильно поставил его? Да, правильно. Я просто не помню, как он работает. Просто очевидный ходы у Канеки, он так думает. Так, пайбол очевидный ход точным ударом. Причем этого челика может случайно убить. Чего, блин? Дерево пацана будет? Видимо, да. Раз, два, три, да. 5. Ровно его убивает. Он где-то спорный плай, но... Окей. Окей. Ну все. Белка на очень... Чайка на очень мало. Попадает дождем. Чайки призываются, хотя это даже местами минус под фламинику, то есть никак не влияет. Ой, чаечки сюда в дальний ряд. Чаечки сюда в дальний ряд. Ну все, без шансов. 0 ченс. Очень сильно рольнул пайбол, но этого не хватало никак. Этого в любом случае не хватало бы. В любом случае не хватало бы. Рольнул сильно, но этого никак не хватало. 3-0. 3-0 пайбол.
И мы закончили сегодня пораньше. Да, круто тема, ребят, колесо. Выберем игру на прохождение. Так что те, кто хочет увидеть колесо, не отходите далеко. За Канеки больше втопили, кстати. Так, Пайбол. Завершить. Завершить. Да, Канеки, мне не понравился лайнап Канеки. Много было спорных плаев. Странный бан был. Короче, очень много всего было странного. 5% осталось для рубашки. Ну, сейчас посмотрим. 89% дропса. Завтра, ребят, также будет дропс, поэтому... Завтра также все начислится, и вы заберете свои награды. А я, по-моему, сейчас могу уже забрать. Я гляну. Сейчас гляну. У меня было 80, ну-ка. Блин, 98. У меня вообще 98. Канеки 10-й ранг плеер, лол. Жестко. Ну, помню, как мы за Канеки болели. Тем всей душой, когда он Террала на турик принес и выигрывал. Было жестко. В общем, что нам покажут сегодня? Игр больше не будет. На базу возвращаем. Let us know, you know, hashtag Gwent Masters. We really want to know if your divination still. Крутанем колесо. Главное не забыть. Энергия есть, как минимум. Мне кажется, завтра энергии вообще не будет. 70%. 87%. Ну, Канеки это страж прошки, а не топ-игрок. Да блин, он играл, выигрывал. С топовыми игроками и даже... Я же побеждал. Hey Paya, good to see you back. Congratulations on winning yet another Gwent series and making it yet again to day 2. Did that matchup go as planned, as expected? Because before you did say that this was kind of what you were thinking was going to happen, and Kaneki kind of agreed with you, but чтобы не быть, ага. Это не только за рубашкой, я честно досижу до конца стрима. Но пиджак уже будет еще. Да, вы должны показать. То он скажет, что увидимся завтра. Какое-то время. Очень хороший матч стоил Пайбол. Спасибо за стрим, да не за что. Еще не заканчиваем. Канеки лайнап колод был очень специфический. Завтра уже, возможно, в другом пиджаке будет. Держу в курсе. Поляк должен на английском говорить. На игре польской компании, ну. Официальный язык. Don't think I can come to the watch party tomorrow because I kind of have to play my semi-finals. You have to get the speedy Paya after you win it all to run over here. True. Maybe if I lived closer to the HQ I could come, but I live like 50 minutes away, so it's not great. Well, thank you so much for taking the time. Before I let you go, is there anything you would like to say? Где стрим начала посмотреть на Твиче? У меня с самого начала все. С самого начала до самого конца. Где стрим можно посмотреть? А, их трансляция на Твиче, да. Пайбол будет сражаться с Миамоном. Пайбол, Миамон. Incredible. Thank you so much for the interview. Good luck tomorrow. And now it's time for our greatest geezer to take it away with the analysis. Thank you. Yeah, thank you so much, Ryan. Lovely to hear. Ой, наш любимчик. Давайте его покажу вам. Так, показывай. Какие же там были лайнапы, какие же там были интересные игры. Легендарный Ширу. Сюда, сейчас его покажет нам. Not as much to dissect in this series, to be completely honest, as the previous ones. It was a little bit more straightforward, but a great moment for Kaneki in this first game was the... Так, держим. У меня 99 уже рубашка. 99, ребят. 99, держимся. Верни демку, зачем нам Englishman? Вот он, я тута. Тута я, тута. Это, ну, было это очевидно, но нормальный плей.
96, эх. Я бы что-то... Я 99 успею, а ты 96. Хорошая была отыгровка. Среди процент рубашки есть шанс ее получить завтра. Да, да, довольно большой. Но желательно сначала прям приходить. Но. Этого никак не отыграть было. Этого можно было отыграть, если бы он с снайкера пришел. Его бы в каратку прилетело. Каратка была отдана тупо. Как у тебя 99, если ты стримишь 7,5? Хрен знает. А, так трансляция была доступна до того, как я начал стрим. Там обратный отсчет шел 30 минут. Вот так вот как-то. Я прям с самого начала, как там 30 минут было. Читер? Да в смысле читер? And thinned out the Death Wish cards using the Urn of Shadows, then Kaneki would have been pretty tempted to have just passed. But instead what Paya did is Paya just continued to play quite slowly, forcing Kaneki to actually overcommit somewhat in this round one, which inevitably ended up losing, as you can see with this Ramon play here. So by Paya just delaying the Brewist that little bit, that was able to be pretty nice for him. The other bit of great carryover that Paya was able to develop came in round number 2, as we saw Paya time this pass here in round 1. Kaneki just takes the dry pass here into round number 2, and apologies, I've gone a little bit too far there. Тракер не сыграл. Я успел погулять на дне рождения и немного проспаться. Турик все еще идет, пипец. Но он заканчивается, это уже все. Финал. 71%, эх. О, я получаю рубашку, все. Сюда рубашка. 24 секунды назад. Сколько завтра будет? 18 по МСК. Спасибо за каст, я спать. Всем добра и больше добряков в ладере. Взаимно. Не за что. Сейчас просто делаем вид, что нам интересно, чтобы вселенная не вырубала стримы, и мы получили драгоценные секунды. Именно так. Ну, на тонкого, да. Прям на тонкого было. Два, по сути, финишера. Бац. 3 поинта. Это было очень близкое. В теории вот это можно было выиграть. Катку. 3 матча будет? Все, нет. 3-0, поэтому ничего не будет. А, завтра, да. Полуфинал и финал. Пройти нужно в 5:30? Может быть. Может быть. Честно приду. Обещаю, хорошо. Утро. Делать нечего. Как думаете, завтра кто выиграет? Ну, у меня все те, кто вышли, я всех угадал. То есть у меня побеждали Макпай, Санвантер, Миамон, Пэбол. Все они выиграли. Счет только другой. Буковский Макпай угадал, счет 3-1. Миамон против китайца угадал 3-1. А вот Канеки Пэбол и Эдбургер Санвантер не угадал счет. Но полуфиналистов угадал. Всех. Дальше какие прогнозы? Ну, посмотрим. Ну, будет, как минимум, будет интересно. Будет интересно играть. Пэбол такой прям профессионал, такой прям весь такой ух, а у Миамон такие деки, магические какие-то. Поэтому это будет битва разных стилей, это будет битва стилей. Макпай Миамон будет финалом? Макпай Санвантер, два русскоязычных. Продавай мастер-классы по аналитике, только говори, не угадал, а провел исследование. Ну да. И, ну, примерно понимаю, какие были лайнапы, какие были матчи, кто как мотивировал, кто как настроен, что мы видели на турнирах, на отборочных. Вот, примерно вот так проголосовал. Но при этом счет счетом не угадал.
3-0 вообще не ждал в этой паре. И это очень хорошо, что 3-0, потому что быстрый финал. Офигенно, кстати, рольнул. Почти прогнозы большие выигрыши. Сам автор хуже, чем Макпай отыграл. А вдруг он соберется? Вдруг он сейчас всю ночь будет тренировать? If I did, our casters will now let me know because they're going to show you the updated bracket. So over to Lionheart and Aria. Почему он выглядит как человек, который хочет тебе что-то продать? Вот такой вот сетка так выглядит. Я сам в шоке. We are casting Maya Ball tomorrow. We are, and wow, yes, you're right. Ours is Maya Ball. Or Miamon, my apologies, versus Pyaball, and of course, the first half was concluded earlier in the day. We have a lineup. What a phenomenal day one of Gwent. Indeed, I can't. Это верно, правда. Судя по их вебкам, у них мотивация была либо поспать, либо им платили за покерфейс. Устают все. Поприветствуем. Что с Миамуном? Прошел, он прошел. И будет одного из фаворитов. Нарвется, так сказать. Эту рубашку можно получить, и нужно просто смотреть трансляцию. Надо авторизироваться еще на Твиче. Надо смотреть на Твиче, авторизироваться на Твиче. Привязать аккаунт. Ну и во всех, кто проиграл, ошиблась в счете на единичку, офигеть. Во всех. Но победитель правильный, да? Аргон, приветствую. Закругляешься, да. Но мы сейчас крутанем колесо. Поэтому кто хочет посмотреть на колесо, фортуну, это будет очень весело. В прошлый раз было забавно. Аукцион будет сегодня. 18 игр или 19? Победили, да, а счет везде на единичку больше им записала. Эх. Не, аук будет сейчас, Арагорн, аук будет сейчас. Не верила они. Говорила сегодня пару косарей плодов, как устроить через недельку музыкальный стрим. Ух. Просрали все, да. ПГ с отрывом лидирует. Но там не прям огромный отрыв. Он большой, но не прям огромный. Типа Baldur's Gate он будет в любом случае либо вне очереди, либо сейчас выпадет. И я уже бурда был. That's us? I think that might be us. That might be us? Yeah. Man. Strong words from a lovely gentleman like that. Especially that his suit game is always on point. We try as much as we can in order to reach that high bar. Speaking of high bars, the players today brought their A game. Да, средства все сохранилось, конечно. From the last match was a 3-0, but you know, вот и бог Гвинта. О, волына. Matchups are not favorable, some are more favorable. This one we kind of knew from the beginning that it wasn't gonna work out perfect. I don't know why you brought sword. This is the 3-0 sword that Pyaball used on Kaneki. So honestly, everybody played great. I'm sad for everybody that left. 7%, I actually also have prepared a small candle as well. It was an honor seeing you all play today, and I know this is a joke, but honestly, it's so much fun to watch you all play. And yeah, especially from all the time zones competing today. And I think that's also something. Он говорит, свечки вам пригодятся. В следующий в полуфиналах свечки обязательно ставьте, ребят. 100% focused, and it might be 5 a.m. for them. So, yeah, like Joe and Если бы знал, что средства вечные, я бы все 244 в этом месяце долил на счет кек. Ну, блин, я говорил, все вечно. От геморроя, может быть. У меня 100, поздравляю. Честно говоря, так будет от свечи, будто он знает о ней нечто большее. Говорит, что хорошо отыграли. Много было мисплеев, очевидно. This to be like, you know, the best performance that was there. Oh yes, and I've heard from all the people at the watch party that during that draw and just in general when crazy plays happen, people are going nuts, and it's such a joy to, you know, hear people enjoy live Gwent, competitive Gwent. And Чел на свете баланса нерфить Анси, Жару, Рампали и Кольвейт собрались. Это кто? Мне интересно увидеть их.
Я такого вообще первый раз. Про жару слышал, окей, а все остальное... Так, надо услышать гейское прощание. Я хочу это услышать. Их очень гейское прощание. But it's not today. So today we're just chill, we're easy, we're winging it, we're just having fun, and I'm excited for tomorrow because there's also not just high. Поле со снеговиком, ладно. There's also going to be some more interviews maybe in the studio. Let's find out about that tomorrow. Большими ножами комментирует, ничего не комментирует. Yeah. That is a very good question. Mine. Are you asking me? Yeah, yours. I'll put you on the spot because I want like an honest answer. Okay, there's a apart lot from of working them. with me, I know that's the number one thing. I mean, Я Ведьмаком бафнуть потихонечку. Я в этом сезоне, думаю, будет бафки. I can say something else. No, actually, I love working with you, and to be honest, I will go more into detail tomorrow. But Учила второго знака Ильфов, он даже не скрывает, что он гей. Жесть. Чего мы ждем? Да, они поцелуются в итоге. That holds a very special memory in my heart because I managed to travel here and accompany the players and the production and the cast and the hosts and exactly. So I was filming some stuff back then, and the last 2 weeks I've been working on, you know, refining the material and putting something together. So hopefully tomorrow I Арагорн, спасибо! Спасибо! Там был оригинальный грех 2, и на него повыше шанс на контента. Так выгоднее. Спасибо большое, что такое оригинальный грех. Спасибо тебе огромное. Сейчас откроем. Оригинальный грех 2. Что это такое? Бай услышали. Original Sin. А почему орех? Грех, вернее. Грех это... грех это Син, господи. Досмотрели турнир, спасибо большое, Арагорн, за взрыв. Сейчас добавим. Блин, что-то я... Грех. Так, окей. Так, окей. Син грех, блин. Байк его не покупать собрались. Хороший вопрос. Окей. Окей. Двините. Плюс 1000. Сейчас, ребят, крутанем колесо и будем выбирать игру. Это, я думаю, будет очень-очень весело. Так, сохраняю. Музыку на фон поставим какую-нибудь. Поставим музыку. Хорошая песня будет. Отлично. Музыка с поля чудес как вариант. Спасибо, что сидел все эти 8 часов. Это очень мощно. Да ладно, уже не впервые, уже который раз. Музыку из Divinity или Baldur's Gate? Я хотел что-нибудь веселое. Так. Так, давайте я настрою все. Барабанную дробь. Барабанная дробь. Так, давайте ставлю. О, вот это нормально. Так, ну погнали. Демонстрация экрана. Вот хорошая песня. Так, ну погнали. Так, что должно быть видно? Вот проценты. Дяды, конечно же, дяды. Короче, вот оно не видно. 15,1%, 10,1%, 7,5%, 7%, 6, 6, 6, 6, 6, 3, 5, 3, 5. В общем, шансы большие. Надеюсь, меня не перекрикивает. Вот. Верхом колесу рандома. Так. Под музыку танцует. На выбывание. В общем, тут все написано, то есть тут все честно распределено. Потом будет все виднее. Вот. Погнали крутить.
Крутим колесо, готовим помост. Давайте сколько поставим? 15 секунд. Все видно, все отлично. На выбывание выбывают игры. Но они не уходят не навсегда, ребят. Не навсегда они выходят. Игра, которая выпадет, будем проходить в понедельник. Минус ханкайт, слава богу. Погнали дальше. Не знаю вообще, что из этого хочу поиграть, но ханкай я не хотел поиграть. Слава богу. Минус ханкай. Мой Майнкрафт не хочу, а Майнкрафт тоже выбить отсюда вы нафиг. Да, нет! Рашный симулятор, хорошо, пойдет. Что бы это ни было, Рашный симулятор улетел. Секира там есть, да. Я верю, что Секира выиграет, я не хочу этого. Миядзаки смотрит. Миядзаки следит, ребят. Минус Секира, ребят. Блин, минус Секира. Фух, отдыхаем от Dark Souls. Отдыхаем. Дяды, детка. Русы против ящеров вылетели. Не, Baldur's Gate пока держится. Минус космический рейнджер, кстати, за них много было закинуто. Так, давайте секунду, я сейчас трючок сменю. О, нет, русы F, но они же не навсегда уходят. Они всегда могут остаться еще. Так, блин, почему нельзя зациклить трек? А, во, можно. Автовоспроизведение, нет, не то. Блин, нельзя зациклить. Ладно. Рады. Да, рейнджеры. Ну, блин, мне кажется, рейнджеры душноваты могут показаться. Так, погнали дальше. Как же ящерка флексит. Надо, это, 10-часовую версию. Не хочу арк. Минус Divinity. Пойдет. Минус Divinity. Блин, лучше бы арк вылетел. Не хочу в арк играть. Минус ведьмак второй. Окей, пойдет. Ведьмак второй вылетел. Фавориты вылетают. Baldur's Gate пока держится. Улетел тоже. Держится, да-да-да. Держим в курсе, держится Baldur's Gate. Но его все равно в меня очередь будем проходить, поэтому нормально. Бэй, Майнкрафт, вылети! А, Hollow Knights, блин, хотел Hollow Knights. Блин. Блин, хотел Hollow Knights. Норм, игры вылетели бы, да, блин, ну... Колесо рандома. Дяды. Рады. Блин, Space Ops тоже хотел попробовать. Вылетело. Видишь, там Space Ops, да, и вот оно вылетело. Блин, Майнкрафт и Гвинт и Outlast уберите нафиг. И Ark Survival. Что за говно осталось? Какая фигня. Так, давайте я опять... Ящерка подкручивает? А, против русов, против ящеров? Возможно. Надо 10-ю версию поставить. Не, майн не надо. Майн не надо. Погнали дальше крутить. Не, майн нафиг. Майн нафиг. Outlast, Майнкрафт нафиг. Спасибо, сейчас, секунду. Ну, Outlast. Я напишу книгу, как искусство дало. Одним словом, Андерграунд победила Бабадзаки. В скобочках нет. Ебаный рот этого казино, блядь. Ну, блин, так Бабадзаки тоже проиграл. Он один из первых улетел. Спасибо большое, Арагорн, спасибо тебе. Идем дальше. Минус Outlast. Слава богу, минус Outlast, боже. Идем дальше. Майн и Гвинт нафиг идут, блин. Нафиг Майн и Гвинт. Dead Cells пусть выиграет. Нет, Dead Cells улетает.
Нет! Фух, Гвинт улетел сюда. Хорошо. Хорошо, минус Гвинтяр. Так, кстати, Майнкрафт убить. Арк. Аутласт улетел. Майн и Арк надо, чтобы вылетело. Нафиг это надо. Просто нафиг это надо. Фиг все осталось. Хорошо. И что то говно, что это? Все, отлично. Так, теперь надо Майн выбить. На Гвинт кал. И че, ребят? Каждый день в него играю, вы че? Все, Майнкрафт улетает. Сюда! Сюда! Да! 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 Нет! Такой арканиум! Блин, Майнкрафт выиграет. Так. 20 секунд. Блин, говно. Донатный аук. Донаты за баллы можно и за донат. В процентах. Но результаты не навсегда улетают. Они остаются в списке, так сказать. Darkness Dungeon вылетел. Так, давайте опять трек поставим. Он заканчивается, это самое хреновое. Он заканчивается, нет времени его обратно включить. Вы от дядов еще с ума не сошли? Майн будешь играть? Не хочу Майн. Не хочу Майн. Погнали. Какое говно! Может, Dead Cells, пожалуйста. Нет, только не выбивай его. Да, 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 да. Нет. Neverwinter. Какое говно за Dead Cells, Dishonored и Minecraft. Dishonored я проходил, Dead Cells хочу, и Minecraft не хочу. YouTube Twitch, да, YouTube Twitch. Ой, пожалуйста, только не Майнкрафт. Нет! Что? Все, стоп! Хорошо. Так, ну у Dead Cells большой шанс на победу, ребят. Дичь, приветствую. Приветствую. Давай, 25 поставим. Все, палить. Какое говно! Только не Майн, господи, ты же есть, ты же существуешь, я верю, только не Майнкрафт, нет! Блин, нет! 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 Ну за что? Уходи! Фух, победа, господи! О! Фух, блин, Dead Cells. О, хорошо! Dead Cells. Yes! Dead Cells. Хорошо, я хотел в него поиграть. Ух. Аргор, спасибо большое. Нормально все, нормально. Ух. Только не мынкам. Осуждаю на всякий Я тоже осуждаю. Одобряю Дэнич захить третьего пути. Третий путь? Что такое третий путь опять? Что-то названия эти. Третий путь. Третий путь. Блин, третий путь, что такое? Отписка, казино. Что такое третий путь? Лайн. Лайн. За лайн? Подожди, что такое третий путь? Хорошо. Да не крутил стример, все хорошо, ребят, все честно. Все было честно. Вот. Гвинт вылетел. Так, давайте посмотрим еще раз. Вот я еще раз покажу вам. Вот, Dead Cells выиграл. В итоге, вот так выглядел аукцион. Dead Cells был топ-2. Топ-2 игра выиграла. 10% был шанс на победу. Baldur's Gate 3 вылетел, но он будет вне очереди. Пока что он топ-топыч, и он будет вне очереди пока что. Как минимум сейчас он внеочередной. Вот Dead Cells выиграл. Dead Cells будем играть на следующем стриме. Не знаю, стримов 5, может, он не долгий, не короткий. Может, 3. 3-5. Ведьмак вылетел, кстати. Divinity вылетела. Хорошо. Ну, я хотел, если честно, без шуток, я бы хотел на Call of Nights и Sekiro. Вот. Sekiro, потому что хочу казуалам доказать, что я не казуал. Вот. Ну, это последняя игра Dark Souls из популярных, которую надо на изи пройти. Самая сложная, на самом деле, казуальная самая. Hellblade? Нет, Арагорн вчера был Hellblade, мы вчера прошли его. Вот. Не, много хороших игр, просто большинство хороших игр улетело. Этот мастер мы уже играть не будем. Уже все. уже не будем играть. У меня вообще сил нет.
ты напомни мне, и мы сыграем с удовольствием. Блин, завтра, наверное, тоже нет. Можно завтра сыграть, если будет время. Просто вообще уже сил нет. Прямо после крутки вселенная разделилась на две. Мы, к сожалению, со вселенной с Dead Cells. Да Dead Cells намного лучше. Вы чё, ребят? Майн без очереди. Ну, ребят, донатим баллы, донатим. Конечно будет. Конечно будет. Так дела не делаются. Да ладно вам, да ладно. В общем, вот, крутанули. А на пофиг 24% до рубашки, все равно еще завтра смотреть турнир, да. Поэтому буду ждать вас завтра на трансляции. Завтра где-то в 18 по МСК будет опять турик. И мы будем досматривать полуфинал и финал. Вот, я думаю, будет все быстрее, хотя там еще ролики разные записали, прощальные. Я думаю, там растянут, мне кажется, на часов 10, поэтому завтра мы еще с вами посидим. У вас 2 часа ночи у большинства, у меня 4 часа ночи, поэтому... Да, ББ, доброй ночи. На Ведьмака 2 теперь по новой донатить? Нет, еще раз, ребят, объясняю, кто не до конца в курсе. Вот у нас игры. Все эти игры, которые вы видите, они остаются так же. Сумма денег, которые у них есть, они остаются так же. Единственное, Dead Cells у нас вышла победителем. Dead Cells уходит из списка. Вот я ее удаляю. Удаляю к чертям собачьим. Все, Dead Cells нету. Шансы у всех игр повышаются. Вот. То есть, а если игра будет топ-топычем, как Baldur's Gate, то она будет проходиться вне очереди. Во сколько завтра стрим? 18 по МСК. 6 февраля лично у меня. Ух. Я посмотрю, как ты Outlast страдаешь. Не надо. Все это время считался Twitch Drops. Да, по-моему, он считается. По-моему, он считается теперь. Короче, странная тема. Ведьмака 1 играл? Играл очень давно. Все, всем спокойной ночи. До новых встреч. Буду ждать вас завтра на завершении турнира и на Dead Cells'ах. Все, всем пока. Надеюсь, судари довольны.